Раз, раз. Хорошо. Как настроение? Отлично. Во всех ли УСах прошли ИСЭФи? 2 года у нас ИСЭФ не проводился, поэтому мы все тоже готовимся к национальному празднику ИСЭФ Кульмада 2022. Все хорошо в онлайн-трансляции? Приветствуем нашу аудиторию, которая находится по ту сторону экрана. Это наши представители некоммерческих организаций, активные граждане некоммерческих организаций, администрации УЛУСа, специалисты, которые непосредственно с нами работают. Мы сегодня находимся, это просто предисловие, сейчас мы не начинаем. Сегодня, завтра у нас проходит большой республиканский форум корпоративной социальной ответственности, партнерство в целях устойчивого развития территорий. Это итоги, мы сегодня подводим итоги нашего проекта, о котором мы сейчас подробно расскажем. И на наших мероприятиях проекта вы как на гастроли ездили к вам, как бременские музыканты, проводили зональные форумы общественного действия, помните, да? Мы проводили стратегические сессии, чего только мы не делали, и сейчас как раз-таки мы начнем. Как мы рады вас видеть. Пошли за стол сразу же. Хорошо. Так, еще Светочка. Уважаемая аудитория онлайн-трансляции, мы начинаем, все хорошо. Звук, сказали, у нас работает, люди уже подключились. Прекрасные жаркие дни в Якутии, дни высокого длинного солнцестояния. Я сейчас передаю слово генеральному директору нашего единого ресурсного центра Ольге Анатольевне Вешниковой. Ура! Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Действительно, мы сегодня собрались. У нас это вообще за практику мы взяли, назвали это летний марафон. И каждый год в это время что-то у нас происходит. Поэтому имейте в виду, что вы никогда не ошибетесь по дороге на городской ИСЭФ. Если вы заедете в единый ресурсный центр, вы точно попадете на какое-то событие. У нас сегодня здесь из 10 районов Республики Саха-Якутия представителей. Я очень рада, что вы нашли время, силы. У нас есть Мирный, у нас есть Алдан, Горный, Медино-Кангаласский район, Момский, Арктика, Нюрбинский, Алекминский, Юг, Оленек, Арктика, Хангаласский, Чурапчинский, город Якутск. Да? Онлайн подключение коллеги у нас сколько? Гибридный формат. У нас сейчас 13 человек сидит. Да, и я думаю, еще подключения будут. Мы общественники, мы всегда чуть-чуть запаздываем и отстаем по времени. Но самое главное, мне кажется, гости, которые к нам сегодня нашли время в своем плотном расписании, нашли время в своем графике. Мы очень рады приветствовать наших уважаемых коллег, которые к нам прилетели из других регионов и из города Москва. В первую очередь я хочу представить Марину Евгеньевну Михайлову, директора Архангельского центра социальных технологий «Гарант Архангельск». Вы у нас как путеводная звезда, мы знаем, что это север, а северные территории друг друга понимают, и как-то так случалось, что то ли мы вас плохо приглашали, то ли вы до нас не долетали, но наконец-то наши пути соединились. И время мы знаем какое, 21-22 летнее солнцестояние мы встречали солнце и будем его продолжать встречать. Наш национальный ИСЭФ, праздник, который мы не встречали в формате офлайн 2 года, мы соскучились. У нас просто нас разрывает от того, как мы хотим встретиться, показать друг друга, себя. И я считаю не случайно, что наши гости приехали именно сейчас. Это какое-то волшебное.
Я думаю, волшебство мы прямо сейчас начинаем. Дальше я хочу продолжить нашего коллегу, уважаемого представителя ресурсного центра, ну это больше, чем 20 лет стаж, Лена Павловна Малецкая, город Новосибирск. Центра поддержки общественных инициатив. Прошу любить и жаловать, вы тоже знаете, мы подключали онлайн и экспертов к нашему первому грантовому конкурсу главы Республики Саха-Якутия готовил именно Сибирский центр, и это тоже знаково, это здорово. Мы тогда стартанули, нам было непросто, изучали все методические, шлифовали рекомендации, можно сказать, на коленке, но это уже 3-й конкурс, и у нас все хорошо. Дальше наш друг, который к нам приезжает, потому что вроде бы не так далеко, хотя логистика очень сложная у нас. Не все довольны, как они приехали, как они будут уезжать. Сори, но так далеко мы живем. Светлана Куприяновна Баженова. Представить, естественно, как руководителя автономной некоммерческой организации развития ресурсный центр Приморский край, но мы воспринимаем Светлану как руководителя дальневосточной сети ресурсных центров. И все началось именно с того, что мы начали летать на стажировки. У нас здесь прошел неравнодушный гражданин в прошлом году, именно у нас в центре. И наши коллеги, неравнодушные активные граждане, вот буквально вернулись с Владивостока, да? То есть мы продолжаем эту дружбу. И нас учила Лена Павловна Малецкая в свое время, что ресурсные центры первого уровня – это консалтинговые услуги, ресурсные центры второго уровня, будьте любезны, имейте практики, технологии, да, инновации, если этого нет, то вы никакой не второй уровень, а ресурсный центр 3-го уровня – это когда вы выходите за пределы. Я это выучила. Еще мы об этом сегодня будем говорить. С Мариной, бежите вперед паровоза. Да, да. И у нас есть уважаемые гости, которых мы впервые видим в Якутии. И я думаю, что это непростая встреча, потому что сегодня мы здесь встречаемся. У нас кто здесь? Давайте мы узнаем, сейчас скоро узнаем, кто здесь. Надежда Моисеевна проведет с вами такую небольшую дискуссию. Мы говорим о том, что нам невозможно выжить в этом мире без партнерства. Нам очень сложно ковид, внешняя политика, пожары беспрецедентные прошлого года показали, что если мы будем в одиночку, то нам не справиться. И объединение ресурсов, объединение партнерских связей, выстраивание коммуникации не только между собой, да, но очень важно знать, что есть власть, что есть бизнес и общество. И к нам прилетели коллеги с Ассоциации грантодающих организаций, форум доноров. Я с уважением, камеру направьте, пожалуйста, коллеги, чтобы было видно. Ирина Соколова и Светлана Саркисова прилетели к нам. Ирина, можно сказать, под ее ведомством как раз, я так понимаю, взаимодействие с некоммерческим сектором. Светлана великолепно владеет всей базой данных крупных бизнесов, банкиров, природопользователей нашей страны. И вы увидите их онлайн, онлайн завтра на площадке 24 июня, сразу не на правах рекламы, вас приглашаю, да, и мы в 10 ровно начинаем. Программу вы видели, люди к нам придут интересные. Все, мы думали сделать вот такой маленький форум, что-то немножко поговорить, друг друга поучить, погордиться собой и разойтись. Ничего у нас не вышло из этого. Мы будем встречаться на очень большой завтра площадке ДК Гагарина, нового абсолютно нашего центра. Добрый день. И будем с вами продолжать историю. Так что мы начинаем. У нас СССР, национальный праздник, у нас столетие ЯССР. Этот форум проходит именно в год столетия нашей Якутии. И у нас еще 390 лет нашему любимому городу Якутску.
Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз приветствую. Те, кто меня не знает, и вас из наших онлайн-участников, я хочу всегда познакомить. Меня зовут Надежда, кто не знает, координатор единого ресурсного центра. Давайте, я хочу сейчас познакомиться очень таким интересным образом и попрошу участников, которые к нам сегодня пришли, попросить вас поднять руки те, кто представляет некоммерческий сектор. Мы вас видели. Кто является представителем НКО? Хорошо, спасибо. Кто является представителем местных сообществ Тюльбе, наших любимых? Так. Ну, наверное, некоммерческие организации тоже живут в Тюльбе, да? Что такое Тюльбе? Нашим коллегам, которые к нам прилетели издалека, мы расскажем. Это такая исторически культурная единица, общность людей. Это сообщество. Ну, по-простому, это сообщество, ТОСы, объединение людей на конкретной территории. Да, по каким-то признакам мы об этом сегодня поговорим, как они объединяются, почему и зачем, с какой целью. Но мы думали, что их 1500. И мы скажем сегодня в конце нашей первой сессии, сколько на самом деле Тюльбе в нашем исследовании проявилось. Это первое исследование местных сообществ Тюльбе в Республике Саха-Якутия, которое мы сегодня презентуем, и вы первые получите эти данные. Поднимите, пожалуйста, руки, пожалуйста, представители органов власти местного самоуправления. Вот, хорошо, что вы к нам сегодня пришли. Пожалуйста, поднимите город Якутск. Хорошо. Поднимите руки те, кто приехали с Улуса. О, отлично. Есть ли у нас тут Арктика, наша любимая? Вот, есть. Есть у нас тут заречные улусы, центральные улусы, промышленные, где находится очень много бизнеса. Отлично. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто является победителем фонда президентских грантов. Мы очень любим это считать. О. Есть у нас тут победитель фонда. Давайте еще раз погордимся собой. Есть тут победитель фонда культурных инициатив. Если обладатель грантов Росмолодежи, может быть. Отлично, здорово. То есть мы сегодня можем друг друга узнать. Да? Есть у нас тут победитель конкурса бизнес-компаний. Алмаз-Агенбанк, Алроса проводит, Полиметалл проводит. Отлично, они у нас сегодня есть. Давайте сейчас поднимем руки те, кто считает себя активным человеком, считает себя креативным и творческим, и кто считает себя неравнодушным гражданином и планирует достичь все запланированное. Все, отлично. Давайте друг другу поаплодируем. Коротко я хочу ознакомить совсем коротко организационные моменты по программе. Сегодня мы находимся здесь до 12, до часу, да, до часу. Работаем таким образом, что мы подводим итоги нашего проекта. Потом мы передадим слово нашим представителям, 4 представителям из муниципальных районов, которые поделятся как раз-таки своими кейсами по развитию малых территорий и малых сельских территорий, малых городов. И мы попросим здесь как раз-таки наших уважаемых экспертов подсказать, посоветовать, поделиться, как дальше развивать вот ту инициативу, тот кейс, который они сегодня нам расскажут. Дальше мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам. Каждый из них поделится своим опытом вовлечения населения, местных сообществ, бизнеса, местного самоуправления именно в развитии территорий, на которых мы живем. Да? И потом мы подведем итоги нашего первого исследования в Якутии местных сообществ. Вот такая вот будет у нас программа до часу. Потом мы с вами все, город Якутск, я надеюсь, центр вы хорошо знаете. У нас будет перерыв на 1 всего лишь час. У нас очень мало времени. Из 2 часов мы работаем в 2 площадках. Первая площадка – детская школа территориальных общественных самоуправлений. У нас есть 3 выступающих спикера с Улусов из города Якутска. Эту площадку будет вести Дина Евгеньевна Михайлова. А вторая площадка – это школа развития институтов гражданского общества. Мы очень хотим тоже, чтобы туда вы пошли, потому что мы там будем работать с Еленой Павловной Малицкой, именно говорить, как развивать именно на территориях
Института гражданского общества. А дальше мы подведем итоги в этом же зале. Вот так мы работаем, а завтра программа очень подробная. Завтра вы видите о том, что у нас в 10 часов начинается уже пленарная сессия с участием наших высокопоставленных лиц, крупных компаний и выставка проекта, который мы очень готовим благодаря нашим гостям из форума доноров. Впервые мы проводим выставку в виде фотоистории. И дальше завтра у нас еще будет работать 2 площадки по инвестициям бизнеса на малой территории и по одноразовой помощи к системному партнерству по поддержке некоммерческих объектов, по участию некоммерческих организаций в населении в развитии территории. Вот так вот. Отличная программа. Ну, давайте начнем. Я попрошу презентацию запустить. Коллег, которые к нам присоединились онлайн, дайте, пожалуйста, обратную связь. Слышно, нас видно, все хорошо, все устраивает, может что-то поправить, может где-то чего-то не так. И мы просим участников наших, вы свои вопросы можете структурировать, но давайте мы их зададим в самом конце, да. А коллеги, которые к нам присоединились онлайн, я попрошу вас отправить ваши фамилии, имя, отчество, номер телефона, какую организацию вы представляете. И если есть вопросы, пишите, мы с удовольствием ответим. Ну что, мы находимся здесь виртуально и реально. Этот зал называется «Открытое пространство». Мы находимся в едином ресурсном центре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Кто-то, кто дружит с нами давно, прекрасно помнит, что мы размещались в 702-м кабинете, в очень маленьком кабинетике. Это был частный фонд «Семья для ребенка». Учредителем у меня является супруг, я генеральный директор, друзья, моя мама были в совете, и все было хорошо, пока мы не стали ресурсным центром, пока мы не поняли, что мы можем делиться. Лично я в некоммерческом секторе с 2007 года ушла из органов власти в госслужбу и поняла, что крылья растут, когда ты свободен. Да? Небольшая реклама некоммерческому сектору. Вот, можно следующий слайд из истории. Вот мы недавно буквально встречались с нашими коллегами на форуме в Москве, который проводил кликер, да? А где он? Угу. Спасибо. Который проводил ОСИ, наши коллеги из Челябинского ресурсного центра. Встретились там с Владимиром Викторовичем Солодовым, очень тепло пообщались. Коллеги, пожалуйста, очень сложно говорить. Угу. Центр по работе с волонтерами и серебряные волонтеры. Очень активны. И нам действительно было приятно увидеться, посмотреть друг другу в глаза, потому что когда-то в 2019 году, примерно в это время у нас проходил, помните, гражданский форум. К нам прилетела команда фонда президентских грантов. Был Илья Чукалин, был Антон Долгов, был Иннокентий Виментьев. И мне, значит, коллеги из Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям сказали, мы приведем их к вам вместе с Владимиром Солодовым в кабинет, ваш маленький фонд «Семья для ребенка». И мы даем вам, вот мне, 20 минут за то, чтобы в уши положили что-то такое, после чего будет меняться развитие некоммерческого сектора в Республике Саха-Якутия. Но я думаю, что у нас получилось, потому что в конце года было распоряжение Владимира Солодова о том, что на базе фонда «Семья для ребенка» создать единый ресурсный центр поддержки СОНКО специально для того, чтобы стать инфраструктурными, оказывать консультационные, образовательные, информационные, методические услуги, поддержку нашим уважаемым целевым группам. Но и не только для этого. Мы тогда же приняли решение просто во время фотосета о том, что нам нужно прийти к такой же политике, как фонд президентских грантов, чтобы все финансирование очень большое в Республике Саха-Якутия, мы то на 8-м месте, то на 9-м месте в рейтинге Минэкономразвития по развитию некоммерческого сектора, да, чтобы все это аккумулировать как бы в одну корзину. А кто-то должен это администрировать. Мы не являемся операторами, как, например, Челябинский ЮГРА, но мы являемся администраторами. Прямо сейчас кто-то из вас досылает, 20 числа у нас закончился прием заявок, и все эти заявки вначале на портал, который разработан нашими айтишниками.
У нас своя платформа, мы очень за это как бы радеем, чтобы у нас было все свое, такое камерное, и мы проверяем эти заявки на предмет вот именно соответствия, да, грантовому конкурсу и так далее. И кроме этого мы готовим экспертов, кроме этого вы обращаетесь к нам за консультацией, экспертизой и так далее. И с прошлого года мы включились в очень интересную историю, которая называется «Парк будущих поколений». В 2025 году здесь родится город солнца Кампанеллы в городе Якутске. На средства Алроса миллиард уже выделен, и стройка уже началась в районе Мусхая, в Студгородке. У нас родится очень большое, красивое не только помещение, оно, я думаю, будет также открытым, куда вначале родители с маленькими детьми придут как в открытую библиотеку, как это в Швеции, Финляндии, а дальше можно будет приводить своих детей на кружки, секции, но прокачивать мы будем именно проектное мышление, креативное мышление и предпринимательские навыки. И нам пришлось внести в устав изменения, и теперь наша целевая группа – это еще дети школьного возраста, и это молодежь. И, кстати, это было верное решение главы, потому что кому, как не им, нам передавать наши навыки и технологию социального проектирования, потому что нам будет всем проще работать с этим. И не кликается. Да, здесь для сведения тоже абсолютно свежие, понимать, как у нас сектор развивается. По количеству НКО в регионах, конечно, вот сидит представитель Приморского края, мы все время дышим им в затылок, и по количеству НКО, по участию в конкурсах федерального значения у нас на данный момент 2332 некоммерческие организации на душу населения, у нас нету миллиона, это очень много. Это говорит о том, что мы неравнодушные, мы активные, но мы еще и стараемся зарегистрировать некоммерческую организацию. Дальше мы видим, конечно, рост есть, но самое главное не количество, а качество. Мы за это очень радеем. И также у нас растет количество НКО, исполнителей общественно полезных услуг, у нас их уже 22. Да, и вот посмотрите, здесь можно погордиться. Буквально подвели итоги вчера, 20-21, начало 22 года, ну уже практически полгода прошло. Мы назвали этот слайд инвестициями, потому что считаем, что некоммерческие организации в эпоху пожаров, в эпоху ковида, да, не совсем такие стабильные времена привлекли в республику больше 200 миллионов рублей. И здесь представлена процентовка, это фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, Росмолодежь, ну как физлица, средства фонда «Абсолют помощь», средства фонда Тимченко и благотворительного фонда Владимира Потанина. И есть еще к чему стремиться, мы еще здесь не указали, но потому что это не НКО, а история муниципалитетов и Министерства по делам, Министерства труда и социального развития. Вчера к нам прилетела, была у нас в гостях председатель правления фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Владимировна Гордеева. Все началось у нас дружба с первого гранта, который выиграл целевой фонд будущих поколений. И я там когда-то работала, мы разработали одноименную программу «Семья для ребенка». Здесь есть участники этой программы и выиграли грант 87 миллионов рублей на 3 года. И построили всю межведомственную систему. Может, вы помните, 2008 год, это времена кризиса, у нас было 10 тысяч детей-сирот, сейчас их 4 тысячи. Наша задача, будьте здоровы, точно я не обманываю, была именно привести к тому, чтобы детское семейное неблагополучие минимизировать, чтобы у нас не было сирот, чтобы появились приемные семьи и так далее. Тогда мы узнали, что нужно и можно объединять усилия для того, чтобы очень мощного KPI результата достичь. Следующий слайд. И вот как у нас представлены конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества. Очень много направлений, многие из вас участвовали.
Мы все с вами докручиваем портал, мы все с вами участвуем в шлифовке методических рекомендаций. Некоторые из вас в координационной комиссии входят, мы спорим, но это, наверное, нормально. Елена Павловна в свое время в 2020 году меня успокаивала, говорила, и фонд президентских грантов тоже докручивает, подкручивает, шлифует, всегда есть к чему стремиться, да. Но очень большой, как сказать, интерес к этому конкурсу, и эти суммы, конечно, беспрецедентные. У меня вообще вопрос, насколько мы готовы каждый год вот эти 100 миллионов, где столько проектов, где столько инициатив. И если я в прошлом году выиграл грант, что мне сделать в этом году, а бывает, что кого-то прямо даже заставляют, давай, в муниципалитете нужно. Здесь есть представители муниципалитетов, которые очень хорошо понимают, здесь есть представители глав, да, администрации, в частности, вот наша уважаемая Сардана, которая является заместителем главы горного района, где глава и вообще администрация поняла, что НКО – это мощный ресурс. И ТОСы у нас там есть, но все расскажут нам. И ТОСы есть, и развитие есть, и привлечение внешних и федеральных грантов, все это есть. Но история интересная, 100 миллионов – это много или мало, здесь есть о чем поговорить. Следующий в этом году слайд. в первом конкурсе у нас было остаток около 10 миллионов рублей, поэтому сейчас завершился второй конкурс на остаток все. Поэтому у нас вопросы тоже были. Да, и еще интересная история, а вот это уже бизнес. И мы дружим с 2016 года с Алмаз-Регионбанком. Это наш национальный банк. Для понимания правления в банка входит практически весь кабинет министров. И мы обратились с тем, что вы очень многим помогаете, у вас мощная программа КСО, корпоративной социальной ответственности, но кто мониторит это, кто дает оценку, и действительно ли эта помощь нужна и важна, реакция идет по обращению, по письмам и так далее. И мы договорились о том, что приняли участие в разработке, и это такой отсыл к завтрашней нашим встречам. Мы принимали участие в разработке программы корпоративной социальной ответственности банка, упаковали всю их деятельность в 5 проектов, и проектов социальных, там, от финансовой грамотности до детей с онкологией. Им стало проще помогать, и им стало проще, они сказали, отказывать, потому что мы не всем помогаем. У нас есть вот эти 5 направлений, и мы их развиваем. И пришли к тому, что грантовый конкурс – это норма, и завтра, ну, это нормальная международная практика, и что в зоне присутствия бизнеса доверять можно и нужно своим корпоративным волонтерам и некоммерческим организациям. И поэтому история Алмаз-Регионбанка, она очень красивая, и я надеюсь, что завтра я задам вопрос при вас, при всех, Николаю Николаевичу Долгунову, а будет ли продолжение этой истории. Пока мы не знаем. Вот, а что еще нравится нам в работе с бизнесом? Что они все оцифровывают и просят нас на 1 миллион грантовый конкурс готовить такую презентацию, которую мы никогда не готовим грантооператорам, перед которыми отчитываемся в аналитических и финансовых отчетах. Мы считаем точное количество посаженных растений, деревьев и цветочков. Мы говорим четкое количество оказанных услуг семьям с детьми с инвалидностью. Каких услуг? Чем закончилось? Случай закрыли или нет? Психологическая, если это была помощь и поддержка. Да, вплоть до того, что сколько бабушек перевели через дорогу. Будьте любезны, за каждый наш рубль отчитайтесь. И нам эта история очень нравится. Нас это тоже немного дисциплинирует, и мы понимаем, что оказывается, вот так надо. Да, что это не просто мы получили грант и растворились в тумане. Вот. И история интересная, завтра о ней мы чуть-чуть поговорим, но развиваются и направления, и с учетом ковида было, и все это сделали мы онлайн, поэтому будем продолжать, я надеюсь. Следующий слайд. И сейчас вот расскажем, о чем мы, собственно, здесь собрались, что за проект, чего мы, какие итоги-то подводим.
Такой проект был очень нам необходим в 2020 году. Это логическое продолжение наших предыдущих проектов. Ольга Анатольевна сказала, что единым как ресурсный центр мы осуществляли функцию с 2016 года. Я сама перешла в фонд «Семья для ребенка», была некоторое время волонтером, а в 2019 году, перед пандемией, я как раз-таки перешла официально в некоммерческий сектор, и мы поняли, что когда случилась пандемия, когда мы завершали 2 больших проекта «Ресурсный центр Арктика», у нас был еще проект «Ресурсный центр поддержки социально ориентированной коммерческой организации», которые как раз-таки оказывают социальные услуги сфере социального. Мы поняли, когда мы выезжали в УЛУС, арктические, отдаленные, мы поняли о том, что нам не хватает, не просто нужно сразу начинать коммерческий сектор, мы поняли о том, что мы как раз-таки очень сильно должны развивать наши местные сообщества, территориальное общественное самоуправление, наши тюрьмы, инициативные группы, местные сообщества. И как раз-таки эти сообщества мы должны как раз-таки объединить именно с нашими органами власти муниципалитетом. И мы поняли о том, что без объединения тех бизнес-структур, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, если мы не объединим все усилия, мы поняли о том, что в таких кризисных ситуациях, как случилась пандемия, мы не можем действительно развивать наши территории. Очень большое есть у нас желание от лица наших лидеров некоммерческой организации развивать свои территории. Мы пишем огромное количество проектов на конкурс фонда президентских грантов. Но мы все прекрасно знаем о том, что помимо некоммерческих организаций у нас есть лидеры местных сообществ, сами жители, которые действительно имеют идеи, которые действительно хотят развивать свои территории. И поэтому нам надо, было важно объединить усилия активных граждан, жителей, местных сообществ, некоммерческих организаций, органов власти, показать себе друг друга, рассказать о себе и объединить все наши усилия. Этот проект наша команда написала в очень сложной ситуации, когда мы все полностью заболели коронавирусом. Мы все сидели в своих квартирах, в 4 стенах, и написали этот проект. И этот проект действительно оказался очень сейчас, как раз таки мы видим, о том, что он действительно востребован, и настолько он стал востребован именно в нынешних условиях сложных экономических. Вот, ну, следующий слайд. Проект заключается в том, что вы наверняка были участниками в мероприятии нашего проекта и являетесь, потому что стартом, можно следующий слайд показать, да, какую цель мы перед собой ставили, какие задачи мы перед собой ставили, какие были наши целевые группы нашего проекта. И как раз-таки здесь стартовым мероприятием нашего проекта были как раз-таки зональные форумы общественного действия и развития, когда мы на одной площадке на территории наших муниципалитетов как раз таки собирали всех. Помните, да, что даже школьники к нам приходили, молодежь к нам приходила, некоммерческие организации, местные сообщества, органы власти. Мы все собирались. Помните о том, что мы впервые действительно говорили о развитии территории. Кто как видит развитие своей территории, на которой он живет. Вы прекрасно помните о том, что мы все с вами рисовали те самые проекты, как вы видите свой вуз через 25 лет. Мы вырезали, мы рисовали, строили целые там города, села, да, и где какие инфраструктуры. И это мы еще защищали, рассказывали нашим представителям органов власти. И вы прекрасно помните, в Сунтарском УЛУСе, например, было очень много молодых людей, представителей молодежи и школьников, и в тех стратегических таких проектах, сессия, те проекты, в которых принимали школьники и молодежь, они были абсолютно другими. Но после того, как мы поработали очень хорошо в Горном УЛУСе, к нам подошел глава УЛУСа, посмотрел на эти картины, прекрасные стенды, да, именно как видит ваше население свое будущее. И через неделю он приглашает нас еще раз, и мы делаем стратегическую сессию только с главами нашего Горного УЛУСа. И те, получается, картина будущего, как видит развитие своих территорий главы УЛУСа и как видит население, они абсолютно отличаются. Поэтому очень важно, когда мы активные граждане, когда мы не скажем, не придем к нашим органам власти, когда мы не озвучим об этом, мы никогда не можем, как говорится, доказать о том, что мы ресурсы. Сами жители на самом деле являются ресурсами для развития территории. И когда мы закрыты, когда мы не идем, и все время, как говорится, говорим только о проблемах, это плохо. Нам нужно все равно говорить о том, что как нужно делать. Это очень важно, и мы это увидели. Вот как раз на фотографии видите, как мы выезжали по этим 17 муниципалитетам.
вот как раз-таки вы видите фотографии, где люди защищают те самые проекты будущего, и действительно во многих наших вот на защите проектов мы услышали о том, что действительно будут внесены изменения в те самые, например, как раз-таки программы, муниципальные целевые программы. Да? Следующий слайд. Помимо этого мы внедрили, мы поняли о том, что нам нужно действительно использовать этот ресурс и зимой, и летом, нам нужно создавать условия. Очень важно, и в том числе муниципальным ресурсным центром, проектным офисом, вообще нам, некоммерческим организациям, для того, чтобы договориться, пообщаться, познакомиться, обсудить, создавать условия. Поэтому на своих территориях очень важно создавать вот такие вот площадки. Мы поняли о том, что мы берем эту миссию на себя в рамках проекта, и мы провели 2 таких больших марафона. Вы были тоже, наверное, участники онлайн-офлайн марафона, летний и зимний марафон, уже с участием федеральных экспертов. И к нам приезжали очень много экспертов, в том числе и Светлана Баженова к нам на летний марафон прилетела. Да? Вы видите о том, что Михаил Комиссаров, Жанна Котова к нам приезжали, и Алексей Матвеев на зимний марафон, для того, чтобы действительно нам надо было в прошлом году еще пристроиться в президентский фонд культурных инициатив. То есть проектировано уже обучать не только некоммерческие организации, вы прекрасно знаете о том, что будет расширен пул участников, это муниципальные учреждения, это индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Вот таким образом в прошлом году у нас были ограничения в прошлом году, то есть мы вот так вот не собирали аудиторию, да, у нас проходило в онлайн-формате, но нам все-таки удалось получить разрешение, мы выехали в прекрасный горный Улус, и сегодня Сардана Степановна сама расскажет об этом, да. Следующий слайд. Следующая история — это про зимний марафон. Нам очень понравилось как раз-таки вот организовать разные площадки. Вот видите, если на летнем марафоне с ограничением было 150 человек, то на зимний марафон к нам пришли 727 человек на разных площадках. Вы поняли о том, что нужно параллельно качать Росмолодежь. То есть участие, потому что это тоже ресурсы, когда сама молодежь, которая живет на территории, участвует в этом конкурсе, она привлекает ресурсы. И поэтому на площадке 2 наших вузов, это АГАТУ, агротехнологический университет и Северо-Восточный университет, мы организовали большие площадки для студентов, для проректоров вузов и СУД. Это было не сложно, очень сложно, но мы это сделали, и мы плоды видим. Кроме того, нам очень важно. Почему? Потому что у нас уже 2-й год прошел форум Росмолодежи в Мусустат, который будет теперь ежегодно. И все главы вузов, вы должны перед собой иметь что? KPI. Сколько проектов должно у нас, как история не очень хорошая. Вот. Помимо этого у нас мы обучились игропрактикам, игротехникам. К нам приезжал Пермский университет, который имеет настольные игры. Мы этому обучились, и эти технологии мы уже применяем. Вот, можно следующий слайд. Вы видите фотоисторию нашего зимнего марафона, как мы работали. И те участники, которые, несмотря ни на что, приехали к нам на зимний марафон, участвовали в площадке по культурным проектам, многие из них стали победителями фонда культурных инициатив. Поэтому очень важно попасть на эти ивенты. Тут нету фотографий, где Жанна Котова толкает буран на Ленских столбах, минус 45 градусов. Жалко не поставить. То есть марафон у нас всегда конкретный, настоящий, не просто мы не сидим на месте. Да. Может, следующий слайд. Школа ТОС, естественно, мы развиваем ТОС. В этом году у нас проходил такой шикарный онлайн-телемост Москва, Пермь, Волгоград, Иркутск, Ульяновск, Архангельск, город Иркутск. Это 2 наши села, это Бедригестяк и Сунтар, где действительно есть хорошие, успешные кейсы по развитию территориального общественного самоуправления. И также образовательная площадка школа ТОС с участием самого главы города Иркутска Евгения Николаевича Григорьева. И заказчиком, вот здесь я хочу сказать, что заказчиком выступил именно город Якутск, потому что они поставили перед собой KPI. Значит, у нас в городе Якутске зарегистрированы только 1 ТОС. Вот для сведения как раз. Сейчас площадка у нас скоро будет. 24 у нас официально в Минюсте зарегистрированные ТОСы. Мы говорим о несметном количестве ТОЛЬБы, о котором мы еще пока не открываем вам всю завесу, сколько же их, какие мы и для чего мы создаемся. И вот этот 1 ТОС, этого недостаточно. И перед собой наш новый в то время глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев, он ставит такой KPI 6
И теперь он перед нами ставит такой KPI. И мы, естественно, делаем что? Ну, давайте школу. Это вторая уже школа. Первая была такая внутренняя, камерная, для того, чтобы понять, а какие препоны вообще-то есть для регистрации. Оказывается, они есть, и алгоритм этот отсутствует на уровне администрации города Якутска. И вторая, уже расширенная, мы всегда стараемся выйти за пределы, посмотреть, а как у других, для того, чтобы применить на практике, да, и адаптировать те технологии, которые есть. Один из наших ключевых событий – это то, что мы уже готовим наших экспертов из числа лидеров некоммерческой организации местных сообществ. И на берегу прекрасной нашей реки Лена, туристическая база Ленские зори. Это возможно в рамках проекта «Все». Мы организовали выездную школу местного эксперта с участием нашего друга, партнера Светланы Чураковой из Алтайского края. Наши участники действительно получили очень хорошие инструменты, которые они тут же применили, выехав обратно к себе в ВУЗ, район, город, и они отправляли свои отчеты о том, что они уже действительно могут очень хорошо провести такие базовые мероприятия, стратегические сессии. Да? Вот. И это вот история туристической базы, как мы работали в рамках этой выездной школы. 17 районов, и нам очень понравилось, что мы смогли таки привести Арктику, да, который у нас далеко, без интернета. Говорят, что интернет есть везде, но мы знаем, что он есть не везде. Да? Да, ну и здесь, наверное, история, продолжение истории про парк будущих поколений. Когда мы работали над концепцией этого парка, которую, кстати, несколько раз просто вот действительно порвали и говорили, что нет, это не то, нужно что-то другое, и стратегировали. Мне очень понравилась здесь командная работа, у нас есть рабочая группа, куда входит Национальная библиотека, куда входит Корпорация развития Якутии, куда вошла целевой фонд будущих поколений, наш единый ресурсный центр, юные якутяне, есть такой у нас ресурсный центр, которые развивают агрошколы, бизнес-школы и которые делают очень много конкурсов для школьников. Мы о них даже не знали, что они делают. И получается, когда мы какой-то проект начинаем, стартуем, нужно все-таки посмотреть вокруг, да, кто что делает в этом направлении, договориться, сесть, попить чаю, говорить, а не толкаемся ли мы за одной услугой, да, и не составляем ли мы какую-то уже нездоровую конкуренцию. И когда мы это выясняли на берегу, оказалось, что у нас креативные индустрии, да, у нас здесь в Якутске все хорошо. У нас буквально месяц назад прошел Арктический совет по креативным индустриям. Мы все гордились тем, что в Республике Саха-Якутия, фактически Сахавуд, более 100 фильмов уже выпущено. Есть, которые получили международные награды, есть игровые, есть, значит, более простые, но не менее талантливые работы. У нас очень одаренный IT-индустрия развивается мощно. У нас есть 2 компании единорога, которые привлекают, ну, раньше это было, да, в налоговом исчислении очень большие суммы. Это Майтона, два парня из Арктического района, у которых не было дома компьютера. Они ходили через дорогу, да, и, наконец, они увидели компьютер, стали играть, теперь они разработчики в гейм-индустрии, и первая их игра разошлась на ура, она очень понравилась американским домохозяйкам. Сейчас это не долларовые миллиардеры. К сожалению, они сейчас вынуждены всей командой уехать были из Якутии. Индрайвер, Арсен Томский, который просто сейчас запустил эту индустрию извоза, так скажем, это такси. Но это наш соотечественник, который здесь все это делал. И помогает, продолжает. И он помогает, у него очень много социальных проектов, да, и в сфере просвещения, науки, соцзащиты. И нам есть чем гордиться. И когда мы об этом говорим, мы понимаем, что дети, которые живут в Заречье, Заречье – это все, что вот когда вы летели, приземлялись, уважаемые коллеги, вы это видели, все на той стороне реки и на этой. Моста, к сожалению, у нас пока нет, он в Керчи есть, у нас нет. Да, но те дети, которые на юге живут, те дети, которые живут на юге, они в доступе, рядом Амурская область, Забайкальский край,
да, рядом Новосибирская область, Красноярск и так далее, есть общение, интернет и так далее. Мы изучили, когда мы делали исследование потенциала гражданского общества, мы поняли, что именно дети Арктики и именно активности в Арктике, они есть, они существуют, но о них никто не знает, и они закапсулированы оказались. А в условиях ковида так вообще. О каком креативе мы говорим, когда у нас есть клуб, библиотека, да, ну что там, доп. Образование, школа, все. И поэтому мы разработали такой проект, который содействует творческому потенциалу. Мы будем искать, предлагать детям. Но самое главное, мы будем готовить менторов среди учителей, преподавателей, доп. Образования. И у нас очень хорошие тренеры, которые, ну, я думаю, уже подключились к нам. Посмотрим, что из этого выйдет. Но это подготовка к парку будущих поколений. И Арктику мы очень любим. Следующий слайд. Ну, вот такие у нас направления. Это кинолаб, это у нас IT-технологии, мультилингвы. Мы должны быть мультикультурные, мультиязычные. Это очень важно, да. Ну, я не знаю, что из этого получится, но мне очень хочется увидеть цифровой календарь предков, который мы хотим, чтобы наши же дети сделали, собрали все традиции, сказки, предания, все, что еще пока есть, сохранено на языке носителя, оцифровать это и сохранить. Это тоже наша задача. Следующий слайд. Собственно, это наши контакты, вы их можете себе вообще, да, сохранить. И тут есть два предложения. Одно предложение – попить чай, кофе, передохнуть, потому что кому-то стало жарко и устали. И второе предложение – продолжить. Продолжаем разговор. Тогда я приглашаю наших уважаемых экспертов присоединиться к нам, потому что мы вас попросим немного нам помочь, помодерировать, дать оценку и дальше рассказать о вашем опыте. Тогда нон-стоп, самый дорогой ресурс – это время, не будем его терять. Да, и мы сейчас такую небольшую кейс-сессию, да, проведем. Да. У нас есть 3 представителя из УЛУСа, и сейчас наши представители из УЛУСа расскажут про свои кейс-истории по развитию малых территорий, как у них все это дело ведется на территории. А мы попросим наших уважаемых коллег после их выступления дать экспертный комментарий, посоветовать, порекомендовать, что-то сказать и предложить им сотрудничество. Поэтому сейчас я предлагаю Юлии Добровольской. Она у нас представляет город Мирный, Мирнинский район, это Алмазная провинция. Это Южная Якутия. Ага. Да? Давай к нам. Камеру чуть развернем. Давай я вот так сделаю. Все. Давайте вот так сделаем. Рада всех приветствовать. Я Юлия Добровольская, главный специалист по управлению культуры Мирнинского района по грантам. В основном, да, я занимаюсь, я думаю, что здесь все знают, что такое ресурсный центр, хотя я просто специалист, но по сути моя деятельность, она связана вот с такой ресурсной поддержкой наших некоммерческих организаций, учреждений культуры района. Мы помогаем им тоже в подаче заявки, сопровождаем их от создания, регистрации и до там, реализации их проектов и далее. Да? Вот, что хотела сегодня рассказать. Вообще форум корпоративной вот этой социальной ответственности, на самом деле, я считаю, очень важное, знаковое событие для всей республики. Так как, наверное, именно в этот момент, после пандемии, когда все оживились, все готовы говорить. То есть все уже, и все стороны, это и некоммерческие организации, и власть, и бизнес. Этот диалог существует и у нас в нашем районе. Наши, если вообще рассказывать о нашем районе, это район такой достаточно обширный, да, территория большая, как и вся республика.
и много удаленных сел, городов. В основном они являются промышленными. Да? Жители работают на каком-либо предприятии, может быть, или алмаздобывающий, или ГЭС, например, у нас есть, Каскад, Вилюйский ГЭС, Светлинская ГЭС. И если по численности, общая численность 72 тысячи человек, город Мирный – это 35 тысяч человек. Некоммерческих организаций около 80 примерно. Не все из них ведут активно свою деятельность, мы знаем, да, примерно где-то 10% активно участвуют во всех таких основных, да, мероприятиях. Вот. И основной работодатель – это алмазодобывающая компания «Алроса», много недропользователей, кроме «Алросы», но в основном такой диалог. Да, вот у нас такие центровые компании недропользователи РНГ, то есть Суряхнефтегазодобыча, вот такое. Наши некоммерческие организации сейчас, они уже привыкли к тому, что нужно вести диалог с недропользователями и с администрациями, разговаривать, да, то есть они ищут софинансирование своих проектов, не только грантовый конкурс, что меня очень радует, и то, что я их все время настраиваю, что нужно это делать, но они не знают еще, пока нет инструментов конкретных, они не выстроены. То, что сейчас есть, вот у нас в наших поселениях действуют муниципальные программы, которые проводят конкурсы субсидий, я думаю, тоже это в каждом, наверное, районе республики есть. Достаточно большие суммы, на мой взгляд, там где-то средняя сумма, если следующую листать. Вот конкурсы субсидий проводит поселок Айхал, город Удачный, город Мирный, и у нас есть конкурс субсидий районный. Где-то в среднем бюджет конкурса такого 1 миллион рублей. Раньше конкурс был, ну, практически его не было. То есть они подавали, и, по сути, просто эти средства распределялись. Да? Сейчас в этом году, вот то, что меня радует, они, наконец, какой-то конкурс прям возник, и за эту сумму на районный конкурс прям было много заявок. Так, далее вот с прошлого года в пандемию компания «Алроса» запустила грантовый конкурс территории «Алроса» на 50 миллионов рублей. Там могут участвовать и некоммерческие организации, и бюджетные учреждения, администрации районов. Очень активно участвуют. Но конкурс, он совмещает и проекты благоустройства, и социально-общественные проекты. Достаточно тоже, ну, такой интересный конкурс. Сейчас объявили результаты этого года. Там есть проекты и администрации, много образовательных учреждений поддержали в этом году, одну некоммерческую организацию и учреждение культуры одно, Дом культуры нас подало. Вот, в этом году еще осенью, анонсирую, у нас состоится конкурс для физических лиц. Мы предусмотрели с софинансированием тоже компании конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий на 1 миллион рублей. То есть пополам администрация района 500 и мы, и компания 500. Вот, следующее. Ну вот к чему мы пришли. 2 года назад, когда я пришла в эту сферу, стала изучать, общаться с нашими представителями некоммерческих организаций, и стало, ну, такое понимание возникло, что необходим коворкинг, но не просто коворкинг, а там, где люди могут коммуницировать, где они могут собираться командами, где могут приглашать экспертов, проводить мероприятия по своей тематике. И мы стали изучать тему, связались с командой «Точка кипения» город Якутск, с ними стали общаться. В прошлом году мы защитились уже, собрали свою команду городских сообществ, да, представителей городских сообществ города Мирного. Перед федеральными защитились. Сейчас в данный момент у нас строительство Дворца детства в городе Мирном. В этом году должны закончить, обещают, поэтому вот мы ждем открытия пространства «Точки кипения» Мирный и развиваем пространство в поселке Светлый. Сейчас, как вы знаете, нацпроект «Культура» по всей России открываются модельные библиотеки. Это тоже комфортные пространства, да, в которых от капремонта, заканчивая цифровой техникой, все эти условия, они созданы. Также происходит обучение этих библиотекарей, и они также могут такие пространства открывать. Вот у нас в Светлом открылась в прошлом году такая библиотека, мы сейчас готовим команду, чтобы они смогли открыть такое сельское пространство, да, общественное. Вот следующий.
Ну и вообще, да, то, что для себя я считаю вот такие важные направления развития, то, во что я сейчас вкладываюсь и активно как бы популяризирую эти направления, вот что. Я думаю, что это вообще актуально для всех участников, думаю, что для всех жителей Дальнего Востока, да, на данный момент. Некоммерческие организации обязательно должны подумать, что они могут дать любому жителю в городе, где они присутствуют, где они развивают свою деятельность, какую услугу они могут предоставить, как они могут красиво упаковать. В мае у нас состоялась ярмарка идей и проектов, и тоже я помню, вот Жанна Котова была, она говорила про эти ярмарки, я как раз собрала весь этот опыт, и мы стали готовить наши общественные организации к участию. Я им говорила о том, что подумайте, что вы можете провести, какой мастер-класс в течение ярмарки, что вы можете показать наглядные свои деятельности, да? Какие у вас там есть проекты настольные, хорошо, приносите. Там вы занимаетесь боксом, приносите перчатки, покажите, что вы делаете. Предоставьте анкету, чтобы житель заинтересовался, он заполнил анкету и пришел на ваше мероприятие. И прям после пандемии это было какое-то особое ощущение, что вот они живые, 17 эти там организаций, да, и как бы люди интересуются, вот прям как бы вообще здоровское ощущение. То есть и если в ваших районах это есть, я думаю, что это очень важно проводить такие ярмарки, то есть чтобы они почувствовали, что они есть, вот, что они важны жителям, востребованы, да. Вот, потом еще, так как я работаю с учреждениями культуры, как вы знаете, с прошлого года, сентября, развивается направление «Внедрен», да, Пушкинская карта, когда молодой человек, имея на балансе карты Пушкинской 5000, может посещать учреждения. На самом деле это очень большой вызов для наших учреждений культуры оказалось. То есть им нужно подумать, какую они услугу платную могут предоставить молодому человеку. Ну, то есть, чтобы она была востребована. Да? То есть они загружают, они вроде подключают, все настраивают, но люди не идут молодые. Я говорю, значит, неправильно, вы упаковали, думайте дальше, как можно какую-то информацию дать, рассказать об этом. То есть это тоже вот важно, да, что и учреждения культуры, они перестраиваются и думают, как себя они могут это все позиционировать. Потом, второй, да, тезис, кадры важнее. Почему? Потому что, вот как на нашем примере, в нашем районе, есть финансы, есть инфраструктура необходимая, но кадров нет. Или кадры уезжают. Да? То есть если вкладываться конкретно в человека, в развитие сообщества, то и он далее будет проявлять инициативу, ему будет интересно развиваться в этом направлении, и он будет привлекать эти ресурсы. Да? То есть первичнее все-таки человек, а затем уже ресурсы, да, которые человек привлекает. Вот. И третье, это очень тоже важно. После Владивостока Светлана Фабрияновна очень много про социальные паспорта рассказывала, про вовлечение жителей. И тоже это мы на себе видим, что тоже могут, например, власть, да, или бизнес-сообщество может решить для себя, что они хотят сделать на этой территории, но не спросить у человека, да, то есть, но важно не просто даже спросить, что проголосовал он, не проголосовал, но вовлекать человека в решении этих вопросов, как бы то ни было, пусть он там, не знаю, как общественный контроль, да, смотрит, как там, не знаю, фонтан делают там, или еще что-то, но если он в этом участвует, то у него формируется привязанность к этой территории, и этот человек будет себя ассоциировать с этой территорией и будет меньше, да, хотеть уезжать, переезжать, или он как бы будет оставаться на этой территории. Ну и вот таким образом, если подводя итог, именно развивая наше сообщество самого человека, да, мы, вовлекая их в эти процессы городских изменений, наши города и поселения активно будут развиваться. Вот, спасибо. Может, мы уже пойдем. Вы нас позвали-то, вы сами лучшие эксперты, чем мы. Да. Все правильно говорим. Я единственное, что добавлю, это действительно тема такая, как бы вы сказали, про ярмарку. То есть у нас раньше мы делали как бы отдельно, а сейчас мы делаем всегда один город.
В День города обязательно площадка некоммерческих организаций, национальных культурных автономий. Они пляшут, поют, там, готовят, соответственно, а некоммерческие организации как раз выходят на улицу, чтобы показать, что они делают. Это очень важно. Да, вот тоже в дополнение. Есть ярмарки, проводятся некоммерческих организаций уже очень-очень давно. Вот как раз Новосибирск был одним из инициаторов. Мы у себя в Архангельске проводили такую ярмарку в 99 году в драматическом театре с арендой всего выставочного оборудования, что по тем временам было прям супер. Да, и нас посетило тогда эту ярмарку больше 2000 горожан. Но мы специальные усилия предпринимали для того, чтобы вот люди зашли на эту ярмарку. Потому что одна из ключевых проблем таких ярмарок и ярмарок проектов и так далее, мы хвастаемся сами перед собой. Ну, то есть мы такие крутые, у нас такой крутой проект, и рядом стоят такие же некоммерческие организации, которые все друг про друга, ну, может, друг про друга не знают, но тоже у них с головой все в порядке, у них, они про НКО знают, и мы друг с другом знакомимся, радуемся такие, ура, так много узнали про проекты, но на самом деле это миф. Никто снаружи про проекты не узнает. И мы, например, делали 2 года назад, начали делать такой проект, который называется «НКО не НЛО». И мы пытаемся рассказывать людям, что некоммерческие организации – это не неопознанные летающие объекты, а ну, так живые люди, живущие рядом с вами. И вот ровно пытаемся вытащить, как вот Елена Павловна говорит, вытащить эти выставки на улицу и делать их в необычном формате, не про проекты. Потому что люди не понимают, что такое проекты. И мы, например, делали выставку на улице «Лица некоммерческого сектора». Мы делали специальную профессиональную фотосессию руководителей некоммерческих организаций и писали о них истории, почему они пришли в НКО, что они там делают, зачем они там работают. То есть вроде бы эта выставка и не про проект, и не про некоммерческую организацию, а про человека. И их знакомые шли, ой, там, вот, а я видела, там, вот, видел ты, вот, там портрет нашей знакомой, вот, пойдем посмотрим, да, то есть это такое завлекание. Или, например, мы делали мастер-классы, но очень необычные. У нас, например, организация, которая занимается детьми с тяжелыми ментальными нарушениями, руководитель организации проводила мастер-класс, как научить ребенка готовить яичницу, например, именно ребенка, маленького. Но при этом этот мастер-класс она вела вместе со своим 15-летним ребенком с глубокими ментальными нарушениями и говорила, что вот он мой, он как ваш 5-летний. И я вас сейчас научу, как я его учила, да, и он только он этому научился в 15 лет, а ваш может научиться в 5. А наша организация вот таким помогает, чтобы они тоже научились. И они сразу получили пожертвования тут же, после этого мастер-класса от этих людей, которые пришли, потому что для людей вдруг дошло, про что они. Вот. А еще мы провели такой эксперимент, можете тоже попробовать. Мы попросили некоммерческие организации интервью дать до телевидения и рассказать про себя, не используя слово «проект». Ничего не получилось. То есть без слова «проект» мы разговаривать не можем. Вот. И прямо это специально, мы прям специально тренировались, и вдруг рассказ про то, что делает некоммерческая организация, становится понятным людям. Но для этого, вот я абсолютно соглашусь, надо не просто научиться упаковать, надо еще научиться про это рассказывать так, чтобы понимали. Потому что мы прям на птичьем языке разговариваем, чирикаем, что-то чирикаем, друг дружку понимаем, радуемся. Вот. А все вокруг думают... Блядь, ты видишь, что я еду? Еще я хотела Собака. добавить, вот, внимательно смотрите за конкурсами для физических лиц, потому что вот, я как раз собиралась рассказывать про наш опыт проведения конкурса для физических лиц. И вот этим очень сильно грешат библиотеки. Они якобы создают инициативную группу из своих же сотрудников. Людей это вообще внешних не касается. Они сами для себя. Вот это просто проекты собственной самореализации. Не то, что это приносит сообществу, а им вот хочется что-то еще поделать. И они
представляют этот проект. Это так же, как то, про что вы говорили, что людей не спросили, нужно им это или нет. И это очень часто касается муниципальных работников и библиотек. Хотя я действительно считаю, что в модельных библиотеках заложен огромный потенциал. Да? То есть я сама наблюдала, еще даже не было этого проекта в Красноярском крае, когда просто предприняли, просто отремонтировали и провели зонирование. Вот я тогда говорила с заместителем их законодательного собрания. Он сказал, что у них прирост посещений увеличился в 2 раза, а количество читателей увеличилось в 1,4 раза. Это огромная цифра на самом деле. И прям, да, просто они зонировали. Я вот прям проходила мимо, у меня подруга в Красноярске живет, в ее доме библиотека. И прям видно, вот здесь молодежь что-то на пуфиках лежат, вот здесь бабушки сидят, значит, за компьютером, вот там еще какие-то дети что-то занимаются. Это, конечно, огромный потенциал. Ну и смыслы нужны, дополнение смыслами повышения. Да, потому что общественное пространство – это не только хорошо оборудованное, а то, что там происходит. Да, я еще хотела добавить маленький комментарий. Вот вообще отлично, что у вас есть очень хороший, надежный бизнес-партнер, который готов вливать ресурсы в развитие территории. Но мне кажется, что очень важно нам привлекать еще и средний и малый бизнес, которые точно так же готовы финансировать, но просто у них не такие большие деньги, да, они могут поскромничать, ну чего там со своими небольшими денежками, а вот им нужно дать возможность в этом поучаствовать, потому что это тоже ресурс для развития. И он достаточно серьезный. И вот говоря про то, как научить людей из некоммерческого сектора рассказывать про свой некоммерческий сектор, вот, мы провели такой социальный эксперимент, получили финансирование от Фонда культурных инициатив и сделали спектакль по аналогии с московским спектаклем «Люди добрые». Мы сделали свой спектакль «Люди добрые. Дальний Восток» и научили 10 лидеров НКО говорить со сцены о себе. И это получился фантастический спектакль. Он у нас есть в записи, и он действительно, это 2 часа, но это смотрится легко и очень интересно. Вот. И у людей уже сейчас такие серьезные подвижки происходят. К ним реально приходят люди, которые готовы помочь. И у них появляются деньги, у них появляются партнеры только из-за того, что они стали по-другому про себя рассказывать. Да, это очень важно. И тут мы обязательно повторим ссылку на трансляцию этого прекрасного спектакля. Мы публиковали его в своем телеграм-канале и на странице, да. Но я что хочу сказать, да, что действительно мы тут носители 2 языков. Мы свободно владеем на якутском и на русском языке. И честно, поверьте, вот сейчас, когда я говорю на русском языке, у меня мышление идет на якутском языке. Но я еще тренер, еще и человек, который каждый день ежедневно что-то говорит, бубнит. Вот. Но у нас были великолепные лидеры молодежных организаций, которые были готовы порвать аудиторию Росмолодежи экспертов, но они, когда включили на 3 минуты, они не могли изложить. И потом они сами пришли и говорят, если я оратор, человек, который работает в детском общественной организации, если я сам не могу питчить, как я могу, как говорится, научить детей петь? Это основная еще наша такая ментальность и особенность культурная, национальная Саха. Да, людей, которые мыслят на якутском и русском языке. Нас сломали наше мышление, в том числе, когда химию, биологию, еще вот такие фундаментальные предметы давали на якутском языке. И когда мы пришли к ЕГЭ, когда вот эта традиция пришла, нам было очень сложно. И сейчас приходится слушать и национальную школу в том числе. Еще хочу сказать, что арктическим территориям, если здесь Арктика, мы для того, чтобы они вышли к федеральным экспертам для защиты онлайн, да, когда у нас проходил ресурсный центр Арктика, мы проводили генеральные репетиции для того, чтобы и тайм-менеджмент, и интернет-ресурсы использовать, и экономить, и для того, чтобы эксперты поняли, о чем говорят наши. Но у нас получилось, нам сказали, что ваши проекты гениальны. Спасибо, Юлия. Обязательно надо ее поймать, обязательно с ней познакомиться. Нетворкинг сегодня одна из главных задач. Спасибо, Юлия. Передаем. Да, я хочу еще добавить, я просто подойду, потому что у нас микрофон один сейчас, да, рабочий. Да. И вот площадка, которая будет завтра, Юля, да,
А о чем ты говорила, грантовый конкурс? Вот завтра непосредственно будет заместитель генерального директора АК «Алроса», да, Алексей Прокопьевич Дичковский. В кулуарах задача настроить коммуникацию таким образом, чтобы конкретно уметь задать вопрос. А грантовый конкурс, почему, для кого, какая цель, что вы ставите перед собой? И мы вот не сейчас даже обсуждаем, а вот то, что обсудили сейчас, мы будем стараться выносить завтра. И хочешь, давай структурируем вместе вопрос, который я на пленарке задам. Да, вот для этого эти площадки нужны. Мы очень радуемся, что у нас вот этот вот форум представлен такими лицами. Ну, надеюсь, что мы завтра их всех увидим воочию. И то, что сейчас происходил петербургский, да, бизнес-форум, там тоже в зоне доступа были, ну давайте я пока присяду, а то как-то как этот бременский музыкант. В зоне доступа были губернаторы. Они спокойно ходили по коридорам форума, и некоммерческие организации, они тоже были представители родовых общин, наши Минарктики. Завтра поделится с нами Михаил Александрович Погадаев, заместитель министра Арктики. Уникальное такое министерство. И он тоже говорит о том, что если знать каким образом структурировать вопрос, построить коммуникацию, то всегда можно договориться, быть услышанным, да, получить информацию и о тебе узнать. Ну вот пример, как к нам пришли попить чай, а мы сейчас уже в совсем другом виде здесь с вами встречаемся. И завтра будет тренировка, как раз-таки выставка, когда мы все с пленарной сессии выйдем, и там будут плакаты, и вы должны, авторы проектов, те, кто представит, завтра будет фотоисторию представлять, это будет такая тренировка, специально сделана, настроена для того, чтобы вы могли за короткое время, за полчаса, даже за счет того, что пленарные сессии задержатся, у вас будет совсем мало времени для того, чтобы поймать, рассказать, коротко изложить информацию, про что ваша история. Поэтому да. А мы всем раздадим это такие первая стикеры. такая история. Да. Да, и когда вы увидите, мы специально фотографии вам даже распечатали, сделали в программе, когда увидите, что эти первые лица подходят и что-то где-то клеят, а вы руководитель этого проекта, или вот как Юля, она привезла сразу плеяду проектов Мирнинского района, все, мы начинаем спокойно выстраивать коммуникацию. И давайте в следующем году подведем итоги нашей коммуникации. Да, следующий. Я сейчас передаю слово Сардане Стручковой, Сардане Степановне Стручковой, первой заместителю главы Горного УЛУСа. Горный у нас лидер по участию в конкурсах фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив. Глава УЛУСа, который действительно сама Сардана Степановна непосредственно занимается развитием этого сектора. И после того, как мы в прошлом году с федеральным экспертом посетили Горный УЛУС, наш гость, партнер Михаил Юрьевич Станиславович сказал, вот куда надо привести весь, как говорится, муниципалитет Челябинской области на стажировку в Горный УЛУС. И для этого мы еще написали проект и ждем результатов. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые наши коллеги. Я, во-первых, хочу поблагодарить команду Ольги Анатольевны за возможность пообщаться друг с другом, поделиться своими положительными опытами, потому что, ну, действительно, таких площадок очень мало и по всей стране. И то, что они делают, это огромный стимул для развития наших гражданских сообществ. И позвольте сразу перейти к информации. Да. Сегодня расскажу опыт нашего района. Ну, вообще мы начали с 2015 года работать с некоммерческими секторами по развитию гражданских инициатив. Относительно Горный район, он молодой район, в прошлом году отметил, можно даже отметил свое 90-летие. И относительно живут там малое количество населения, 12,5 тысяч человек всего, да, и 9 поселений. Но несмотря на то, что мы малочисленные, несмотря на то, что нас мало, но мы все равно стараемся улучшать жизнь в поселении. Не секрет, что сейчас молодежь рвется в город, да? Все хотят жить в городе, все хотят уехать из сельской местности, но мы стараемся создавать комфортные условия для проживания населения в своем районе.
посредством соединения всех структур, соединения структур администрации органов местного самоуправления, бизнеса и в том числе некоммерческого сектора. Ну, как я сказала, что мы начали работу с 2015 года. С 2015 года у нас в УЛУСе начала функционировать муниципальная программа поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений в Горном УЛУСе. И предусмотрели финансирование для развития именно НПО и ТОСов. С этого года можно позиционировать, что начался толчок развития именно гражданского общества. Да? И это мощно повлияло на виток развития всего УЛУСа в целом. Сейчас это современный молодой район с хорошей инфраструктурой, можно сказать, да, идет активная газификация, у нас дорога активно застроилась. Всего за 1,5 часа-2 часа можно доехать до Горного УЛУСа. И это и туристическая привлекательность, и потенциал огромный для района. Да? В данное время, вот, в настоящее время, в 4 муниципальных образованиях района тоже действует программа поддержки НПО и ТОС. То есть у них тоже разработаны свои собственные муниципальные программы помимо районной. И это получается Атамайский наследник, Беркестяцкий, Атумунский и Маганминский наслега. Они активно ведут работу по содействию развитию гражданских инициатив. Всего 60 общественных организаций на территории района, 53 ТЮЛьБе, и из них 9 юридически зарегистрированных ТОСов. Всего 40 юридически зарегистрированных СОНКО, которые активно участвуют во всех проводимых грантовых конкурсах. По сравнению с 2014 годом количество СОНКО увеличилось в 4 раза. В 2014 году существовали единоличные НПО. В течение 9 лет основные направления были образование, координационные советы общественности, ТЮЛьБе, детские общественные организации, старшие поколения, которые получили уже сетевой характер. Они из села Беркестяк, то есть из столицы района, уже перешли на сетевой характер, перешли на маленькие поселения. Ну, проектная деятельность мы начинали с 2 грантополучателей с общей суммой чуть более 1 миллиона. И благодаря вот системной налаженной работе сейчас мы дошли до 25 грантополучателей на общей сумму около 10 миллионов рублей в год. Ну вот статистика такова, что за последние 6 лет в федеральных конкурсах удалось достичь следующих результатов. 127 победителей конкурса президентских грантов, 14 проектов поддержки получили на рост молодежи и 2 победителя фонда поддержки культурных инициатив. Но отмечу, что это не голословные цифры, да, за ними стоит огромный колоссальный труд работы всех сообществ. Это и, как отвечаю, администрация района, администрации поселений и некоммерческие организации. В итоге вот с 2014 по 2022 год для реализации всех социальных проектов было привлечено больше 3000 волонтеров, 495 партнеров, 256 единиц техники. За счет полученных грантов НПО реконструированы площадь Победы, краеведческий музей, обустроены 4 сквера, построено 5 детских площадок, созданы условия для занятий физкультурой и спортом в 5 площадках, для социальной поддержки нуждающимся в 3 пространствах. Проведено 391 мероприятие по патриотическому воспитанию, 234 мероприятия в области образования, просвещения и культурно-духовного развития. Также организовано 63 мероприятия для людей старшего поколения. Но возросшая активность и результативность активных граждан ставит перед муниципалитетом следующие задачи, да, что их надо консультировать, методически им помогать. Поэтому в прошлом году мы совместно с точкой кипения открыли пространство коллективной работы Сайды. Там был 1 работник. Мы обустроили это помещение. У нас есть здание Центра духовности. Работал 1 работник. Да? Но с этого года работа на одного специалиста, она нагрузка колоссальная, поэтому решили с этого года открыть такое пространство именно в центральной библиотеке имени Петра Аввакумова, в нашей районной библиотеке, да, и создали целый отдел, инновационно-проектный отдел, где 4 работника. Обучили этих работников. Они сами библиотекари, но вот с дополнительной нагрузкой, что будут обучать библиотекарей, да.
потому что библиотека на селе – это огромный драйвер развития. Там сидят люди с высшим образованием, там есть точка доступа в интернет, там есть маломальски вот компьютерная техника, и вот полностью атмосфера соответствует тому, что вот поселение могло активно пойти, да. И с этого года начали предусматривать субсидии поселенческим библиотекам. В этом году должны предусмотреть субсидии двум поселенческим библиотекам, это Шалабонский и Обумунский, и там тоже откроются вот филиалы именно таких пространств коллективной работы. Их библиотекари наши, которые вот работают в ПКР-сети, обучают с точки кипения вместе, проектной деятельности обучают, методологии обучают, консультированию. И на местах уже в поселениях эти люди будут уже качать вот развитие поселения. После того, как мы открыли вот с 1 января в нашей библиотеке пространство коллективной работы, как отметили вот коллеги, да, посещаемость увеличилась у нас в 3 раза. До этого они же сидели, занимались, между нами говоря, просто книговыдачей, да. Мы их прокачали, обучили, открыли такое пространство, там, поставили мебель, тоже зонирование сделали. И сейчас поток там огромный. Вот Тюэльбе наши встречаются, Толсы встречаются, проводятся активные вот такие различные сессии, конференции, форумы. И это отличная возможность, чтобы использовать имеющиеся ресурсы, да, а не тратя дополнительных средств, развивать наши НПО и ТОСы. Поэтому предлагаю нашим другим районам, ну, можете приехать к нам, мы все вам покажем, расскажем, можете у себя тоже применить эту практику. Это отличная история. Ну и хочется отметить, что проводятся гранты главы района. Мы тут также, когда начали вот с грантов главы района. Глава района проводит конкурсы на выделение грантов в сфере культуры, в сфере НКО и в сфере гражданского патриотического воспитания, в сфере образования. На сегодняшний день цифры такие вот: в сфере культуры 900 тысяч рублей, в сфере НКО 350 тысяч рублей, для школьников, физлиц, в сфере образования 250 тысяч. И с этого года начали предусматривать, ну, провели конкурс на развитие креативных индустрий, выделили 500 тысяч рублей, и конкурс выиграли 2 проекта. Это кино, киноиндустрия, будет снимать кино у нас в Горном Усе, наш местный парень, у него опыт имеется, и открытие лагеря. Ну, как бы IT-школа для школьников, да? Поэтому общая сумма 2 миллиона рублей, и, ну, это тоже отличное поле развития для наших НКО и ТОСов, чтобы они на местном уровне сначала обучились писать проекты, да, потом пошли дальше на республиканский и потом пошли на федеральный. Вот, но вкратце так. И хочу сказать, что через муниципальную программу вот развития гражданской общественности мы с прошлого года, ну, позапрошлого года начали финансировать для НКО, тоже проводим конкурс на ведение бухгалтерской отчетности. Но это самая вот такая, да, заморочка для наших НКО, когда вот выигрывать грант – это одно, а потом, чтобы отчетность правильно сделать, чтобы бухгалтерскую отчетность провести, для этого тоже нужны средства. И не раз нам мешает наш менталитет, наши грантополучатели не пишут вот именно грантов, да, услуги бухгалтера, поэтому мы решили вот сами проводить такие конкурсы, и, ну, 15 тысяч в год на одного НКО это достаточно. Есть у нас такой бухгалтер, который занимается именно только бухгалтерской отчетностью НКО. И поэтому вот это огромный стимул для НКО. Человек уже, и помощь, да, есть уже обученный бухгалтер, который уже занимается такими, ну, вот такими, можно сказать, сложными делами финансовыми, да, для НКО. Вот, но все это повлияло, в общем, в целом на развитие нашего поселения, нашего района. Вот, наверное, вы видели, да, сделайте, пожалуйста, слайды.
Вот, впервые был в прошлом году разработан дизайн-код села, и село Бердянских у нас активно принимало участие. Каждый ТОС оформил вот такие вот свой микрорайон, такие точки, ну, скверы, да, такие точки общественных пространств. И в прошлом году проводился конкурс среди них, как раз таки администрация Бердянского слева проводила. В этом году этот конкурс продолжился, и каждый житель ТОСа внес свой вклад, посадили цветы, будут ухаживать, смотреть. И очень примечательно, что в каждом ТОСе вот появились вот такие вот красивые пространства. Очень красиво. Ага. Ну, в прошлом году мы встречали игры Манчары, это наша местная традиционная олимпиада, можно сказать, да, по национальным видам спорта. И село мощно получило вот драйвер такой развития. И как раз у нас есть представители местной администрации. Я очень тоже им благодарна, что они подхватили вот инициативу и начали тоже развивать свое село. И думаю, что также у нас и произойдет и в других селах. Поэтому в завершение своего выступления хотелось бы сказать, что благодаря тесному взаимодействию гражданского общества, региональной и федеральной власти, благодаря единому ресурсному центру, да, ответственному бизнесу нам удастся сделать нашу республику комфортным местом для проживания, жизни, работы и создания семьи. Спасибо. Наоборот, отправить в Челябинскую область, в Садху, чтобы они посмотрели, они вот после вот этого конкурса, там тоже проведут конкурс и сделают прекрасные эти дома, как в Садху. Когда Степану сказали, что пригласят, и мы ждем приглашения, мы надеемся, что она все равно окажется там, и не только там. Потому что там вот специально художники оформляли дома, фасады. То есть, ну, они сделаны, и улица из-за этого прям смотрится очень, конечно. Но я тут добавлю, что в Горном Улусе, помимо вот игр, было в прошлом году непростое время, прошли у нас масштабные пожары летом, и в село Бескюль, там сгорело 31 дом, да, 34 домов, и вот эту историю Садан вам тоже расскажет. Мы, как единый ресурсный центр, тоже выступили, работали в добровольческом штабе, наши сотрудники там 24/7 работали. Одну семью многодетную с 4 детьми мы взяли на сопровождение, полностью оснастили зимней одеждой, строительным инструментом для родителей, потому что там папа с ограниченными возможностями, мужчина, вот, и поэтому делали именно консолидации. Я думаю, что короткую информацию. Можно вот сразу всегда отсыл на завтра, да, Светлана Степановна, что это действительно было страшно, то, что это сейчас он просто словами говорит, передать было невозможно, потому что задыхалась, ну, вся республика, центр, и мы знали, что горит Горный и горит Бескюль, но здесь опять вот это партнерство, консолидация усилий. И общественный штаб у нас здесь родился, начали блогеры, предприниматели, микро, малый бизнес. Только потом присоединились мы, волонтеры, некоммерческие организации, власть, общество, бизнес. И, конечно, потом уже пошло вливание. Глава республики заявил о том, что до осени, до зимы построены будут дома. И кто у нас стал основным донором? Алроса, 200 миллионов рублей. Тут же принять решение, да, тоже времена разные, ну, непростые. Дальше Тасюряк нефтегазодобыча, мы всех их завтра увидим. И, по-моему, полюс Солдар. Это 3 основных донора были, которые сразу гарантировали жителям, что, представляете, люди остаются без крова вообще. Это не только дом, там очень много сельскохозяйственных построек, там, это же горный район, это наш, можно сказать, центр, в том числе в Заречье сельского хозяйства. И вот это единение, к нам поступали пожертвования, мы их передавали и ориентировали на центр по работе с волонтерами. Это крупные просто компании с России, которые говорили, куда перечислить, дайте, пожалуйста, адрес, дайте счет. Мы такого не видели никогда, беспрецедентного. Конечно, жители Горного района, они нас, вот меня лично поразили тем, что никакой истерики,
очень спокойно, да, очень достойно. Мы к ним потом приезжали со своей профилактикой выгорания в прямом и переносном смысле, и при этом у них все равно вот как-то умеет сохранить характер нордический. Это вот про горный район. Конечно, такое выстроение. Говорилось, такое-то количество общественных организаций и такое-то количество НКО. Они чем их отличаются? делите? Вы их как-то делите или что? Да, делим. Ну, общественные организации – это общественные организации старшего поколения, а НКО чисто вот некоммерческие организации, юридически зарегистрированные. А то есть общественные организации юридически не Да, да, зарегистрированы. да, не могут Это быть. могут быть общественные советы, совет женщин. Понятно. пенсионеров. Да, понятно. То есть общественное объединение. То есть общественное объединение без регистрации Да, юридического да, лица. да, да. Так, ну что, И Спасибо. сегодня про опыт добровольческого штаба сам директор Центра по работе с волонтерами обязательно придите, он будет на площадке школы развития института гражданского общества. Вначале он расскажет про то, что действительно как стихийно все это. Ну, это личный кейс, который мы все вместе прошли. Спасибо. Спасибо. Вопрос, там, по-моему, вопрос. Заложить бюджет 15 тысяч на бухгалтера работы. Это имеется в виду на один проект заложить. На один НКО. И вообще Получается, на один НКО залаживается примерно вот. Да. Ага. Но это в виде поддержки получается. Это дополнительно к проектам. Дополнительно. То есть можно и в проекте, наверное, заложить. Да. наших Спасибо. уважаемых экспертов будут какие-то? Да только восхищаемся сидим. Восхищаетесь? Сидим, восхищаемся. Ну, чего мы приехали? Это мы к вам учиться должны приезжать. Ну, это когда Михаила Комиссарова увозили из горного района, скупой слезы мы не увидели, но он сказал: я хочу здесь жить. Вот правда. Ну, поверьте, ну, вы встречались, критик, кризисный менеджер, который не всегда всех хвалит, да, и мы были действительно удивлены. Мы не показывали какое-то волшебство, мы просто показали жизнь местных жителей. Летом еще у вас были игры, и вам было вроде бы не до нас, но мы все равно увидели очень много. Но само по себе село Мытак, где всего проживает 500 человек, где стоит трехэтажный каменный дом культуры, это настолько было активное желание, вот про мечту, когда у жителей есть мечта, они всегда добиваются своего. Вот это проект. Очень хороший кейс. Жители что сделали? У них не было этого клуба, а мы знаем, что это как раз место, где родились наши поэты-прозаик Семенцев, Род Даниловы, да, знаменитый. И они пишут письмо Церетели и говорят: помогите, чем можете. Он пишет Министерство культуры, правильно я говорю, Российской Федерации. Министерство культуры Российской Федерации прилетает к главе Республики Саха-Якутия. Конечно, кто-то где-то получил по шапке, но трехэтажный клуб на 500 человек он стоит. Мы ездили к Церетели. Да? Потому что это село Мутах, такое уникальное место, это, можно сказать, место силы, да? Обязательно к посещению, потому что оттуда родилось очень много вот народных поэтов, и в том числе народных художников, Якутии, Афанасий Николаевич Осипов, и он как раз состоял членом Союза. вот, Союза. Ну, И в Российской этом академии Мытаке можно найти галерею этого великолепного художника. Все в этом маленьком селе. Он был членом Российской академии художеств, которую возглавляет Зураб Церетели. Это недалеко, это туристические тоже возможности, поэтому обязательно надо оказаться летом в Мытаке, заплатить денежку, оставить, посетить все это. Там работает фандрайзинг. Есть. Спасибо. Давайте продолжим. Мы представляем слово Алданскому. Алданский район, город Алдан, это тоже Южная Якутия, столица золота, якутского золота. Сахаяна Михайлова, специалист
Рада начать начать. Здравствуйте, уважаемые гости, коллеги. Хочу представить вам Алданский район. Меня зовут Цахаяна Михайлова, я главный специалист по гражданским инициативам администрации Алданского района. Так как наш район является крупным промышленным районом, золотодобывающим, поэтому у нас, конечно, очень много некоммерческого сектора, где-то около 100 некоммерческих организаций. Они представляют разные, конечно, сферы. Тоже золото добывают. Нет, не золото добывают, но они очень тесно взаимодействуют с этими промышленными. Они помогают добывать золото. Чтобы Помогают тратить деньги, которые получаются от добычи золота. Вот. Все верно. Большинство у нас есть еще и экологические, конечно, сектор некоммерческих организаций, которые они помогают делать реконструкции, полностью там все сделать. И сейчас я хотела просто сказать о том, что у нас есть тоже, как и во всех муниципалитетах, поддержка некоммерческих организаций, как субсидиями в виде грантовой поддержки. У нас, конечно, она такая небольшая, всего составляет, в этом году она составила 2 миллиона 900 тысяч, и в этом году было подано 16 проектов, 16 заявок на проекты, поддержано было всего 13, из них тоже еще было отсеяно 10, и в основном там, конечно, так как у нас идет год семьи в Алданском районе, то больше поддержано таких проектов, как семейных. Но еще я хотела поделиться опытом тем, что, например, наши органы местного самоуправления, такие как поселенческие, да, у них есть подписанные соглашения с, например, с крупным нашим транспортным предприятием железной дороги Якутии. Они вместе сотрудничают с городом Алдан, конкретно с администрацией, взаимодействуют, и они реализуют такие проекты через некоммерческие организации, которые выгодны, естественно, для города, для района и для этого предприятия. Что я еще хотела сказать? Я еще хотела вам представить свою тоже руководителя некоммерческой организации. Она вам расскажет о том, как она очень тесно взаимодействует со всеми организациями Алданского района. И она, естественно, оттуда получает очень хорошую помощь. У нее есть соглашение, но сейчас она все это сама расскажет. Мария Барамыкина, лидер некоммерческой организации «Дарида». Да, она сейчас покажет, все расскажет. Видео, которое подготовили наши волонтеры, все оставить без внимания, да. Там будет вопрос, задавайте, отвечу. Можно со звуком, пожалуйста? Без звука, да? Так, я представляю общественную организацию по социальной поддержке населения Алданского района «Дарида БО». Меня зовут Барамыкина Мария Борисовна. С момента создания я являюсь председателем этой организации 2016 года. Наша организация, благодаря нашей активной деятельности и при поддержке органов власти и местного самоуправления, предпринимательского сообщества, мы быстро набрали обороты и работаем в Алданском районе, не только. На данный момент наш список добрых дел получается достаточно, считаем, солидный. Это и благотворительные акции, и субботники, и сборы и отправка гуманитарной помощи беженцам из ДНР, ЛНР, флешмобы, картины добра, установленные в магазинах города, новогодние утренники для детей и сборы денежных средств к месту проезда и лечения для нуждающихся. Пункты приема и раздачи вещей
у нас находится в самом городе Алдан, в Чурмане, Нерюнгринский район, в Алданском районе, в Куранахе и в Алексеевске. Все это и многое другое стало возможно, естественно, благодаря тесному сотрудничеству. Ну и при активном участии самих жителей района. И также при поддержке городской и районной администрации и ряда организаций, которые работают на территории Алданского района. Вместе с нашими партнерами мы реализуем все наши социальные проекты. Соглашение было подписано у нас в 2021 году, в ноябре, с ПАО «Селигдар», что позволяет нам расширить перечень предоставляемых социальных услуг для населения, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Они получают продуктовые наборы, оказывается материальная помощь для жителей Алданского района. И также проводится ремонт в нашем пункте взаимопомощи. Вот. На протяжении многих лет мы сотрудничаем и с ДРСК, и ЕРС, которые принимают участие практически во всех наших мероприятиях, которые проводятся в нашей организации. Это и акции «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости», «Дети солнца». И также они оказывают помощь при проведении праздников на 8 марта, 9 мая и 1 июня. Также у нас, назову просто партнеров, да, с которыми мы работаем, да, ну, я думаю, что праздники одни и те же, да, у всех доводятся. Вот это Ассоциация строителей АЯМ, Газпром Трансгаз, администрация района, естественно, и администрация города Алдан. Также вы говорили, да, про то, что якобы мы хвастаемся друг перед другом, да, своими проектами, да, но немаловажную роль в нашей популяризации наша организация играет сотрудничество с местным пабликом Алдан онлайн. Это рекламный информационный портал, который популяризирует все наши проекты. Да. И благодаря этому увеличивается, естественно, охват населения, и народ остается информированный, и он все знает, что мы проводим. Вот. И вообще, я считаю, это мощная поддержка, потому что денежные сборы до этого соглашения у нас очень долго завершались, мы могли неделями собирать эти сборы денежные, да, а сейчас мы в течение 2-3 часов мы завершаем сбор, не успев его открыть, можно сказать, да. Мы дольше, наверное, работаем над макетом вот этого сбора, как нам его представить людям, чтобы было информативно, в одной картинке все представлено, да, над постом работаем, а в итоге за 2-3 часа, бывает даже за час мы закрываем сбор. Ну, естественно, это и для нас хорошо, что мы часами, там, неделями не работаем, там, не показываем отчеты. Смотрите, вот у нас там вместо 30 тысяч, там набралось сегодня 3 тысячи, да, необходимо еще 27 тысяч рублей, да. Ну, как-то, а тут и для нас тоже проще стало немного. Вот. Также сохранить страх. Фактически сформировали пункт благотворителей, который с удовольствием. Они, наоборот, всегда говорят, ждут, когда у нас начнется анонс вот этого мероприятия, да. Почему мне не скидываете первому, чтобы я увидел, что вы там что-то забираете деньги? Только я хотел скинуть, смотрю, у вас уже сбор закрыт. Я говорю, ну все, надо успевать было посмотреть. Дефицит. Сформировали дефицит, молодцы. Ну, фактически наша деятельность получается, ну, я считаю, что практически невозможно без совместного сотрудничества со всеми организациями и с властями. Я считаю, что у нас очень, не хочется, конечно, хвастаться. Да. Вот. Но все наши партнеры уже стали нашими друзьями, с которыми, если мне нужна помощь, я обращаюсь. Да. Но я считаю, что они никогда не отказывают, и если могут, всегда помогают. Вот. Спасибо. Здесь пандемия, и это вы, вот, то есть как вы выявляете тех, кому нужна эта помощь? Они к нам сами обращаются, они же уже все знают, да, знают про нашу вы организацию. как-то все равно верифицируете,
И надеетесь на то, что люди... Проверяете, действительно ли? Естественно, мы всю информацию проверяем, я запрашиваю. Допустим, если человек говорит, что я болею, я, естественно, прошу выписки, обращаюсь в больницу, насколько это реально, нужно ли это человеку, или он сам это придумал, да. Или, допустим, вот обращается мамочка, говорит, что у нее трудная жизненная ситуация, ее муж выгнал из дома. Я делаю запрос в полицию, спрашиваю, насколько это реальная ситуация, есть ли место быть вот этой ситуации, да и насколько там серьезно, были ли там звонки, там поступали ли от этого человека. Вот. И если я слышу, что да, реально это было, то, естественно, мы помогаем. А если не подтверждается информация, все уже знают, что я проверяю информацию от и до. И поэтому к нам мошенники уже не сунутся уже. Здорово. Нет, это хорошо. Какие направления работы, какие-то у вас выделены основные, да, или вы как бы всем оказываете помощь, у кого какая потребность возникает? Малообеспеченному сектору, да, мы оказываем помощь. У нас открыты пункты взаимопомощи, да, что подразумевается, да, под этим. У нас там оказывается вещевая поддержка, получается, у нас там, ну, как в магазине. Пришел, выбрал, что тебе надо, расписался там в журнале, да, ну, отметился, что ты взял, получил помощь и ушел. Также и благотворители сами приходят, допустим, принесли там пару пакетов, да, и там тоже расписывают. У нас 2 журнала, благополучатели, благотворители. И мы таким образом ведем, сколько у нас благотворителей, сколько благополучателей. Мне нравится журнал благотворителей. Отлично, это словосочетание великолепное. В дополнение я еще хотела сказать о том, что у нас, в Волгоградском районе у нас ведется еще и имущественная поддержка. Ведется имущественная поддержка, и получается у нас 13 некоммерческих организаций, у которых есть свои помещения. Они пользуются безвозмездно. И это получается, ну вот еще вот, например, у Марии Борисовны, у нее есть несколько таких помещений в разных поселениях, и они там пользуются тоже бесплатно на безвозмездной основе. В Чурмане нам выделили квартиру, 3-комнатную квартиру, глава города выделил, и там мы осуществляем. А можно вопрос? Чурман это у нас не Ленинский район, а вы зарегистрированы в Алдане, да. Ну просто у нас, видите, вот, связывают дружественные отношения, да, вот, нет границ. С волонтерами, да, допустим, если я вот с кем-нибудь зазнакомлюсь, да, я поговорю с ней, давайте попробуем у вас открыть, допустим, да, они откроют, и я буду вести переговоры, допустим, с главой вашей администрации, да, и, может быть, если получится такое, то почему бы нет? Циркумполярно можно сделать. Архиву нужно оплатить. Кстати, компания Селигдар у нас завтра будет на площадке бизнеса. И мы как раз можем, когда будем вести с вами вместе, задать вопрос. Да. Но онлайн будет из Москвы, поэтому это интересно. Хорошо, спасибо, коллеги. У нас есть последний выступающий, это Саргалана Старостина, Чуравчинский УВУЗ. Саргалана, это наш непосредственно наш президент, наш получатель услуг. Так, у нас 5 минут регламент, и мы предлагаем сделать следующим образом. Кофе-брейк остался. Уходить куда-то в эту жару, искать здесь, это невозможно сейчас найти место в столовой или под солнцем. Да? Мы предлагаем вам здесь перекусить, и чуть раньше начнем с этого зала. Да? Мы переговорим с нашими экспертами, и все-таки мы должны вам донести информацию по нашему исследованию. Хорошо? Так что после информации сразу идем в чай. Я кратко, чтобы ускорить, расскажу небольшую предысторию, как мы с вами познакомились. Саргалана Старостина сама жила в селе Дерим Чуравчинского УВУЗа. У нее была общественная, есть до сих пор общественная организация Совет патриотов, это Координационный совет. В 2010 году в Республике Саха-Якутия многим муниципалитетам всем пришло поручение с правительства зарегистрировать на территории каждого муниципалитета Координационный совет. На самом деле они как раз и выполняют функции фондов местных, в том числе, которые мы обычно часто обсуждаем. И очень хорошая история у нее была в пандемию, когда к ним обратилась школа. Школа обратилась сначала к нам для того, чтобы написать проект
круглогодичный многопрофильный детский лагерь, потому что дети, они все посчитали очень хорошо и доказали, в том числе и нам, и потом фонду президентства гранта, что они получили грант, о том, что большинство детей, 80% детей, они действительно находятся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, молодые, одинокие там мамы, приемные опекунские семьи были, поэтому они вышли, нашли у себя на территории, не зарегистрировали никакую некоммерческую организацию. Они вышли на главную старостину, и они написали очень хороший проект, и с первого раза они выиграли 3 миллиона рублей на одну территорию, потому что одни и те же дети, одни и те же семьи, и здесь они очень хорошо оснастили инфраструктуру в селе. Вот послушайте внимательно. Трактор хозяйственный, мотоцикл, теплицы, полностью оснащение там спортивные, уличные тренажеры. Весь грант, это все осталось на территории, но ресурсов, знаний оказалось больше у Саргаланы и возможностей, и крылья у нее, конечно, тоже возросли, и она переехала в районный центр, и сейчас там качает муниципальное учреждение культуры. Обязательно нужно познакомиться с Юлией Добровольской. Почему? Потому что она там сейчас выиграла грант фонда культурных инициатив, в том числе при помощи единого ресурсного центра, открыла там студию «Киносинтез». У нее в августе, если кто-то будет, обязательно приходите к ней на фестиваль, где сами уже участники стали уже менторами, уже сами сценаристы, монтажеры и режиссеры в том числе. Вот, это уже позиция, и там студия, которая практически не отличается от нашей национальной вещательной компании НВК «Сахар». Вот. Все рассказала. Ничего не осталось говорить. Есть еще прогресс. Потому что Надежда как раз у нас сопровождает Чурапчинский. Вот видите, у нас непосредственно это наша CRM-система. Она расписана таким образом, и она болеет за того, кого он сопровождает. И очень благодарна ресурсному центру Ольге Анатольевне за поддержку, за профессионализм специалиста и за куратора Надежду Моисеевну. В общем, так переволновались, с утра ехали и, короче, дальше слайд покажите, пожалуйста, потому что мы хотим показать вам наш опыт. Это касается Чурапчинского района в целом, где 17 наследников есть и работает НКО. Да, с регистрацией у нас было в 2021 году 21 НКО зарегистрировано и 1 ТОС. В этом году у нас выросло количество 24, получилось, ЮТ статусом уже работает. И вы видите, вот вчера мы подвели итог, которые получили грант в сумме, вот выросло в 2 раза, да? Это показатель, что мы сотрудничаем с единым ресурсным центром и с другими учреждениями, которые поддерживают наши проекты. И вот по ФГ мы получили 4 НКО и грант Головы 9. Это результаты вышли в июле, да? Ага, в июле. И по ФКИ 1 наш проект получается, и фонд Потанина проект с детьми, который работает с детьми-инвалидами. И вот так наши результаты потихоньку вышли на 2-й уровень. Как сказать, на 2-й уровень это подразумевается, что в нашем УЛУСе открывает агентство по поддержке местных инициатив. Во главе района тоже очень большой ресурс, потому что сейчас район возглавляет глава Степан Анатольевич Сагадаев, который ранее возглавлял Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Он же в 2020 году запустил конкурс гранта главы республики Саха-Якутия, и им повезло в том числе, и в том числе повезло самому Степану Анатольевичу, потому что сейчас, как говорится, в руководстве всех проектов находится Саргалана, да? И вот агентство поддерживает сельскохозяйственные проекты. И в агентстве мы вот вчера поговорили о том, что должны
разработать проект агротуризма. И сделаем это как-то по-новому и радостно со всеми инициативами. Ага. Завтра посмотрим, что, как, и ваши опыты, ваши работы. И посмотрим, что дальше будем делать. И спасибо всем, кто участвует завтра. И но сейчас мы ждем еще результатов фонда культурных, где очень хороший проект про этномастерскую, про возрождение, про сохранение, передачу именно национального шитья одежды. Полностью упаковали в проект, мы ждем. Это будет одним таким блоком в креативном кластере, который планирует Шарапчинскому лучше развивать. Там передали очень большое помещение, и как раз таки в этом кластере должны появиться такие ячейки по разным скиллам, да, компетенциям, и один вот на один скилл уже киноиндустрия у них уже появилась, уже фестиваль планируется в августе, а сейчас на этой мастерскую тоже ресурсы нужны, поэтому ждем результаты конкурса фонда культурных. И так вот по полочкам будет наращиваться вот такой вот креативный кластер. Просто если вот нужно посмотреть опыт, сейчас у нас тоже формируется агро, ну тоже туристический, и выбирают какой-то один действительно бренд, и начинают ее там одна там у нас есть утка, и ее как бы название это используется в кашах, там еще там где-то это. То есть завтраки с уткой, там и кафешки даже так выстраивают, что именно какие-то такие эти интересные вещи. И знаете, я еще всем вам хотела сказать, обратите внимание, что сейчас все-таки Тинькофф поддерживает, есть конкурс такого фонда, как Тинькофф, и там же были проекты вот для физических лиц по спорту. И мы вообще вот смотрим, поскольку мы работаем по операторами Потанинского конкурса по спорту, да, мы прям вот видим, как реально, особенно для отдаленных там сел или еще что-то такое, такие проекты просто становится, я не знаю, социальным лифтом для молодежи. И вот работа вот в сфере ЗОЖ и спорта, она вот просто реально. Мы особенно смотрим на проектах, я вот то, что оценивала, смотрела, это вот Удмуртия, Башкирия, да, и очень хороший у нас проект, они, правда, не по Потанину шли, по ФПГ, но в Горном Алтае, в отдаленных селах, очень это. А поскольку у вас еще есть такая большая поддержка компании, конечно, все равно надо, может быть, вот это IT-технологии, да, и вот классы в школах прям такое, чтобы было, чтобы там, я не знаю, все могли бы позавидовать. Они могут по себе позволить сделать такие вещи. Когда-то у нас хоть и не принято хорошо вспоминать про ЮКОС, да, но когда ЮКОС выстраивал прям всю систему в Томске и там, где работала компания, именно и классов в школах, и потом вот это высшее образование, конечно, это тоже давало огромный толчок. Обязательно возьмем на заметку Тинькофф. Тинькофф сейчас как раз подает проект наш благотворительный фонд Хараскал, который завтра будет, да, и первые получатели вот конкурса Потанина «Спорт для всех» у нас как раз таки имеются в Шарапчинском УУСе. Абсолют помощь, по-моему, абсолют помощь, что, коллеги, но мы чуть-чуть выбились из графика, ничего страшного, да. Я думаю, что нам было интересно. У нас очень интересная кейс-сессия какая-то. Отличники, да, к нам приехали? Да. Хорошо, но у нас есть отличники, это здорово. Это абсолютно разный запад, юг, заречье. С той стороны, да, только что приехали, наверное. Да? То есть надо переплавиться у нас на пароме, по пыльным дорогам иногда и так далее, не просто. Но я хочу вас всех поблагодарить за работу нашей дообеденное время. Сейчас предлагаем попить кофе, чай, перекусить. И все-таки, чуть раньше. Вы согласны, что мы начнем в 1:30, коллеги? Мы тогда быстрее приступим к встрече с нашими экспертами. Дорогие, уважаемые.
Я
Раз. Те, кто у нас онлайн, вам легче. Кто его знает? Просто хоть кому-то легче. Как нас слышно, видно, коллеги? У нас 21 июня был республиканский праздник ИСЭХ в Верхневилюйском районе. И это, ну, сколько часов езды примерно? 10 часов езды до Якутска. И всем нужно очень быстро вернуться, чтобы попасть на ИСЭХ в Якутске, а потом дальше пойдет в других районах. И эта история такая, она будет продолжаться. А потом будут эти праздники у каждого ведомства свой. Так что семейные ИСЭХи, выезды и так далее. Ну, ждем лета всю зиму, да, и радуемся. Ну что, начинаем? И мы еще ждем Марину Евгеньевну. О, здорово. Все, тогда все эксперты все здесь. Надо, может быть, написать с органушки, пусть они там Вова на первом этаже соберет наш. А сейчас, прямо сейчас на 6-м этаже проходит очень большая конференция, которая проводит Минвосток развития. И в 4 часа туда нужно мне тоже попасть. Речь идет о демографическом проекте, речь идет о семье, материнстве, детстве, сохранении традиций, профилактика. Известные нам здесь коллеги сидят в системе профилактики детского семейного неблагополучия. Будем обсуждать, и сейчас уже обсуждаются темы, как нам меры поддержки, меры партнерства, тоже в интересах детей, представителей бизнеса, власти, общества. Ну что, начинаем, да? Коллеги будут постепенно присоединяться. Мы анонсировали о том, что нашим уважаемым экспертам мы анонсировали о том, что у нас исследование проведено было. Но точно здесь в зале сидят люди, которых мы бесконечно дергали и говорили, с вашего района нам надо... Сколько, Юля, у тебя было анкет? За сотню. За сотню. Ну, мы так здорово разрабатывали проект, что у нас была гигантомания в тот день, и мы написали 2000 респондентов. Ни много ни мало. Даже наш социолог Володя сказал, у вас... Да, что-то как-то нам сложно. Но я думаю, что зато она объективна. И нужно понимать, что когда мы проводим исследования, Арктика в Google форме иногда начинает путаться, и тогда мы, вот это получается забивание по телефону. То есть и так тоже приходится. Цель, понятно, она абсолютно идентична с целью нашего проекта Сайды. Собственно, в рамках этого все у нас и началось. Вот это ИСЭХ вот так будет выглядеть примерно 25-го. Вокруг одной коновязи Сергей. Люди будут все вместе. Вот сообщество людей, но в большом количестве одной целью собраны. Очень интересно, я думаю, будет точно представителям муниципалитетов. Почему? Потому что мы запросы делали, это не только была анкета данных личных. Мы, конечно, брали информацию с муниципалитетов еще параллельно. Да? И нам говорили, когда мы писали проект Сайды развития, нам говорили о том, что у нас тёльбе, то есть наших вот этих единиц, культурно, исторически, природно, географически собранных на одной местности в каких-то целях и задачах, что-то их объединяет, да, что объединяет, здесь можно, кстати, обсудить. Нам давали цифру, Северо-Восточный федеральный университет, 1600 тёльбе в Якутии. Мы провели наш опрос методом анкетирования. И вышли, заметьте, это еще, получается, есть куда стремиться, что у нас 2266 этих единиц. То есть неких сообществ, и они не зарегистрированы по большей части своей.
но они, ну как это происходит? Село, через село идет речка, протекает, левый берег, это может быть Тольбе левый берег, Тольбе правый берег, такое тоже возможно. Или это улицы, районы, микрорайоны и так далее. И у нас просто в передовиках Такинский улус – это Заречье, Нюрбинский район, красиво назовем Алмазная провинция, это наш запад, там, где добываются в том числе алмазы. Сунтарский район – это Алмазная провинция, это запад, это тоже тот район, где у нас, по-моему, на втором месте количество ТОСов зарегистрированных официально. Хангаласский улус – это на нашей стороне, это наша, получается, близлежащий центральный район, Вилюйский район и Чуравчинский, Медино-Кангаласский районы – это наши Заречья. Получается, что Запад в основном и Заречье, да, представлены только. Ну, просто большим количеством. Дальше чуть ниже мы спускаемся по количеству, кого мы выявили. У нас уже возникает Верхоянский район Арктика, горный район, вот мы видим 110, может быть, по факту их и больше, да? Город Якутск 99 и дальше по нисходящей. Самые, ну, я не могу сказать слово аутсайдеры, это неправильно, это не выявленные 100%, потому что когда мы проводим опрос, и когда, вот я уже говорила, анкета в Google форме, не всегда наши респонденты готовы отвечать. Да? И мы даже думали делать 2 анкеты, русский и якутский, а последнее, то, что у нас снизу, это все арктические районы, надо понимать, там родовые общины, коренные малочисленные народы севера и так далее. Поэтому вот, ну, абсолютно, кроме городского округа Жатай, это полностью у нас Арктика. Еще раз повторюсь, мы думали, что их 1700, их 2266. И следующий слайд. Участники исследования вот таким образом у нас представлены. Мы слегка вспотели, нам было сложно. И следующий слайд, то есть все муниципалитеты абсолютно. И мы, конечно, хотели узнать, насколько наш индекс счастья здесь высок. Да, качество жизни. И оценка положения в населенном пункте. 52% респондентов говорят о том, что все-таки проблемы, те или иные социальные, экологические, экономические, имеются, но они решаются. Да? А треть говорит о том, что у нас много проблем, которые не решаются. Это тоже звоночек. Мы обязательно эти данные все на встрече с главами районов озвучим. Так же, как мы делали по первому нашему исследованию потенциала гражданского общества. Смотрите, 7% живут абсолютно в благоприятных условиях, да, и есть разные, так скажем, есть абсолютно неблагоприятные. Да, и посмотрите, как интересно выстраивается спектр актуальных проблем в наших населенных пунктах, улусах, на слегах. На первом месте экологическая обстановка. И здесь вот нужно с бизнесом тоже. В том числе, да, этот слайд нужно показывать в том числе бизнесу. Рост цен, дальше я это назвала бы экономические факторы больше. Рост цен на продукты, товары, отсутствие рабочих мест, безработица, рост тарифов на коммунальные услуги. Дальше посмотрите, 8% бродячие собаки. И мы знаем, что чем севернее, тем собаки больше. Ну, вот просто я в Алайкалском улусе, я таких больших размеров, ну, это львы просто, огромные собаки, они абсолютно бесхозные, и с этим тоже что-то нужно делать, в том числе и законодательством, да, и муниципальная власть у нас думает, как это делать, и средств на это катастрофически не хватает. Дальше это тоже звонок про качество услуг. Недостаточное качество медицинского обслуживания, неудовлетворительное состояние дорог, низкое качество социальных услуг. Тоже Министерство труда и социального развития обязательно и Минздрав передаем все эти данные. Дальше идет общественный транспорт, жилье и так далее.
Меня вот что радует, мы все-таки пришли и из экологии, и из соцзащиты, очень многие в нашей команде, по крайней мере, точно. И те проблемы, которые были раньше на первом месте, рост алкоголизма, да, они буквально были вот в первых эшелонах проблематики. Сейчас они у нас спустились. Может быть, это является большей причиной, да, а следствие. Вот здесь больше причины стали люди указывать, а вот это следствие. Или же, ну, вот здесь надо разбираться. Мне самой интересно. Следующий слайд. Или я уже переключаю, да? Отлично, спасибо. И посмотрите, вот здесь уже про нас любимых. Как мы себя воспринимаем? Государство – это я? Или все-таки опять кто-то виноват? И получается, что мы посчитали вчера, что в 70% случаев наши респонденты считают, что во всех бедах виновата муниципальная, республиканская и федеральная власть. И только потом я со своими ресурсами, прокачанными, не прокачанными, с мотивацией, с желанием и так далее. Это тоже, об этом стоит говорить уже с нами, с местными сообществами, с лидерами, с неравнодушными гражданами. И вот это тот ресурс, который муниципалитеты, получается, недостаточно качают. И здесь мы с вами, особенно некоммерческие организации, ресурсные центры, мы вот людей, которые перед вами сейчас выступали, мы их называем ресурсные человечки. У нас там нет фактического такого структурного подразделения, как ресурсный центр, но у нас есть ресурсный человечек, нам этого уже достаточно для связки. И посмотрите, какая готовность участвовать 20% в благоустройстве населенного пункта, в экологических акциях, досуговых мероприятиях, спортивных, ЗОЖ, добровольческая помощь. Люди могут пробона делиться своими компетенциями, лекции, мастер-классы, тренинги, да, участвовать в общественной жизни. То есть готовы мы должны, и просто преступление, если это мы не используем. Другое дело, какие технологии применять. Этому мы учимся в других регионах в том числе. Или подсматриваем, подглядываем друг у друга. И вот выбранная роль участия респондентов в развитии населенного пункта, своего места жительства, готов помочь руками посадить, покрасить, построить 40%. Могу принять участие в организации события практически 30%. Дальше идет, могу научить других тому, что умею сам. Надо проверить, что это легально, законно и так далее. Дальше идет, готов оказывать материальную помощь, фандрайзинг, пожалуйста, пожертвования, сборы, идея собственного проекта по развитию поселка. И только 4% из запрошенных не готовы. У нас, может быть, не совсем рандомное было, потому что были и лидеры местных сообществ, да, и вот так вот просто население, там было меньше половины, поэтому все-таки больше активно. Анкетирование лидеров показывает, что, посмотрите, местное сообщество – это мамонты у нас, да? В большинстве, посмотрите, как много, у нас 15% от 31 года и старше. То есть мы поэтому называем их исторически культурные сложившиеся единицы. Это передается из поколения в поколение, где-то это прямо советы старейшин. Да? И количество населения, проживающего на территории одного местного сообщества, это тоже нас отличает. У нас абсолютно нет у нас густо населенных. У нас все города малые, кроме Якутска, получается, вообще в республике все. Да? Остальные сельские поселения, посмотрите, как мало людей у нас. И мы стараемся все равно там клубы, проекты, да, школы и так далее. Количество местных сообществ. Да. И количественный состав инициативных групп жителей местных сообществ, вот там именно жители. А здесь количественный состав, получается, ну, это лидеры. Значит, они объединяются, мы так думаем, это какой-то костяк, который представляет актив, да, 56% населения, и деятельность местного сообщества, ну, практически все сферы жизнедеятельности охватывают. Больше всего на благоустройство, то, о чем вы говорили, это ясно, это понятно. Территория большая, ее надо
облагородить, благоустроить, и качество жизни, в том числе с этим связано. Взаимодействие местных сообществ с органами местного самоуправления практически четверть, все хорошо. Дальше идут индивидуальные предприниматели, да, и не взаимодействуют, к сожалению, 21%. Дальше идут государственные муниципальные власти, органы государственной власти, коммерческие организации напрямую только 7%. И здесь пример у нас позитивный получается, да, но не везде вот так напрямую. Еще надо понимать, какая особенность. Золотоискатели, наши старательные артели, это некие сообщества, которые тоже здесь и сейчас живут и небольшими группами. Или мы берем большую корпорацию в виде Алроса, Тасюряк, Сургутнефтегаз, это уже другая история. И сложно напрямую вести коммуникацию. Дальше источники финансирования мы видим, субсидии ППМИ. Это инициативное бюджетирование, которое раньше поддерживалось банком, Всемирным банком развития. Да, сейчас республика выделяет на это 500 миллионов ежегодно. Ежегодно. Поэтому это одна из причин, я считаю, почему нам не надо регистрировать некоммерческую организацию порой, да, ТОС и так далее. Потому что мы сходом в селе Намский улус, Мадуцкий наслед решили, что в этом году у нас будет освещение улиц нашей единственной дороги, которая проходит через село. Дальше мы выбираем, что мы наш ангар заброшенный, делаем из него спортивный объект, садим туда несколько штатных единиц, и это у нас уже спортивно-культурный объект, да, и так далее. И вот это вот ППМИ, это история, которую ведет Минфин, завтра они к нам присоединятся, это беспрецедентно. Мы где-то там уже выиграли. Когда были у вас на форуме, как раз был Сергей Гридин, и он сказал, что в Бразилии мы там какого-то Оскара за ППМИ получили. Это очень мощная история, потому что сами жители решают, что, где и как поддержать. Но вот в чем интерес. Мы вошли в пилот, и с прошлого года, вот юные якутяне не дадут соврать, к чему мы пришли, чтобы наши дети, школьники и даже дети в учреждениях интернатных принимали участие в подаче идей, а взрослое население думало, стоит, не стоит и так далее. То есть мы подтягиваем школьников и молодежь, чтобы они тоже вовлекались, участвовали и так далее. Это нам не просто будет сделать, и поэтому мы со своим проектом, значит, проектными мастерскими будем заходить в школу. А все-таки там есть самообложение? Самообложение? Да. Это сейчас 5%. Но они вкладывают деньги. Обязательно. Да. Без этого это обязательное условие. Нет, просто очень часто муниципалитет прикрывает, что не может собрать, он какими-то другими способами находит соцфинансирование, но не сами люди вкладывают. Ну, здесь есть примеры, когда точно жители заинтересованы. Мне кажется, это очень важно, да, потому что на каждый вложенный в рубль здесь уже я по-другому, общественный контроль вступает в силу. А почему здесь так? Давайте здесь получше, здесь подкрутим и так далее. Да. Хотя для больших городов, я могу честно сказать, что бывает по-разному. Например, просто соотнесусь Новосибирск, с чем столкнулся. Была, ну, как бы, такая негласная, я бы сказала, договоренность сделать очень хорошую реконструкцию набережной. Да? А какая-то часть депутатов сказала: нет, отдайте, поделите все эти деньги на площадки, детские площадки или спортивные площадки во всех районах. И это было признано. Вот, честно говоря, я реально понимаю, что, ну, как бы, что лучше бы отремонтировали набережную. Это все равно для города было бы больше полезно. Поэтому вот учет всегда это очень тонкая штука, да? Так же, как что дети хотят или еще что-то. Да, там расходятся интересы разных целевых групп очень часто. Старикам, детям нужен скейт-парк, а пожилые говорят, еще вас тут не хватало
с вашими скейтами. И так жизни нету, еще вы тут будете на скейтах кататься. Да, есть такое. Мы внедряли технологию, о которой я как-то рассказывала во Владивостоке, социальное сопровождение тех домохозяйств, где так или иначе люди оказались в трудной жизненной или кризисной ситуации. Вот как раз мы с Мадуцким наследом-то и работали. И мы увидели, что, да, молодежь, она вообще молчит. Когда говорят старшие, они практически не вступали с нами даже в коммуникацию. Когда мы приезжали там наставничество, волонтерство, давайте Росмолодежь, нет. А что скажут старшие? И поэтому здесь вот, да, здесь, возможно, нужно какие-то другие формы, но это сам вот Минфин, это БАТ предложил такую инициативу. Ну, я думаю, что, по крайней мере, что есть голос, детей и молодежи, это очень уже важно, здорово. конечно, конечно. Но просто нужно всегда действительно учитывать. У нас в Карасуке, с другой стороны, ну, это небольшое поселение, был другой опыт. Когда решили, мамочки запросили, чтобы была детская площадка возле, ну, там, дома, вот, и там действительно их мало достаточно в этом районе, он такой отдаленный от центра этого Карасука. А бабушки сказали, вот еще будут тут дети, значит, бегать, кричать. И, честно говоря, там потратили, извините меня, почти 1,5 месяца на согласование интересов. Площадку, да, немножко отнесли, а для бабушек выделили, проложили дорожки, а для бабушек выделили лавочки, поставили. А у нас вот в Амурской области там был совершенно другой пример, когда местное сообщество вступило в противостояние с местной администрацией. Когда местная администрация сказала, что нам нужна, значит, конструкция для оборудования сцены возле клуба для проведения уличных летних мероприятий, на что местное сообщество сказало, а мы хотим, чтобы нам благоустроили кладбище. И вот они прям настояли и смогли получить деньги, да, получить деньги, потому что народный же бюджет. Да, ну, история интересная. Город Якутск не совсем активно участвует в ней, но зато сельские поселения, Арктика у нас представлена великолепно. Мы этим гордимся, это один еще источник, это мощный ресурс. И вот последний слайд: трудности, которые испытывают местные сообщества в своей активности, в своей деятельности. Нет поддержки органов местного самоуправления, четверть. И здесь вот тоже, да, кто кого не слышит, кто с кем не договорился и так далее. Жители местного сообщества не активны, мы относительно пассивны на 17%. Нет лидера местного сообщества, мы сидим и ждем, когда родится лидер, когда мы его взрастим, и он нас поведет за собой. Недостаточно компетенций, да, и вот для этого мы сейчас здесь с вами собрались, и не хватает ресурсов, это тоже. Да, надо понимать, как, каким образом, где их брать. Оказывается, вы сегодня, к примеру, услышали, ресурсы есть. Да? Ну и молодежь не участвует в мероприятиях, такое тоже может быть. Ну, коллеги, вот с этим исследованием мы очень хотели вас познакомить, это логично, когда у вас в конце вашего проекта есть какой-то продукт. Мы всегда очень радуемся, потому что пройдет какое-то время, и про наш проект, может быть, уже не вспомнят, да, останется фотография. Но когда есть что, я всегда говорю, когда есть что передать в руки, подарите уважаемым экспертам, дать прочитать органам власти, которые нас, оказывается, не слышат, а мы активны. Бизнесу мы завтра обязательно подарим те последние экземпляры исследований, которые мы делаем. И они узнают, что НКО, оказывается, не НЛО, они еще исследования могут делать. Нас всегда спрашивают, кто вам их делает? Да никто, мы сами их делаем. Этому тоже мы учимся вместе с вами. Я всех благодарю, онлайн, офлайн, участников, за то, что вы нашли свое время принять участие в этом просто бешеном анкетировании. Мы больше никогда не будем так много анкет с вас просить, потому что мы изучили социологию, аналитика, оказывается, делается чуть по-другому. Теперь мы мудрее, но зато мы узнали больше информации от вас. Сейчас я хочу для тех, кто особенно к нам присоединился, чтобы разделиться на площадке, мы даем буквально по сколько минут нашим уважаемым экспертам, чтобы они... Нет уж, по 2,5, по 3 минуты мы даем вот
умозаключения, ваш опыт. Просто скажите нам что-нибудь доброе. Да. Ну, коллеги, во-первых, я хочу поблагодарить вас за вот возможность приехать. И правда, вот я восхищаюсь вашими результатами. Наша организация работает уже очень давно, мы 26 лет работаем как ресурсный центр. И первое время мы сидели плотно в городе, в Архангельске, у нас рядышком еще есть Северодвинск и Новодвинск, 2 города, вот такая агломерация, как теперь говорят. И мы в основном были ориентированы, конечно, на вот городские территории, но последние 8 лет у нас очень большая программа развития малых территорий, и я понимаю, как это трудно. И вот те презентации, которые сегодня были, о таких вот восхитительных результатах, о таком количестве общественных объединений, о таком количестве проектов, инициатив поддержанных и реализованных, о таком количестве выявленных вот объединений, это правда очень дорогого стоит, потому что, ну, на мой взгляд, прям именно в этом и состоит наша основная деятельность, показать людям, когда спрашивают, там, можете коротко сказать, зачем Центр Гарант работает, я всегда говорю, мы работаем для того, чтобы люди начали понимать, что от них самих много чего зависит. Чтобы они в это поверили, преодолели свой синдром выученной беспомощности, и чтобы они научились делать то, о чем они мечтают. И вот тогда мы будем считать, что наше дело сделано. Вот. И вот мне кажется, что вы достигли в этом просто очень больших успехов. И поэтому я с удовольствием на своей площадке поделюсь нашим опытом реализации программы «Малым территориям большое будущее». С удовольствием вместе с вами поговорю о развитии территориального общественного самоуправления, потому что Архангельская область развивает территориальное общественное управление с 2001 года. У нас тоже более 1000 ТОСов сельских. В городах у нас тоже прям сиротский, в Архангельске 6 тоже, по-моему, или 10. Вот. А в области больше 1000 уже вот ТОСов. Из них есть многие зарегистрированные уже как юридические лица. И то, что делают ТОСы, ну, мосты строят, освещение проводят, в общем, благоустраивают все, что можно благоустроить, развлекают всех, кого можно развлекать, заботятся о тех, о ком можно заботиться. Я с удовольствием поговорю с вами на эту тему, поэтому вот кому интересна эта тема, буду очень рада видеть на площадке. Отлично, спасибо. У вас еще мне понравилось тогда «Дело жизни», есть замечательный вот микрофильм, да. Когда я приезжаю в Арктику, всегда показываю этот диск, он, к сожалению, только на диске. Хотелось бы его как-то перегоним. Да, чтобы даже просто отправлять. Я молча ставлю этот диск, где как раз Архангельск рассказывает, в том числе ТОС, о том, что можно собирать иван-чай, о том, что можно заниматься туризмом, печь шанишки, прясть и привозить. Как у нас один ТОС как раз в фильме, это есть вот. Бабушки, которые, ну, женщины серебряного возраста, как теперь говорят, объединились, и когда их спрашивают, зачем вы создали ТОС, они говорят, к нам внуки перестали ездить. Вот. И мы поняли, что наша деревня умирает, и поэтому мы создали ТОС для того, чтобы к нам внуки приезжали. И в том числе туризм, да, вот агротуризм вы сейчас развиваете, это у нас еще только набирает обороты, я думаю, ТОСы это тоже может быть той площадкой отправной для, ну, такой стартап для развития туризма. Спасибо большое, что вы приехали. Нас, правда, очень много связывает. Я еще в Архангельске не была, обязательно надеюсь приехать. Но вот вы нам уже сегодня привезли частичку Архангельска. У нас в ноябре будет конференция всероссийская «Малым территориям большое будущее». Будем очень рады видеть вас на этой конференции. Отлично. Спасибо большое за приглашение. Дальше кто у нас скажет? Ну, я, конечно, тоже хотела сказать вам огромное спасибо за представленный вами опыт. И он, наверное, даже в чем-то перебивает наш опыт. Вот. Хотя я хотела, конечно, с вами поделиться именно тем, что мы тоже ведем проекты территория большое будущее, условно говоря. И у нас есть такая модель эффективного управления.
«Качество жизни в твоих руках», которую мы начали внедрять в регионах Сибири с 2008 года. Она очень сильно адаптировалась, и вот там то, что говорила Ольга про Светлану Чуракову. Светлана как раз тоже начинала ее адаптировать в 2008 году, поскольку они входили в нашу сетку ресурсных центров. Потом Марина вот брала его, ее тоже. И сейчас она, конечно, такая совсем адаптирована к российским реалиям, скажем так. Вот. И более ориентирована на то, как жизнь сейчас движется. И мы тоже сейчас закончили фактически проект, жаль, еще не успели напечатать брошюру. Мы работали 1,5 года в Новосибирской области, нет, не 1,5 года, 9 месяцев. Сейчас будем продолжать работать тоже дальше, развивать. И там вот действительно фактически то, что и вы говорили, и информация есть на презентации, которую я оставлю, которую потом можно будет разослать. Зачем нужно органам местного самоуправления развивать эти вещи, как можно это все внедрять. Но я хотела с вами поделиться именно еще о нашем таком своеобразном опыте, который у нас начался с конкурса в Новосибирской области для инициативных групп. Вот. Сначала задачу такую поставил губернатор. Вот что давайте. У нас областной грант с 2005 года, муниципальный для города Новосибирска с 1999 года идет. Поэтому как-то вот, ну, может быть, губернатору хотелось, новый губернатор, он говорит, как-то вот хочется дойти до каждого конкретного человека. И мы придумали такой способ. Дело в том, что у нас просто мощная система ресурсных центров в Новосибирской области. Сначала у нас проводится конкурс для ресурсных центров в районах, в городе Новосибирске. Мы, как Сибирский центр, мы подготовили полностью пакет документов, обучили эти ресурсные центры, как конкурс проводить. И люди там этих денег не видят. То есть они все работают добровольно, они просто пишут проекты, составляют бюджет до 50 тысяч, а потом приносят нам счета в ресурсные центры, мы их оплачиваем. Вот. Все это происходит едино, в одно и то же время. Вот уже провели мы таких 3 конкурса в Новосибирской области. Сейчас будет 4-й объявленный. И очень нравится, это просто великолепно. То есть уже распределено 60 миллионов, там больше, что я не знаю, поддержано около 1500 проектов. Значит, и сейчас мы предложили эту же технологию SIP-аттракции. То есть у нас крупная компания наша, мы такой специфический регион. У нас вокруг все ресурсные регионы, у кого есть и там уголь, и нефть, и всякое такое, а в Новосибирске нет. Мы город услуг, да, и такой центр, который там транспортный хаб, и всякое такое. У нас крупного бизнеса вот оказался только SIP-аттракции. И, честно говоря, и они работают у нас в Искитимском районе и еще рядом в Кемеровской области, мы предложили им как раз проводить этот конкурс для физических лиц именно с тем, чтобы вовлекать и жителей, да, ну, повышать доверие к компании, потому что появились такие действительно досуговые. И самое главное, что там участвовали сотрудники. И сотрудникам так понравилось, честно говоря, и очень у нас так удачно прошел. Теперь даже акционеры, которые в прошлом году не хотели много денег давать на него, вот, сейчас дали денег больше, и мы надеемся, сейчас вот идет наш прием заявок, скоро будем это. А на площадке я думаю, что мы все-таки с вами больше поговорим про то, как развивается государственная поддержка, как развиваются ресурсные центры, как можно развивать их в муниципалитетах, потому что я считаю, что это действительно такой очень необходимый элемент развития гражданского общества и поддержки этих инициатив. Конечно, сейчас в муниципалитетах небольших функции там немножко меняются, но это крайне необходимо.
Ура! Я сейчас скажу, первый раз моя мысль о том, что нужен ресурсный центр, у меня возникла как раз на гражданском форуме в Новосибирске. Тогда я работала в целевом фонде будущих поколений. Мы большую программу затеяли «Семья для ребенка», которую я рассказывала, поддержал фонд поддержки детей. В рамках нее мы приехали на ваш гражданский форум. Я очень удивилась, что очень много седых, серебряных голов я увидела, подумала, что я не туда куда-то зашла. Оказывается, вот тоже академгородов, да, там люди садоводческие какие-то, такие вот интересные, своя культура есть, то, чего у нас еще нет, он, наверное, к нам придет, вот. Ну, мы, наверное, потом станем этим заниматься. Вот. И тогда у меня родилась, я посмотрела, как работает ресурсный центр, что есть муниципальный и так далее. Приехала, это был 11-й год, и сказала, я хочу ресурсный центр. Вот тогда. И мы создали его на базе целевого фонда будущих поколений. Вот впервые. Поэтому это вот вдохновление было как раз подчерпано вашей деятельностью. Так же, как мы работаем 26 лет. Это целое Нас поколение. создавали кучу Да? ресурсных центров по всей стране, помогли кому-то сформироваться. Да, 20-25 лет считается поколением, соответственно, целое поколение, плеяду вы вырастили, таких как мы в том числе. Ну что, Светлана Баженова, Дальневосточная сеть ресурсных центров. Ну, я на самом деле хотела говорить о том, как мы выстраиваем партнерство с бизнесом, хотя у вас в этом направлении не меньше успехи, может быть, даже больше. Вот. Но я считаю, что вот эти кейсы взаимодействия с бизнесом, их нужно очень беречь, выращивать и распространять, потому что у бизнеса вообще на самом деле задача зарабатывать деньги. А мы, как некоммерческие организации, в том числе инфраструктурные некоммерческие организации, должны помогать бизнесу эти деньги возвращать в территорию, и возвращать в территорию через эффективные, нужные и важные проекты, которые нужны именно для территории. И вот здесь без нашего активного взаимодействия вот этой эффективности мы не получим. И здесь, конечно, нужно занимать абсолютно проактивную позицию. Не ждать, когда придет какой-то большой бизнес и скажет, ну, возьми там чего-нибудь, чего у нас осталось, да? А нужно прийти и сказать, эй, бизнес, слышь, что? Вот у нас вот здесь вот, давай, значит, давай вместе работать, и бизнес будет это делать, потому что бизнесу на самом деле очень важно устойчивое развитие территории, они даже отчет составляют по устойчивому развитию территории. Вот. И им очень важно, чтобы люди, которые живут на той территории, где бизнес делает деньги, чтобы они тоже хорошо жили. Чем меньше проблем у людей, тем, соответственно, успешнее будет идти бизнес. Чем, значит, успешнее живут люди, тем, соответственно, спокойнее работать власти. Вот. А чем спокойнее работают власти и лучше живут люди, тем больше у нас у некоммерческих организаций ресурсов. И очень хорошо, вот это вот прям очень хорошо видно. Вы же посмотрели, помните, наверное, да, что некоммерческих организаций в Приморском крае меньше 3000. Кстати, у нас их было больше, чем 3000. И вот сейчас прям статистика резко снизилась, видимо, в ковидные годы много закрыли. Или почистили мертвяков. Или почистили, может быть. Ну вот прям было примерно 3200-3400, а сейчас я смотрю 2800. Вот. А жителей-то у нас живет больше в 2 раза, чем в Якутии. А Якутия на 2-м месте по количеству НКО. И вот я считаю, что это прям совершенно правильная тенденция. Чем больше НКО, тем больше ресурсов в этой сфере. Тем, соответственно, мы сможем больше сделать хороших, важных и нужных дел. Значит, не нужно бояться конкурсов, пусть их будет много разных, пусть мы будем проигрывать в этих конкурсах, но как только вы сталкиваетесь с каким-то препятствием, написали проект, не выиграли, сразу начинает включаться. А почему? А что происходит? И начинает, значит, в это самое. Есть, конечно, люди, которые от первой или второй неудачи сразу все бросают и уходят. Ну, это их выбор. Вот. А мы, те, которые настоящие, мы не останавливаемся и стараемся разобраться в том, что же произошло, и найти причину и сделать лучше, чем было до этого. Вот к этому я вас призываю. Не останавливаться.
Получается, что мы в Якутии долгими зимними полярными вечерами регистрируем некоммерческие организации. И пишите проекты. Главное, Ищем писать такие проекты, хорошие проекты. ищем партнеры, думаем, как бы нам это... Вот сейчас лето наступит, да, и начнем активничать. Но это действительно так. Спасибо, Светлана. Я могу сказать, что вот наша команда прокачанная, ну вот когда мы только становились на ноги, она всего 2 года, ну, вот, единый ресурсный центр официально зарегистрирован всего 2 года, и было сложно, конечно, сориентироваться, и тут Светлана со своим проектом дальневосточным говорит, а приезжайте на стажировку. Дима Куприянов, Сардана Григорьева, я, Надежда Наговицына, мы все как бы прокачались, мы вышли за пределы, посмотрели, как там, и очень важно нам, кстати, Дальнему Востоку, все хорошо в Сибири, на севере, на западе, все хорошо, потому что ближе к центру, мы все-таки далеко, и мы варимся в собственном соку. И когда мы говорим закапсулированные в Арктике, да мы тоже закапсулированы, до нас не доедешь, не долетишь, и редкая птица к нам, вот, Полина Гагарина, это первый, наверное, за 3 года человек, который к нам приехал на гастроли, вот честное слово. Да, а такие... А мы? А вы так вообще... К нам не приезжали, я надеюсь, сейчас портал откроется, да. И я про что у нас, оказывается, дальневосточным ресурсным центром, нам надо придумать как бы НКО, вот нам, да, объединить муниципалитеты, показать, объединиться, делать стажировочные площадки, образовательные. Ну, просто вот этим очень сейчас заниматься, потому что мы не то, что другие, мы вот такие, мы особенные, мы далеко, мы интересные, креативные, и о наших проектах федеральный центр должен услышать. Вот это наша задача, я считаю, вот прямо дело жизни. Федеральный центр сейчас обо всех должен услышать, потому что мы вот как с Мариной Евгеньевной обнаружили на нашей конференции, что, извините меня, фонд Яндекса, он ничего не знал, что вообще есть в России ресурсные центры. Ну, очень многие у нас не знают. Помощь рядом. Нужна помощь, которая вдруг обнаружила, что, оказывается, есть ресурсники, которых можно спросить о чем-то, как им работать в регионах. Ну, надо же, а они, бедные, вообще ничего не знают. Ну, приходят люди, изобретают велосипеды. Я считаю, я вообще верю в карму. И считаю, что информация работает ровно так, как она должна сработать. Вот настанет завтра время, чтобы о нас узнали. И завтра-то о нас узнают. И уже поймут, что без нас жить невозможно. А до этого времени мы должны были стать ресурсными, сильными, обрасти партнерскими связями, с такими мамонтами приехать 25-летними. Вперед мы вас на амбразуру завтра поставим. Скажем, посмотрите, мы тоже... Решим спину, скоро будем такими же, и с нами не страшно, ресурсно, здорово и весело. Поэтому здорово, мы завершаем первую часть и успели попить чай и кофе. У всех все хорошо, желудочно-кишечным трактом, это важно, и с настроением. Сейчас мы разбиваемся на 2 части, и был анонс. Я только хочу напомнить, что школа ТОС остается здесь, в открытом пространстве, а школа развития институтов гражданского общества идет в соседний кабинет 704. Можно, наверное, налить себе чай, кофе, что-то взять с собой. Это все свободно у нас. И вперед. Так, вам я нужна, я хочу убежать. Пожалуйста. Я пойду на демографию. Да, тут мне скажите, Сейчас, кто выступать? да, вот. Да. Сейчас я да, есть.
Да, работает? О, отлично. Значит, у нас с вами площадка про ТОСы и про опыт вовлечения, да, населения в решении вопросов местного развития и развития местных сообществ. Я предлагаю не фокусироваться исключительно на ТОСах. Мне кажется, эта тема шире гораздо, чем просто ТОСы. Вот. Ну и если кому-то хочется узнать прямо про то, как сделать, как зарегистрировать ТОС и как он должен работать, это прям, я думаю, что это тема прям отдельного семинара. И я говорю, Google вам в помощь, там вот так уже информация. Я предлагаю поговорить об опыте и, может быть, о нюансах, об особенностях. И у нас есть 3 таких импульсных выступления, с которых мы сейчас начнем. И я хочу сразу предложить, может быть, в процессе этих выступлений, ну, в дополнение к тому, что вы подготовили сказать, а может, вы тоже уже это как планировали сказать, может быть, делать акцент на тех ключах волшебных успеха и местах, где лежат грабли, на которые ходить не надо. Вот мне кажется, что это важно. Не только сказать, вот смотрите у нас как получилось, а еще и почему у нас получилось, и почему у нас что-то не получилось, или где могло не получиться, но мы вырулили. Вот мне кажется, это тоже очень интересно. И я с удовольствием сейчас хочу предоставить слово Алексею Аргунову. Вот смотрите, как удобно. Выступающие выходить будут и возвращаться? Или всех выступающих сюда? Просто когда все тут сидят, вот так приходится презентации смотреть. Неудобно. Я бы сама с удовольствием обратно села. Поэтому я предлагаю, презентующий выходит, чтобы ему было не скучно, я уж так и быть тут посижу. Вот. А потом можно возвращаться. Хотите остаться здесь, можно остаться здесь. Алексей Аргунов, пожалуйста, глава муниципального образования Бердигистяхский наслед. Да, Горного Улуса. Во, я выговорила. Я тренировалась. Да, присаживайтесь, так удобнее, что мы как дома будем. Ну, смотрите, как удобно. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые совещания. Меня зовут Алексей Аргунов, глава муниципального образования Бердигистяхский наслед. У нас на Слеге проживает 7,5 тысяч человек. На данный момент у нас 12 ТОСов, из них на данный момент зарегистрировано 6 ТОСов. Динамика зарегистрирована в этом году 4, и планируется еще 1-2 ТОСа. Ну, но первый, самый зарегистрированный ТОС у нас появился даже в далеком 91 году. Они нам показывали с налоговой, что они были зарегистрированы, но в 98 году они ее достали. Поэтому ну, у нас на промежутке 10 лет работа как начала, и уже как 2 года мы работаем с ТОСами. Сегодня у нас с нами наша команда, заместитель главы Ксения Михайловна Васильева, как раз ТОС курирует, и победитель гранта главы в этом году, руководитель ТОС Ильдар, Светлана Григорьевна. Вот Сардана Степановна же говорила, да, вот сегодня на этом слайде видите, что у нас в прошлом году состоялись игры Манчара. В связи с этим мы очень преобразились, и активность пошла очень высокая. И в этом году мы тоже хотели, чтобы наши ТОСы активно работали и дальше начали развивать нашу работу. В прошлом году мы 1 апреля организовали первый республиканский форум, где приняли участие 108 человек из 9 районов нашей республики. На этом форуме мы в резолюции поступило предложение о включении отдельного направления развития ТОС при проведении конкурса на предоставление грантов республики. Мы поэтому очень благодарны Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям, что они поддержали данный вопрос. И мы дальше передали эстафету проведения второго форума в селе Маяк, там Галасского Улуса. Они сегодня тоже присутствуют и решили провести осенью этого года. Ну, в прошлом году мы предусмотрели в бюджете 1 200 000 рублей для
для развития нашего ТОС, и мы распределили места по местам, но все получили, вот 12 ТОСов по 50, которые первое место 500, 300, 200, и все, которые не заняли призовые места по 50 тысяч. Давай. Так, в этом году поставил задачу, что, не опираясь на бюджет муниципального образования, участвовали в грантовых конкурсах, и поэтому очень активизировались. И в 2021 году наш один ТОС выиграл сумму 636 тысяч по проекту благоустройства и оснащения детской спортивной площадки. Это ТОС ЭБ. Причем этот ТОС у нас участвовал 3 года подряд. И вот упорство, усердию в прошлом году она выиграла этот грант. Также ТОС 38 квартал, это получается у нас на квартирный дом, они получили грант Алмаз-Актенбанка в сумме 25 тысяч и реализовал проект «Цветы, радость жизни». В этом году наш ТОС Сардана стал победителем гранта главы Якутии на сумму 1 миллион рублей по проекту «Марафон здоровья» по строительству детской площадки. И вот ТОС Ульян получил грант главы 360 тысяч рублей. Они вот неделю назад приехали в Республику Бурятия. Мы отправили 8 председателей ТОСов и наших специалистов для обмена опытом. Так, и с Селенгинским районом Республики Бурятия у нас устная договоренность, и они уже должны к нам приехать с обменом опыта. И что хотим мы этим сказать? Да, наши ТОСы развиваются в городах и в районах, и мы хотим, чтобы в нашей республике была создана ассоциация ТОСов именно республики, потому что у нас такового нет. Мы хотим это передать вот через нашу работу. Спасибо. Может быть, вопросы какие-то есть? А вот скажите, да, конечно. Как вы мотивируете граждан на то, чтобы они образовали, объединились, да, образовали территориально-общественное самоуправление, зарегистрировали его официально? Потому что во многом же, у нас, по крайней мере, да, загвоздка именно в этом. Люди, как и раньше, только да, зарегистрированные, они там активно живут, активно участвуют в мероприятиях, там проводят свои какие-то инициативы. Но именно вот зарегистрироваться в Минюсте их это останавливает. И вот как вы Мы предусматриваем как определенные поощрительные заработную плату председателя ТОСа, выросших хорошую работу в размере 10 тысяч рублей в год, получается, да? И плюс возим бесплатно туда-сюда обратно на всякие различные мероприятия и по их хотим, чтобы стимулировать дальше работать. А они мотивируют тем, что создают внутри себя ТОСов различные конкурсы для самих жителей ТОСа. Это у вас предусмотрено бюджетом или вы выигрываете гранты, конкурсы на... Нет, мы предусматриваем бюджет. Здорово. Но при этом все-таки, наверное, если так честно сказать, вряд ли 10 тысяч рублей в год будут стимулом, только из-за этого я начну там быть руководителем ТОС. Прям, наверное, я эти 10 тысяч рублей где-нибудь в другом месте заработаю, потому что вместе с ТОСом я гребу такое количество работы, что эти 10 тысяч рублей там туда же и уйдут в этот ТОС. Вот. Поэтому все-таки, наверное, людей мотивирует что-то другое. Да? Вот что их заставляет, или стимулирует этим заниматься. Может быть, вы же с ними... Фантазия, да? Это же красиво. И для души, я думаю, прежде всего, да? Создали какой-то проект, да, допустим, какие-то детские спортивные площадки. Тут же динамика же была, что местное самоуправление не слышит жителей. Это на первом месте ставило как раз, да? Но у нас наоборот. Я поставил задачу, чтобы мы слышали
людей, что они хотят творить, что они делают. Но в рамках предела, конечно, в рамках полномочий. Это тоже есть мотивация. Спасибо. Еще? Там есть еще что посмотреть? Мы с удовольствием дальше посмотрим. Ага. Они съездили в Бурятию. Ага. Неделю Серенгинский район и Багатайский район. Они на уровне правительства Республики Бурятия поддерживают ТОС. У них так развито ТОС, что у них ассоциация ТОС есть, но у них наоборот НКО нет. Единый ресурсный центр ТОС только есть. Можно даже задать? А вот вы помогаете, да, оформить документы, регистрацию. Вот как раз Ксения Михайловна сама ведет этот вопрос. Мы ее отобрали у лучшей администрации, как раз она курировала отдел социальной политики. Как раз грантовой политики. Да. Она занимается всеми вот этими и днями, и ночами. Я утром прихожу, они сидят. То есть вы готовите документы, да? Ну, сразу видно, что поддержка есть принципа. Но это вот как раз очень важная вещь, да, когда люди, они инициативные, у них есть инициатива, но они какие-то вещи не могут сделать сами. И им, надо помочь это сделать, пройти вот этот путь, а с другой стороны и поддержать, что да, это кому-то нужно, потому что многие не готовы делать, потому что да что я буду, как скажут, что я что, белая ворона, что ли, вылезать тут, да? Ну вот, Вот то, что она выиграла 1 миллион рублей на покрытие резиновой кружки спортивной площадки, но все равно не хватает средств на основание, на механирование. Мы составили смету, получилось 1 800 000. И откуда взять 800 000? Мы вот решили, коллеги и с депутатами, и 800 000 уже предусмотрели. Так что, То есть вот вся инициатива идет от администрации села, да, я правильно понимаю? Не от самих жителей, а от самих жителей. от самих людей тоже идет. Ну, Надо поддержать. Сейчас должен работать без Ну, поддерживать, курировать. Вот здесь, знаете, я могу сказать, что вот наш опыт показал работы с ТОСами, что здесь очень тонкая грань. С одной стороны, без поддержки местной администрации у людей не хватает вот и энтузиазма, и, главное, знаний, как это сделать. Да? Ну, то есть они вроде бы как хотят, но им кажется, что эту гору никогда им не взобраться туда. Вот. Но, с другой стороны, как только администрация начинает занимать главенствующую роль и начинает, ну, как бы быть единственным инициатором и говорит, ну, давайте, вы будете ТОС, сейчас смотрите, вот у нас там колодцы, давайте колодцы. И они, ну, давайте, а в следующий раз, давайте площадку, ну, давай. И через какое-то время тогда инициатива уходит в администрацию, и люди говорят, да мы тут просто прикрытие. Ну, им просто нужен ТОС, потому что без ТОСа им денег не дадут. Вот. А мы просто такой, ну, типа, дополнительный карман у бюджета. И они вообще перестают проявлять инициативу. Они говорят, ну, мы, типа, зарегистрировались, ну, типа, где там мне подписаться? Куда я должна съездить, умное лицо сделать, изобразить из себя ТОС? Да? И вот это такие мертвяки, ну, грубо, конечно, говорю, но это правда. Потому что, иногда, честно говоря, вот мы у себя тоже сталкивались с этим. Иногда вот мы проводим семинары, где рассказываем, люди, вы можете вот это, вот это и вот это. У нас иногда ТОСы стоят, говорят, так, с этого места поподробнее, что так можно было? Это мы можем проявлять, а нам такое не сказали. Сейчас мы пойдем, типа, а нам, типа, сказали, сидите, молчите, вот документы подписали, вот делать будете вот это. Мы думали, так и надо. Ну, то есть, и вот это такой баланс, и вот очень умная администрация, та, которая поддерживает, помогает, но не делает за, потому что тогда вот эта инициатива, она, конечно, ну, как бы сильно ресурсом становится. И как раз вот инициативное бюджетирование, которое сказали. Мы в прошлом году вот, все предложения от самих ТОС, ну, они предлагали свои идеи. Потом сделали голосование
онлайн-голосование проводили, Сами выбрали. и сами жители они выбирали. Это Даже тоже вот идет стимул. некоторые вот жители говорят, мы выбирали вот за других ТОС, потому что это нам надо. Здорово. А вообще обязательно ли регистрировать ТОС? Ну, для участия в грантовом обязательно. Если у вас большие проекты, какие-то идеи, то надо. Потому что вот мы ведем свои проекты сами, вкладываемся сами и как-то пока справляемся. Мы на распутье. Потому что у нас ТОС Сардана, который вот выиграл 1 миллион, она вот давно хотела вот беговую дорожку. Мечтала вот с какого года детская площадка они своими силами Самым сделали. первым они построили детскую площадку, и Это они уже давно уже. 20 лет тому назад построили своими силами. И руководитель съездила в Китай, она там посмотрела всякие такие Когда тут здесь не было. построили свои площадки. А подскажите, 800 тысяч людей взяли остальные? 800 тысяч остальных где взяли? Ну, у нас поддержка программа ТОСов есть, и у нас организация есть, агентство, муниципальное бюджетное учреждение при нас, агентство по молодежной политике, культуре и спорту. И уже они, вот они курируют ТОСы. Деньги выделяются. Спасибо большое. Ну, никто никуда не уходит, еще пообсуждаем. А я хочу сейчас предоставить слово Эдуарду Яковлеву, члену актива территориального общественного самоуправления «Лесная», село Майя, Мегино-Кангальского улуса. Кангалакского. Видно, да? Сейчас сделаем. Ну, тут сделали видеоролик. Если наши районы. Давайте посмотрим, да. Посмотрим, а потом уже вопрос. Местная общественная организация территориального общественного самоуправления «Лесная» юридически была зарегистрирована 15 сентября 2019 года. Как все микрорайоны ТНТ, регистрация жизни протекала размеренно, спокойно, население микрорайона были знакомы друг друга исключительно только близкими соседями. Проводились мероприятия, субботники, на которые ходили только сами организаторы и несколько человек-активистов. Созданием ТОС актив начал свою работу с самого простого. Мы начали зазывать людей на собрания, первый раз, второй раз, и когда они набралось форму, просто пошли по домам знакомиться. Не скажем, что люди сразу пошли на встречу. Мы и еще есть, но единично те, которые приняли создание ТОС, не очень положительно. Затем, несмотря на пандемию, в апреле 2021 года ТОС выиграл право президента Российской Федерации в сумму 429 200 рублей. Иркутский национальный институт закупил швейное оборудование с целью открыть швейный цех. Успешно реализовался и был отправлен второй учет в проекте. По созданию ТОС ежегодно конкурсе грантов самообразования село Майя выиграли 200 тысяч рублей и построили силовое население микрорайона административное здание, где проходят все наши мероприятия.
проводить различного рода акции, направленные на поддержку старшего поколения, проводить разные мастер-классы по шитью, совместные мероприятия, приуроченные к праздникам, приглашать специалистов местной администрации, социальной службы, налоговой, пенсионной, чтобы люди могли уладить свои проблемы, решить возникшие вопросы. Таким образом, наладили контакт, привлекли население. Еще одним знаменательным событием мы считаем утверждение на общем собрании знака «Почетный житель ТОС Лесная», который вручается людям, достигшим 80-летнего возраста. Вступив в 2022 год, ТОС Лесная победила в конкурсе главы Республики Саха-Якутия и получила грант в размере 1 500 000 рублей. На эти деньги мы начали реализовывать проект «Мир в талой воде». В данное время работы начались. Это вот вся наша жизнь, получается, да? Мы зарегистрировались в 2019 году. Только, естественно, были тоже как-то работали, как ТЕП, да? Ну, ТЕП это те же микрорайоны, те же территориальные общественные самоуправления, да, которые только при статусе политических лиц. Потому что они могут тоже претендовать на местные конкурсы. У нас тоже Кыргызское время с мая идет каждый год. Там будет наша организация. И получается, первый, кто выигрывает, да, по итогу всего года выводит победителей, определяет победителей. И первое место получает 500 000. Там, второе 300 и третий 200. И мы первый раз 200 000 выиграли, построили в середине в самом районе до 6 на 6. Ну, естественно, там 200 000 не хватило, мы еще скинулись, поскольку сможем, ну и в итоге мы не сделали. И этим мы весь коллектив сделали себе место для сбора, да? Для сбора. И это очень важно. Без этого народ не соберешь. Это приходится только денег, ну, где-то может да, денег, там, участки денег. Зимой это у нас большинство 8 месяцев для холода. Все равно надо какое-то здание, чтобы собрать людей и, естественно, вести свои политики. Ну, деятельность. Вот это вместе мы в первую очередь решили. Начали уже, получается, думать про проект. Первый проект мы выиграли в первом этапе, 2021 года. Да? Проект назывался «Искусственно-национальное изделие». Естественно, был сам вообще конкретно весь проект был нацелен на то, чтобы помочь пенсионерам нашим. Да? У нас большинство пенсионеров, 90 человек пенсионного возраста. Вообще в нашем ТОСе 257 человек, из них 90 человек пенсионного возраста. И получается, чтобы они хоть какую-то прибыль имели, да, ну, в своем жизненном пенсии, хоть что-то заработали, мы подумали и написали проект, ну, чтобы еще не начали стать, чтобы в будущем построить цех. Такой правильный. И вот, и сейчас работаете, ну, наши бабушки. Сейчас у меня как раз сезон, получается. Вот они там собираются, Получается продавать? Ну да, естественно. Заказы идут, только заказы, то вот так вот. Ну, я вообще считаю, ТОС должен написать проект какой-нибудь такой, да, такой, чтобы вот этот проект каждый год какую-то что-то прибыль. Не ждать именно конкретно того, именно вот гранта, как, допустим, вот, я говорю, грант президентский, там, не ждать, а что-то свое сделать. Вот цель нашего именно ТОСа, нашего, она такова. И поэтому сейчас мы пытаемся реализовать конкретно вот
первый проект Якутской национальной языка, сделал цех, вообще конкретно сделал цех, что в Швеции. Здорово. Вот. И второй, вот в этом году мы вот очень, кстати, даже, Блять, нахуй я сюда пришел? выиграли грант нашего проекта, с проектом «Нейтральный ответ». Это мы... Эй, вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай! Прогоним хунту вместе! Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Его владе надо провести лабораторные каналы и трубы. И сейчас уже проект стадии реализации. Здорово. Здорово. Супер, да. Вот этим, вот такими, да, вот. Зацените фоточку мою. Так, ну, естественно, желаю, чтобы ТОСовский сайт проект постоянно принять. Здорово. Да, тогда уже развитие будет много очень. А вот насчет сплоченности людей, почему, как их собрать, да, вот, есть же поговорка, да, вот, человека просить надо что-то дать. Если человек, ты хоть какое-то внимание, если, допустим, на улице, о, здравствуй, ну, привет, если даже простой привет, простой здравствуй, простые вот такие открытые, да, внимание, они очень подкупают. Честно говоря. Вот так вот, если, допустим, увидел, там, Иванов Петров, там, он тут сильный, может быть, там, спортивное мероприятие, по-моему, сильный, может быть, часто так. А как ему подойти? То все равно тоже такие чувства, раз, поздоровался, что-то раз, повторил, какие, все. Потом вопросу он не откажется. И все, и с этого и начинается. Меня же также и заменили в этой системе. И я очень, это очень хорошо понимаю. Да, вот это вот в первую очередь уважение к человеку, да, и к тому, что ему самому интересно и хочется, и после этого он готов. Да, простое поведение, чего председатель, да, он должен, как психолог, он должен найти подход со всеми. И все очень хорошие люди. Да, и есть одни, которые вообще наоборот. Политики, да, вот скажет, в течение, надо сделать такое, да, может, какое-то всеобщее там, голосование поставил вопрос. 2 или 3 по-любому все равно найдутся. Те, которые против выступают. Ну, но все равно, ну, для этого и есть общество. От этого и результат выводим. Кто-то за, кто-то против. И нейтральными полностью берем, и, естественно, и тогда все уже хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да? Очень удачный у вас, кстати, проект. Мне понравился «Металл в воде». И я так думаю, что люди, когда видят, да, что есть вот он результат, конечно же, задавал вопрос, для чего только. Да. Вот. Еще тем более у вас швейный цех. Я считаю, у вас доход, это вообще круто. Да, это должно быть очень хорошо. Ну, есть люди еще, которые вот сейчас нынешнем проекте, да, допустим, 1,5 ляма, это, естественно, мало, очень мало. Ну, в одних трубах, вот БУ купил здесь в Якутске 580 доставки. 580 тысяч, это вообще, я не знаю, ну цены такие. Да, вот 2 раза как раз вышло с этими политическими установками. Видишь, но есть люди, которые не радуются, да, есть такие жители, которые не радуются. Почему? Рады моим почему свет не горит? Они не понимают, и такие есть. Конечно, да, конечно. Есть. Но не надо вот на это зацикливаться и что-то общаться. Не надо идти. Просто он свое говорит, пусть говорит, но он в обществе. Все равно он будет жить. Он дозреет все равно. Дозреет, все равно с обществом будет жить. И в конце концов она уже будет свойственна. То есть не надо сразу обращать в свою веру, есть те, кто пока не готов и высказывается скептически.
Да, и надо просто, ну, не зацикливаться на этом, абсолютно Да, правильное вот здесь замечание, вот да, администрация идти у нас- заниматься Администрация у нас своим тоже делом. очень хорошо помогает. Вот в нашем проекте сейчас уже помогает, но вы, вот, говорили, 1,5 миллиона, это, вдруг бы это на щебень уже половина ушла, ну, и все, трактор. А песок? Песок уже вот администрация. Вот таких проектах, таких проблем, да, вот всегда поддерживают. Вот почему я говорю, вот администрация, это вот ТОС, это который вообще параллельно, ну, вместе. Да, да. То есть рука об руку вместе Да, должны вместе. идти. Вот, конечно, интересно. Да. А вы испытываете, например, вы же говорите, какой человек шел все равно, не будет получаться, да? У вас есть какой-то тоже человек, который занимается отчетом? Вот, да. А у нас есть частник, не знаю, математики, который отчитывает везде. Ему нужно за определенный день. Ну, допустим, один вклад, вот некоммерческая организация он берет 1200 рублей. Это я год 4 раза. Вот. Зато у меня голова. Получил 10 тысяч как руководитель успешной ТОС и отдал из них 5 тысяч на бухгалтерский учет. Все прекрасно. Зато голова не болит. Штатных работников пока у нас нет, пока. Но если будет, когда вот уже проект весь. А вы сам администрация? Нет, я активный участник, основатель один из ТОС, территориального самоуправления. Также у меня еще запрещаемо один фонд поддержки территориального общественного самоуправления благоденствия, называется город Высокий. И вот у нас в данное время, вот по последним данным, у нас ТОСов 30, то есть 30, нет, лидирует 3 района. Естественно, первый горный, у нас всегда постоянно был лидер. Вот, Султат 5, Имени Кангалас 3. Кангалас 2, Таткинский Мусик 2, Юрба, Чарапча, Якус, Великонус, там нам Савданцы по одной. Это же мало, 30. 30 по всей республике Саха Якутия, это вообще мало. Люди вообще не понимают. И вот наши задачи объяснять, как это будет. А Спасибо. что шьете и где реализуете? Платье? У нас получается, да, всякое разное. От платья до костюма, все что угодно. А как юридически оформляете? Вот это что, это что, это как налоги не оплачивать? Почему? Ну, по уставу у нас ТОС должен иметь право заниматься чем-то. Да. Лишь поскольку, ну, чтобы деятельность свою ТОС. Да, ну, да. Разрешено это. Разрешено. Так И любой вот это надо некоммерческое пользоваться очень хорошо. ТОСовские, они же, получается, как и крестьянские хозяйства могут сделать. Огородники могут сделать. Да, огород, крестьян, ну, фермерство открыли. У нас когда-то в 2002 году в очень маленькой деревне, за которую там за 4 реки надо, чтобы к ним добраться, никаких там нет переправ. Вот, деревня называется Йоркино. У нас даже была статья, которая называлась Нью-Йоркино, как Нью-Йорк. Там организовался один из первых ТОСов, и молодые женщины там, значит, организовали его, и они сажали и продавали картофель. У нас в основном картофель растет, все остальное неплохо растет. Вот. И вот за счет денег, вырученных от продажи картофеля, они как раз обустраивали деревню, делали детские площадки, в общем, решали все вот эти хозяйственные вопросы, потому что тогда никаких грантовых конкурсов особо не было. И вот они, значит, картошки насажают на общественном поле, навыращивают, продадут, и вот на эти деньги ТОС, значит, там вот для своих жителей всякие там развлечения устраивают. Да, и так что это это своим помогать, так получается, как бы уже это профессиональное не вышло, да. Поначалу было очень приятно, допустим, кому-то сделать да, чем-то другим. И до такой степени сейчас мы уже перешли, да, где у нас
те, которые там уже в молодости жили в нашем микрорайоне, они же переехали, уже стали взрослыми людьми, да, у нас свой бизнес имеют. Вот такие вот люди тоже, как заметили, да, то, что мы растем. И свои позволили желание подарить 10 кубов. Здорово. Вот до такой степени вот, с людьми вот, наши председатели. Да. Какое у вас население? В нашем территориальном общественном самоуправлении. Вообще, это Да, в мае около 7 тысяч. А наш ТОС 257 человек. Спасибо. Сегодня. Да, спасибо большое. Спасибо. Давайте у нас еще Наталья Луковцева, да, готова выступить. Лидер общества жителей 203-го микрорайона Якутска. Я так понимаю, это единственный ТОС в Якутске? Ну, сейчас я Да. объясню. Ага. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники совещания, добрый день, уважаемые эксперты. Очень приятно находиться в кругу своих единомышленников и среди тех людей, которые развивают и качают территорию. Вот я, наверное, та часть вот того баланса, про который мы говорили, да, потому что у нас инициатива как раз-таки идет только от жителей. От жителей мы представляем актив 203-го микрорайона. Это один из новых больших микрорайонов нашего города. Проектная мощность составляет 17,5 тысяч населения. Я проживаю в этом районе с 2016 года. И вот с этого момента у нас, ну, как вообще возникает идея, да, вот собраться, все равно от желания, от наличия какой-то проблемы, потому что микрорайон был новый, мы жили в условиях интенсивной застройки, у нас не было дороги, у нас не было уличного освещения, у нас на тот момент не было ни одного социального учреждения, поэтому и есть, конечно же, специфика, потому что тюрьба в деревне, это все-таки все друг друга знают, да, как-то с детства они вместе растут, ходят один в детский садик, в школу, ну, в деревне все друг друга знают, а в городе, конечно же, немножко все по-другому, здесь немножко другой ритм жизни, у нас очень большие дома, это по 700 квартир, то есть получается массово заселяется один дом, это 2-3 тысячи человек, все приезжают с разным уровнем культуры, воспитания, с разных мест, со своими привычками, и поэтому возникали разные у нас ситуации. И выбрасывали мусор в окно, и был какой-то вот, ну, хаос, скажем, да, в наших WhatsApp-группах и так далее, потому что люди привыкли все-таки больше жаловаться, а как-то вот начать делать и что-то вот, где-то пойти даже просто узнать про что-то, это уже как-то у нас идет тяжело. Поэтому вот чисто, ну, видимо, я тут лидер, который родился, и захотелось это все структуризировать и привести в порядок. Поэтому вот в 2016 году все началось с небольшого субботника, то есть захотелось как-то благоустроить то место, в котором мы проживаем, и зародить традиции добрососедства, так как это новый микрорайон, захотелось нам сохранить наше вот общедомовое имущество в порядке, в чистоте, и мы решили организовать, то есть я предложила организовать субботник, на который вышло всего 3 человека, то есть никто не пришел. Мне пришлось его отменить, и я тогда была немножко удручена. Где-то через неделю мы провели его уже в виде праздника. То есть мы вышли на нашего депутата, на тот момент действующего. Он нам оплатил вот звезд якутской эстрады, аниматоров. Мы провели субботник с играми. И вот на этот субботник вышли представители 3 домов. То есть вот с этого субботника, можно сказать, берет начало наш совет старост. И вот с одного человека 2018 года наш совет, он самоорганизовался. То есть мы сейчас ведем очень плотную работу и с органами местной власти, мы работаем и с нашими предприятиями. Сейчас у нас есть представители почти всех домов. Мы проводим очень много мероприятий для населения своего. Мы ставим все насущные вопросы, которые нас волнуют. Мы ставили вопросы и строительства школы, и ставим вопрос поликлиники, которой у нас сейчас нету. В 2020 году по программе поддержки местных инициатив мы выиграли грант на 2,5 миллиона рублей и построили мостовой переход через овраг между 202 и 203 микрорайоном. Этот овраг соединяет 2 района, то есть до этого наши жители испытывали очень большие трудности.
был деревянный переход с таким большим уклоном, то есть мамы с колясками, маломобильное население, то есть они не могли перейти этот овраг без помощи, да, чьей-то, а он как раз-таки выходит на единственную нашу остановку. Этот мост у нас введен, работает, жители ежедневно пользуются популярностью, до сих пор все благодарны. Ну, в конечном счете, конечно, вот по тендеру сумма была снижена, то есть его построили нам за 1 750 000. Ну, мост прекрасный, работает и так далее. Ну, у нас очень... Направлений работы очень много, у нас разные миссии. Ну, конечно же, в первую очередь, это сплочение населения, да, вовлечение населения в общественную жизнь. И вообще, вот, наверное, строительство того гражданского общества, про которое мы говорим. И также мы выделяем большое внимание социальной нашей миссии, то есть мы проводим благотворительные акции, социальные какие-то мероприятия. То есть рассказать и охватить на самом деле очень тяжело. И у нас вот наработок, технологий, вообще работы очень много, да, а вот как-то у нас вот именно с презентациями очень хорошо вот сегодня буквально за ночь подготовили, потому что некогда. Можно следующую страницу. Так, и вот по интересам жить, то есть от одного человека, да, сейчас у нас, вот на этом можно остановиться, у нас сейчас создано 10 локальных местных сообществ по интересам жителей. Есть у нас сообщество активного и созидательного материнства «Супермама». То есть это наши активные мамы, мы тоже их собрали. Мы проводим очень классные большие мероприятия. То есть каждое сообщество проводит какие-то свои активности. Мы провели 2 больших, это было до пандемии, 2 больших мама-фест. То есть это полностью наши идеи, аналогов такого нет. Вот мы проводим вот какую-то площадку для наших мам с разными активностями. То есть мамы там могут общаться, они могут продавать излишки вот своего рукоделия, да, кто-то продает торты, печет. То есть мы предоставляем им площадку. Мы приглашаем здесь разных интересных спикеров, какие-то мастер-классы, мы занимаем детей. То есть и, естественно, происходит сплачивание вот этого сообщества мамочек. Значит, есть у нас сообщество «Супербабушка 203». Бабушки у нас тоже очень активные стали вовлекаться. Это сообщество активного долголетия, занимаются скандинавской ходьбой. Наш микрорайон выходит на Зеленый луг. То есть, начиная прямо с марта, они начинают вместе пешие свои походы. И есть результаты, действительно, они общаются вместе, потом дальше общаются дальше, они ходят на культурные походы, в театры и так далее. Тоже очень здорово. То есть, чтобы вот именно даже в пандемию, да, чтобы бабушки наши не скучали и активно как-то позитивно проводили время, это сообщество тоже нам помогает. Также у нас есть шахматный клуб 203 микрорайона. То есть мы тоже собрали людей, которые увлекаются шахматами. Мы проводим для них шахматные турниры где-то 2-3 раза в год. Но кроме этого еще вот тоже пандемия внесла свои коррективы. Сейчас он действует как онлайн-клуб, то есть на платформе Личес они каждую неделю соревнуются уже с клубами Дальнего Востока онлайн. Тоже и очень интересно, кажется, соревноваться с соседями, намного интереснее, чем с незнакомыми людьми. Там такие страсти у нас, баталии. Дальше у нас есть сообщество раздельного сбора мусора, то есть ну, наш район вообще, он славится тем, что у нас очень такие продвинутые жители, действительно, они уделяют большое внимание экологии и так далее. Мы тоже проводим какие-то экологические фестивали, то есть пропагандируем это движение, проводим акции по сбору вторичного этого мусора, да, батареек и так далее. Целое отдельное сообщество и свои активисты у нас там есть. Также мы создали сообщество световодов-любителей 203 микрорайона. Это тоже очень интересно, потому что очень интересно, оказывается, выращивать себя вместе. Очень многие стали у нас световодами, даже я в том числе, делиться опытом, какие-то фотохвасты устраивать. И самое главное, эти люди могут стать вашими помощниками, они обязательно принимают участие в наших озеленительных мероприятиях, в первую очередь, наши главные помощники. Дальше у нас есть сообщество собаководов, то есть у нас как в библиотеке собаки направо, кошки налево. Это тоже создано в помощь к нам. Мы провели в 2019 году первый субботник собаководов в городе Якутске, и мы убирали именно только вот собачьи экскременты. То есть своим примером мы подаем, ну, пример для подражания остальным, да, не таким сознательным жителям, которые есть, естественно, да.
И они тоже наши первые помощники, то есть они воспитывают остальную часть и своим примером, и каким-то, ну, общественный суд устраивают нашим жителям и так далее, тоже очень большие молодцы. Дальше у нас есть отдельно клуб кошек, потому что они обиделись, сказали, раз и два есть, кошки тоже должны быть. Да, мы тоже с ними, они тоже общаются по интересам, советуют друг другу, где лучше, куда сходить, где показать, у меня это заболело, что-то случилось. И вот эти участники помогают нам пристраивать брошенных вот кошек, которые в подъезде же выбрасывают, да, и благодаря этому у нас совершенно нет каких-то бродячих кошек, то есть не задерживается. И благодаря вот этим активным нашим участникам я вот знаю, в каком доме, в каком подъезде, на каком этаже брошена кошка, сколько дней она там живет, покормил ее кто-то, не покормил. То есть они помогают пристраивать. До такой степени, понимаете, да, что вот доверие такое сильное, что они вот следят сами вот за этим. Ну, дальше у нас здоровый образ жизни. Каждое утро у нас проводится в летнее время бесплатные утренние зарядки для жителей. Тоже очень здорово. С каждым разом участников все больше. Проводим тоже не первый год. Ну, совет по благоустройству, это понятно, да, наверное, у всех это есть. Ну, и вот наш совет старост, это как управляющий орган вот этого нашего сообщества, это как раз-таки вот мы и есть. Сейчас вот я хочу создать еще другое сообщество, потому что оно у нас негласно все равно работает, это совет наших предпринимателей, потому что бизнес мы активно вовлекаем в нашу работу. Например, в этом году наши предприниматели, группа компании «Мечан», они построили бесплатный ледяной каток для детей нашего микрорайона. То есть это первый искусственный каток, который создан не просто вот расчищено озеро, да, а воссоздан вот на песке, на земле. И в следующем году они обещают построить нам самый большой такой искусственный каток в городе Якутске. То есть они очень тоже вовлекают. Начиная от мелких предпринимателей, которые просто спонсируют вот наши конкурсы. Мы, в свою очередь, конечно же, можем какие-то рекламные услуги, да, оказывать, какую-то лояльность жителей. Естественно, мы им тоже помогаем, ну, продвигать их бренд и так далее на нашей территории. Поэтому обязательно такой совет, он должен быть. Он есть, он работает, просто мы как-то его отдельно просто не обозначили. Можно следующий. Ну, тут тоже вот кратко, да, какие мероприятия мы провели. Мы очень большое внимание уделяем нашему озеленению. Как я говорила, первый субботник пришло 3 человека, сейчас озеленяют и выходят на субботники все дома. Вот в этом году каждый дом у нас посадил цветы, однолетники и многолетники. Если есть возможность, пожалуйста, приходите к нам в микрорайон, посмотрите, как у нас красиво. Все это сделано силами жителей. И видите, в основном молодые все люди. Следующий. Ну, вот, то, что вот, да, вот, то, что вот мы по благоустройству, по правопорядку, да, по общественной безопасности. Можно следующий вопрос? Достижения. Значит, по итогам года добрососедства наш совет будет признан лучшим советом города. Ну, естественно, это сейчас и создание дружного сообщества наших жителей, потому что было время, когда все друг друга вот не знали, не здороваются. Ну, в городе так принято, да. Сейчас, конечно же, вот я иду как в деревню, иду, все со мной здороваются, даже незнакомые люди. Мы очень тесно, уважительно относятся к труду наших дворников. Наверное, знаете, да, был тренд, когда начали оказывать знак внимания дворникам по всей России, даже задали тренд по всей России. Это вот началось от наших жителей, от наших старост. Мы вот, наши мамочки связали им шарфики, и дома под Новый год обязательно поощряют наших дворников, телевизоры мы им даже дарим. Даже вот сейчас, знаете, ну, в основном у нас дворники приезжие, мы их даже устраиваем на операции. То есть вот уже такие у нас взаимоотношения, такая своя экосреда, потому что люди не знают, ну, какая помощь им положена и так далее. То есть у нас уже такие тесные отношения, что мы их даже отправляем в другие города на операции, даже вот устраиваем здесь, понимаете. Так, ну вот про МОС я сказала, можно следующий. Все, да? Ага, и там еще есть маленький такой ролик, небольшой тоже, фотографии, к сожалению, очень много мы потеряли, как сапожники без сапог. Вот небольшой ролик подготовили мои старосты. Эта песня написана самим жителям. То есть было время, когда ни во что никто не верил, да, а сейчас вот мы вот на той стадии, когда жители, просто воодушевившись, посвящают песни своим домам. Поэтому я предлагаю вам посмотреть наши фотографии и насладиться песней наших жителей.
погромче сделать. Им дышит наша жизнь, дом, где наш друг нелюбимый, дом для полета нашего трамплин. Каждый день закрывает дома дверь, я шепчу про себя, до скорого, друг, я обязательно вернусь, ты мне поверь, ведь с тобою связан мой жизненный круг, а пока решать надо житейские дела, все дел проходит весь день. Праздник добрососедства. Это вот субботники тоже. Наши праздники. Тоже субботники. Это вот мероприятие 9 мая провели недавно. Чествовали ветеранов. Жители все больше вовлекаются. С нашим дворником поздравляем на Новый год. Конкурсы рисунков. Ну, если кратко, то так. Спасибо большое. Вопросы, может быть? Все вздохнули. Я просто, да, городское сообщество, оно другое отличается от сельского. Как можно вовлечь ходить по квартирам? То есть, если правда, они собрание жильцов, они не приходят на это собрание, да? То есть, вот на таком принципе. Ну, это, конечно, очень долгий путь, непростой, очень много было критики, недоверия. Ну, самое главное, мне кажется, подавать свой пример, своим примером, то есть вы небольшим кружочком, вот то же самое, что и говорили, не обращать внимания там на какой-то хейт и так далее. То есть люди постепенно будут втягиваться и сами, то есть мы не ходим поквартирно, мы не ходим по домам, мы сами организовываем мероприятия, отправляем приглашения, то есть постепенно они в следующий раз уже хотят сами участвовать, уже какие-то идеи появляются, инициативы, давайте так проведем, я могу так помочь. Ну, это все тяжело, сложно, но если захотеть, то можно сделать. Спасибо. Как вы построили мост? Как мы построили мост? Да, конечно же, это программа поддержки местных инициатив, то есть мы инициировали, да, это же инициативное бюджетирование. То есть мы сами решили, что нам нужен такой мост. Естественно, мы плотно работали с окружной администрацией, потому что через муниципалитет проходит эта программа. Какую-то часть мы софинансировали сами, мы собирали подписи, проводили собрания, доносили для жителей, что есть такая необходимость, и мы должны участвовать в этой программе. С предпринимателями нашими работали. То есть все это не один человек построил. Получается, ТОСы, чтобы, допустим, что-то сделать, да, они должны через, или там, через какую-нибудь программу, да, пойти. Либо на свои деньги. Либо на свои деньги, да. Но... А вы можете, допустим, через тендеры там работать? Нет, естественно, это проходит через... Вот ТОС как раз-таки через ППМИ это просто могут жители участвовать. То есть здесь наоборот... Но если бы были зарегистрированы, то могли бы сами. Да. Но получить разрешение у администрации на отведение земли. Но это задолго. Это долгая история, да. Если угодить, Да. Конечно же, это командная работа, и вот то, что вот вы делаете на селе, мне очень нравится. Там, естественно, проблем больше, да, по благоустройству, и вам, естественно, необходимы ТОСы, как просто воздух. У нас же, конечно же, нет таких проблем. У нас благоустроенные площадки, спортивные, детские. У нас единственная была проблема, не было вот этого мостового перехода. У нас другие немножко задачи. У нас нет поликлиники, у нас нет большой школы. То есть, в принципе, мы готовы зарегистрироваться, но вот эти вот конкурсы и так далее мы проводим все-таки как-то сами справляемся, и пока нет такой необходимости, да, хотя нам тоже муниципалитет, он тоже нам предлагал зарегистрировать и так далее, то есть мы устойчивая форма, но у нас немножко задачи другие. Если бы мы были на селе, то я понимаю, что форма юридическая она должна быть для участия в этих конкурсах и так далее. Спасибо. Да, но это вот все зависит, здесь очень важно как раз зачем, да, если у людей пока достаточно ресурсов и потенциала, то вешать себе на шею юридическое лицо нет никакой необходимости. Если вдруг понадобится, то они понимают, что можно зарегистрироваться на 1 месяц и все. Ну, у вас, например, там 200 с чем-то человек, да, проживает, а у нас 17 тысяч населения.
надо открыть и еще и пусть существует. Но Это вот уже при подаче там 6 и более, год и более. Ну, это надо вот как раз это к вопросу стратегии, нужно или нет. Если нужно, то тогда стоит вкладываться. Вот я всегда категорически против. Давайте сделаем, пусть будет, вдруг пригодится. У нас таких мертвяков, мы говорим там, 2000 у нас некоммерческих организаций, из них живых 500, действующих 300, а хорошо работающих 150. Так, а остальные-то где? Остальные вот так, на всякий случай создали и даже забыли, что она у меня есть. Потом, ой, у меня же там где-то НКО там валяется. Да-да-да, штраф пришел, ой, блин, вот оказывается. Сейчас мы устойчивые, оформим морально, мы... Да, ну то есть когда будет понятно, зачем, то тогда да. Спасибо огромное. Спасибо большое. Мне кажется, такие у нас очень разные, очень интересные примеры. И вот в последнем примере, конечно, вот создание микросообществ, мне кажется, это вообще просто суперская идея. Но если позволите, я тоже немножко расскажу. Откройте, пожалуйста, мою презентацию. Здесь скорее про наш опыт. Как я уже сказала, мы уже не первый год ведем программу «Малым территориям большое будущее». Это такая комплексная программа развития активности в малых территориях. Архангельская область, наверное, очень близка к вам по поводу того, что у нас тоже 9 месяцев зима, а 3 месяца на лыжах кататься нельзя. В отличие от вас, 2 месяца счастья и солнца у нас нет. Если у нас есть 2 недели теплых, то уже счастье у нас. Вот, в прошлом году был месяц подряд, месяц было плюс 25, все сказали, все, у нас прям южное побережье Белого моря, у нас курорт будем открывать. Вот, мы большая тоже очень территория с очень низкой плотностью населения и с очень большим количеством сельских территорий, в которые трудно добираться. Тоже плохо с дорогами, много рек, через которые нет мостов. Поэтому такая вот своеобразная вещь. Вот. Ну и вот когда мы начали вообще заниматься вопросами активности, вообще общественной активности, не только в сельских территориях, а вообще, то вот на самом деле это вот моя формула, что людей к активности вообще сподвигает только 3 вещи. Беда, мечта и любовь. Все, больше ничего меня с дивана не подымет. Либо мне что-то плохо, и беда первой поднимает. Почему быстрее всего объединяются люди с инвалидностью, родители детей с тяжелыми заболеваниями там, и так далее? Беда, больно, и мы собираемся вместе для того, чтобы эту проблему решить. Тоже точно так же и, допустим, в территориях или на селе, или вот в микрорайоне, ну то есть если у меня там что-то нету и не получается, грязно, противно, а я хочу тут жить, то я поднимаюсь и начинаю что-то делать. Да? Но беда – неустойчивая точка объединения. Мы проблему решили и разбежались. А вот мечта там, чтобы наше село развивалось, любовь к малой родине, да, любовь к чему-то там, к какому-то занятию, чем-то, садоводы по любви к цветам объединились, их фиг разгонишь. Их хочешь угомонить, не угомонишь. Да? Вот. И вот это, конечно, такие устойчивые объединения, но здесь возникает вопрос, почему люди мало объединяются вокруг мечты и любви. Им трудно друг дружку найти. Я сижу, люблю кота у себя дома. Ну и еще подружки есть кот. А где в подъезде? Я же не пойду по подъезду орать. Кто тут с кошками? Давайте вместе их любить. Да? Ну, то есть не получается вот так просто взять и объединиться. То есть вот и поэтому, почему нам нужны вот эти объединятели? То есть те, кто будет вот это помогать строить. Потому что люди, когда они нашлись, им уже хорошо вместе. Но кто-то должен помочь им найтись. И вот у меня, когда я в малых территориях первые семинары веду, ну там всегда, во-первых, почему трудно объединятелем быть? Он всегда получает по башке за все. За Великую Октябрьскую социалистическую революцию, за Столыпинскую реформу, за то, что крестьян угнетали, пролетариату не давали, за все подряд там. Ну, там, за распад Советского Союза, ну, за все. Вот. Ну, потому что кто-то же должен быть виноват. Вот. И надо это пережить. А потом, значит, соответственно,
тот, кто пытается объединить, ему надо как-то помочь людям вот преодолеть очень важный синдром, который у нас у всех есть, это синдром выученной беспомощности. Мы научились тому, что мы ничего не можем сами. Вот, ну, сегодня исследование тоже показало, 70% людей говорят, виновата федеральная, региональная, муниципальная власть. Это они виноваты, что у меня все плохо. Да? А когда спрашиваешь, а ты-то сам что? Он говорит, а что я могу-то? Да, я плачу налоги, а сделать я ничего не могу. Не, я, может, и хочу, но не могу. И вот это вот преодоление и помочь людям увидеть, что они могут сами, да, нельзя это объяснить ртом. Это можно только показать либо на примере, либо вовлечь во что-то, чтобы человек быстро получил результат. И почему это плохо получается? Потому что у нас мало таких инструментов, чтобы вот помочь человеку увидеть этот результат. Да? Если общественная активность есть, понятно, что это дает очень много эффектов. Но у нас, если говорить про малые территории, вот я почему тоже про местное самоуправление спрашивала, у нас очень часто представители органов местного самоуправления, когда мы туда приезжаем с семинарами, говорят, вы что приехали? Вы что, тут нам сейчас будете общественную активность будить? Мы и так от них не знаем, куда деваться, от этих бешеных. Они же вот там типа ходят, вечно им что-то надо. Вот, и вы еще тут сейчас нам их тут типа еще раз будете? Не надо нам вашей общественной активности. И так не знаешь, что с этим делать. И с этой стороны можно понять руководителя муниципалитета, у него, извините, дыра в кармане, и вошь на аркане, и вот эта вода, дрова, помой, и вот это все надо как-то решать, денег на это не хватает, а люди приходят и говорят, а давай еще ты вот это нам сделаешь, а еще вот это нам сделаешь, и вот это нам сделаешь. И одна из, вот, например, очень важных вещей, как нам кажется, это как раз показать органам местного самоуправления, к счастью, сейчас этого уже много, очень много глав муниципальных образований, которые это понимают, что активные жители – это не вред, а помощь. И если активные жители прям понимают, про что они, то они не проблемы создают, а наоборот их решают. И классно, конечно, что вот разные конкурсы появились, через которые как раз вот активные жители могут притягивать ресурсы на то, на что главе не хватает. И вместе договариваться, и там, условно говоря, за счет бюджета давайте вода, дрова, помои, а праздники за счет тех ресурсов, которые, допустим, ТОС привлек, или некоммерческая организация. Вот. Это мы, когда проводим школы лидеров местных, но мы же тоже ресурсный центр, и не сами там активны. Мы вообще в территориях сами ничего никогда не делаем. Мы приходим только в те территории, где есть живые люди. Вот живых людей нет, мы туда не ходим. Говорим пока, или пусть сначала кто-то оживет, потом мы придем помогать. И вот когда мы школы лидеров проводим, у нас есть такое упражнение, то что все жалуются, что мало активных людей. И все говорят, ну вот у нас там вот, но все равно активных людей мало. И у нас есть такой эксперимент, мы просим вот этих лидеров, собравшихся, нарисовать портрет активного человека, который им нужен. Вот, ну, как вот он говорит, вот у вас, например, активные люди. Вот активные люди, они какие? Ну, это вот перед вами портреты. И когда у нас, значит, нарисуют и рассказывают потом, ну, вы видите, что тут можно такие общие характеристики найти, типа вот такое сердце, вот такие глаза, чтобы все видеть, вот такие уши, чтобы все слышать, значит, 250 рук, чтобы, значит, все делать, там ролики или вот такие ноги, чтобы везде успеть, ну, в общем, там вот все, вот это вот. И потом мы, значит, с ними что делаем? Мы обсуждаем. Я говорю, а теперь представьте себе, что у вас вся деревня вот такая. Вы же свихнетесь просто. Ну, там одних вас хватит. Ну, вот это вы свой портрет нарисовали. Ну, и хватит. Может, еще парочку, если найдется, нормально. А если больше, то все, кирдык деревни. Ее же как это, разорвет на 100 тысяч миллионов кусков. Вот. И когда мы начинаем с людьми разговаривать, то как раз, ну, вот про это, то как раз выясняется, что на самом-то деле, ну, таких бешеных, ну, в хорошем понимании бешеных, нам много не надо. Во-первых, их не может быть столько, во-вторых, много не надо, потому что нужны-то как раз другие. Нужны те, кто, я не знаю, там, краски принесет, там, пирожков напечет, принесет, кто-то там с метелками подберет, а кто-то из дома принесет выращенные цветочки, а кто-то еще их посадит. Да? Ну, то есть нужны те, кто руками будет делать, нужны те, кто будет словами поддерживать, нужны те, кто хотя бы просто ругаться не будет, или просто хотя бы из окошка посмотрит на то, что делают
ну, чтобы потом в следующий раз выйти и сказать, ну, может, вам помощь нужна. Вот такие нужны. А мы их не замечаем, потому что нам кажется, что, ну, что ничего не происходит, потому что вот этих бешеных нет. И когда мы начинаем про это разговаривать, и потом спрашиваем, ну, все-таки, вот если посмотреть, ну, нормальными, реальными глазами, есть активные люди в территориях, и мы начинаем вдруг выяснять, что да полно их, полно. Просто иногда они просто не очень верят, или уже нахлебались, у них не получилось, или им кажется, что он со своим гвоздем и молотком никому не нужен, что нужны только организаторы. И вот это, мне кажется, очень такая важная штука, которая требует, чтобы у самих лидеров в голове вот это прояснилось, что им нужны не такие же, как они, а им нужны вот эти вот поддерживающие другие. Вот. Ну и если говорить, вот еще очень важная вещь, которой мы, например, сделали вывод, когда стали разбираться с тем, как вырастает общественная активность, это в том, что ну, люди могут быть, активные жители могут быть разными, они могут быть просто заинтересованными сторонами. И это вот те, которые в окошко смотрят, молоток там принесли, кисточки покрасили там и так далее. Бывают представители и защитники групповых интересов, это уже больше такая лидерская, и часто вот именно они ходят в муниципалитет и вопят, типа, да в конце концов уже у нас будет этот мостовой переход или не будет, что ж такое, там посмотрите, мамочки ходят, там не могут выбраться. Вот. Есть лидеры диалога, которые начинают выстраивать коммуникации, договороспособности, искать партнеров, выстраивать взаимоотношения, искать пути решения. Потом есть оценщики, которые анализируют, смотрят, что происходит и так далее. И есть вот партнеры, которые выбирают, вообще начинают заниматься выявлением проблемы, организацией вокруг проблемы активных людей. Вот фактически, да, то есть вот решением задачи начинают заниматься. Так вот, важно, что первая и вторая группы, это может быть просто от самого человека зависит, от его внутренних качеств и их проявленности. А вот начиная с третьей, человеку нужны компетенции. Почему часто в маленьких территориях начинается вот такая активность, когда туда вдруг вернулся человек, который пожил в большом городе, получил какое-то образование, что-то попробовал, поработал в каких-то общественных организациях, вернулся и начинает изменения. Да потому что у него, не потому что он лидер какой-то там суперский, а у него компетенции просто есть, чтобы это делать. А в сельских территориях часто этих компетенций нет. Почему так важно, чтобы ресурсные центры делали всякого рода обучающие программы? Потому что они тогда как раз вот эти компетенции или помогали на первых этапах, они компетенции помогают наращивать. Вот. Почему администрация так пугается активных людей? Да потому что первыми проявляются вот эти первые две группы, которые на самом деле говорить-то могут много, а делать-то могут мало. И им говорят, ну так пойди сделай, а он говорит, да что я сделать-то могу? Не потому что он не может, потому что он не знает как. Вот. Ну, еще очень важная вещь, к которой мы, например, пришли к выводу, что есть два пути, как можно развивать активность и как можно вовлекать людей в решение проблем. Первое – через проблему, через беду. Вторая – через ресурсы, что у нас есть. И вот привычнее и проще через проблему. Во-первых, быстрее объединяемся, во-вторых, понятнее. Но когда через проблему, мы очень много активных людей теряем. Потому что они говорят, да ничего, это да мы да разве разве сможем, да вообще такие проблемы вообще государство должно решать. Да? И у нас у самих картинка сформирована проблем очень-очень крупная. Мы проводили такой эксперимент, мы проводили исследование. То, что вот вам сегодня рассказывали результаты исследования, мы тоже такие исследования проводим, правда, мы немножко по-другому делаем. Мы, во-первых, не тысячи опрашиваем, а прям просто десятки, небольшие десятки. И делаем мы это силами активных жителей в самой территории. И рассматриваем мы это не как получение результатов социологического исследования, потому что зачем мне социологические исследования, и так эти ответы знаем. Ну, мы же и так знаем, что скажут. Экология, дороги, медицина, образование, мало работы, мало жилья, ну и вот. А мы это делаем как раз для того, и сегодня в презентации тоже про это сказали, для того, чтобы установить контакт с людьми.
и про что-то с ними поговорить. И у нас вот эти местные лидеры, как раз вот эти бешеные, это вот с руками, ушами там, они идут с этой анкетой и говорят людям: поговорите с нами. Ну, типа, скажите, вот у нас, нам очень надо, ваше мнение интересно. И среди вопросов как раз, а кто должен решать эти проблемы, а что вы сами можете сделать, а если, например, мы инициируем какие-то инициативы, к каким вы готовы присоединиться, и тем самым вот эти лидеры начинают набирать себе вот этих возможных активистов, которые готовы присоединиться. И как раз, а вы готовы про кошечек, а вы про собачек, а вы про садоводов, а вы мусор вас больше всего беспокоит, а вас беспокоит, что дети без присмотра бегают. И появляются вот эти самые вот группы по интересам, так называемые, которые могут, на которые потом можно опираться. И вторую вещь интересную мы выяснили, что когда мы потом с людьми встречаемся, мы приезжаем и проводим семинары, которые называются «Образ будущего». И вот с этими вот проявившимися людьми, которые готовы в чем-то поучаствовать, мы делаем такую большую стратегическую сессию. Ну, вот Чуракова к вам приезжала, проводила. Вот мы примерно по аналогии, немножко у нас адаптирована просто эта технология. Разговариваем про прошлое, про настоящее, про ресурсы, про возможности, про то, что бы они хотели делать. И начинаем этот разговор ровно с анализа тех проблем, которые они показали как проблемы в этом анкете. А я известный провокатор, я обычно эти семинары веду. Я очень люблю людей провоцировать. И я им говорю: вот смотрите, вот ваши проблемы, которые вы, значит, типа наотмечали. Вот. Ваши? Они говорят: да, наши. Я говорю: а теперь давайте каждый сам за себя. Вот просто сам за себя. Вот первое, медицинская, допустим, там. Медицинская помощь. Поднимите руку, кто в прошлом году не получил необходимой ему медицинской помощи. Говорю: вторая, жилье. Поднимите руку, кто живет на улице. Ну или там в доме, который ему там на голову сейчас падет. Ну там, может, там одна рука поднимается. Я говорю: а что галки-то поставили? Они говорят: нет, ну как же? Ну нет, ну вот не мы, но вот у нас вот там бабушка, у нее там заболевание, она вот там типа не ехать далеко. Я говорю: минуточку. Вопрос-то был: у вас какие проблемы? Почему вы за бабушку-то галочку поставили? Или, например, там в очень многих территориях одновременно две проблемы высоко стоят. Мало работы и молодежь уезжает. Я говорю: а вам не кажется, что эти две проблемы противоречат друг другу? Ну типа, если у вас мало работы в территории, то пусть она уезжает. Вам больше работы останется. А если у вас, ну, вам жалко, что молодежь уезжает, что вы ноете, что у вас работы мало, она же у вас ее отнимет. Вот. А потом говорю: ну-ка поднимите руки, уважаемые родители, кто из вас сказал своему ребенку: быстро учись, балбес, а то так и будешь тут жить, а так у тебя есть шанс уехать. И сразу, знаете, так разговор про другое начинается, про жизнь, про настоящее, да. То есть как-то мы слетаем и говорим: а что, проблема-то не оказывается и не наша, а из телевизора, вот. А нам бы надо, а нас волнует не то, что работы нету, а то, что мы реализоваться не можем, нам хочется заниматься чем-то вот эдаким, а у нас тут такой возможности нет, а это уже другая проблема, и решать ее можно совсем другим способом, да, вот. И нас волнует там не то, что молодежь уезжает, да правильно, она должна уезжать, у нее должны быть новые перспективы, а нас волнует, что внуки к нам не приезжают, а это опять другая ситуация, ее по-другому надо решать. И когда вдруг у людей появляются понимание, что их на самом деле интересует, то людей, которые... Ну, то есть я не собираюсь решать проблемы здравоохранения. Где я и где проблема здравоохранения? Где я и где проблема дороги? Но я могу, если я вдруг нахожу, что меня лично действительно волнует, или мне скучно тут, то у меня хорошая работа, у меня нормальный дом, я здесь, Марья Ивановна, в городе буду, там, Машка какая-нибудь, вот. Я хочу тут жить, но мне тут скучно. И тогда возникает опять другая ситуация, и я начинаю думать про то, как мне сделать весело, а не про то, что у нас там молодежь уезжает или там дороги ко мне нет. Вот, в какой-то территории нам сказать: да слава богу, что у нас нету дороги, у нас зато безопасно. Никто там не шляется, не нужны нам никакие туристы, нам бы, чтобы... дети внуков на лето привозили,
И вот у нас будет вот такая жизнь. Все безопасно, все рядом, все, как говорится, с экологией все хорошо, тут сделай дорогу, начнут все тудым-сюдым на машинах свести. Вот. И вот когда мы, соответственно, понимаем, вот, да, вот, сейчас, секунду, то есть, и вот, когда мы начинаем думать про это, потом смотреть, какие у нас ресурсы есть, очень у многих открываются глаза, они говорят, зачем мы сидим-то? У нас, блин, и вот это, и вот это, и вот то. А вот, да, ну, и про это прям надо отдельно разговаривать. Вот в городе про это трудно говорить, а вот в малых территориях про это прям, ну, просто люди такое вдруг вспоминают, что у них есть. Вот. Ну, и вот когда говорят, что нужно для развития малых территорий, вот, то, конечно, в первую очередь все говорят про деньги. Но на самом деле нет. И тоже интересно, мы тоже про это часто говорим, что мы все время сидим и ждем инвестиций. Ну, типа, кто-то придет и прям нам инвестирует в нас. А я все время тоже на семинарах говорю, вот представьте себе, что у вас в кармане деньги есть, много, и вы ищете, куда инвестировать. И так оглядываетесь вокруг и думаете, где вот самая дыра дыровищна, где ничего нету? Как бы мне вот туда бы свои деньги вбабахать, чтобы они там и сдохли в этой перед. Или, говорю, вы все-таки как инвестор посмотрите, где что-то живое есть, и туда начнете инвестировать. Все начинают, конечно, смеяться. Вот, и вот мы как раз, у нас есть несколько территорий, с которыми мы уже давно, 8 лет назад начали работать. Вот одна из таких территорий – это Пинежский район. И вот Светлана Чуракова, про которую сегодня уже говорили, что она тут приезжала, семинары проводила, мы ее тоже приглашали к нам вот эти первые семинары проводить. Она приехала, это был март, а у нас обычно в марте холодно, все ледовые переправы стоят. А тут вдруг было резкое потепление. И за день до его приезда ледовые переправы закрыли. А там 3 ледовые переправы, 3 в эту деревню. И мы ехали так, мы, значит, на машинах доехали до одной реки, вышли и, значит, переходили ее пешком. На другой стороне стояла, значит, уже не такая комфортабельная машинка, а типа УАЗика что-то. Значит, мы туда грузились, ехали ко второй реке, там снова переходили. Перед третьей рекой мы сказали, мы не выйдем, мы будем тонуть вместе с этой машиной, уже везите нас так. Вот. Но это было, конечно, очень смешно, потому что кроме Чураковой там была еще одна из Иркутска дама. И, значит, и был наш депутат, был снова собрание, чья это была территория. Нас, значит, было 3. Вот мы, значит, они с чемоданами, мы, значит, с принтером, с компьютерами, со флипчартом, потому что там еще ничего не было. И вот это такая ходла, значит, 6 утра, рассвет над рекой, и мы, значит, через реку с этим всем барахлом. И вот это мне Светлана говорит, господи, куда только с тобой не вляпаешься. Вот. И вот сейчас мы смотрим на эту территорию, в которой построена модельная библиотека. У нас в Архангельске такой библиотеки нет. А руководитель этого ресурсного центра, который там организовался как некоммерческая организация, директор сейчас этой библиотеки. У них там несколько некоммерческих организаций. Они только от фонда президентских грантов, по-моему, 20 миллионов привлекли. Плюс их там, значит, там финансируют, уже из губернаторского они получали, губернаторские гранты. И, в общем, реально там появилось очень много разных инициатив, реально территория стала жить по-другому. Почему там модельную библиотеку построили? Да потому что она живая стала. Ну, то есть туда стали возить людей, показывать. Люди стали говорить, что там библиотечка какая-то странненькая. И когда встал вопрос, где строить модельную библиотеку, конечно, там. Вот. В другой территории у нас сейчас начали строить центр Дом культуры, которого они там, не знаю, 10 лет не могли допроситься. Вот, а ровно вот поверх вот этой общественной активности. То есть деньги к деньгам, мы все время так говорим. Ну, а для развития малых территорий, вообще любой общественной активности, мне кажется, нужно время и совместная деятельность. И вот вы сегодня тоже про это говорили, да, ну, то есть я выхожу, у нас тоже был пример, у нас есть такой конкурс «Герой нашего времени», мы награждаем активных людей. И мы какой-то год награждали женщину, которая 3 года подряд одна убирала свой поселок. Вот каждую весну она выходила, всех звала на субботник, никто не выходил. Она шла и убирала. И ей семья говорила, весь поселок то же самое говорил. Вот. Через 3 года на 4-й с ней вышел муж и сыновья. Сказали, да пошли уже, ты все равно там типа больная, так и будешь, уже мы тебе поможем. А на 5-й год вся деревня вышла. Но это, правда, давно было, сейчас быстрее люди активизируются, примеров больше.
А вот когда совсем мало было примеров, прям нужно было долго. И вот в этом отношении всегда, знаете, тоже мы с бизнес-компаниями в этом отношении часто спорим по этому поводу. Они вот готовы поддержать иногда такие программы развития и говорят, давайте только вы как-нибудь там за годик быстро сбацайте, чтобы уже раз и все активные. 2,5 года минимум, чтобы стало понятно, и вдруг что-то начало вот прям... То есть ты 2,5 года смотришь и думаешь, ничего не происходит, да, согласитесь? Ничего. Думаешь, да блин, бросить что ли уже все это? Ну ничего нет, ничего. Вот. И вдруг в какой-то момент раз, и все проснулось. Вот. Ну то есть, как, знаете, наверное, как вот это вот зерно, которое в земле лежит, ты его поливаешь, думаешь, оно сдохло, может, там уже в этой земле. Оно вдруг раз и расти начинает. Вот. И вот дождаться, чтобы сил хватило, не торопить людей. И еще очень важная вещь, это вот, да, вот это вот про изучение ситуации я вам рассказала. Вот. И дальше, вот это очень важно. И вы, мне кажется, вот вы очень хорошо про это сказали. И вот и про ТОСы, когда вы говорили тоже. Мы все время пытаемся объединять людей вокруг общественного интереса. Давайте мы соберемся, чтобы решить общественно значимую проблему. Не знаю, там, ну, устроим благоустройство вот тут. Ну, как вот вы сказали про субботник. А потом вы сказали, потом мы сделали праздник, и люди пришли. А почему? Да потому что меня общественно значимые проблемы не волнуют. У меня есть первая проблема моя личная. И любое объединение начинается с индивидуальной потребности. А индивидуальные потребности у нас очень простые. Праздник, похвастаться пирогами, выйти в новом платье, поболтать с соседками, просто посмотреть, полюбопытствовать, а кто тут у нас живет во дворе? А есть кто-нибудь, кто такой же, как я, кто тоже кошками интересуется? И вот мне кажется, что мы вот эту штуку как бы очень сильно упускаем, и мы пытаемся сразу как бы от большого объединять, а люди вокруг большого не объединяются, оно им непонятно. Ну, вернее, объединяются вот эти бешеные, вот эти вот, а их мало. И мы думаем, блин, да что ж такое, нас так мало? Ничего нас не мало, мы просто тех остальных не замечаем. И вот когда мы начинаем с праздников, когда мы начинаем с хора, вот, знаете, предприниматели, вот эти крупные компании, которые финансируют грантовые конкурсы, у нас был такой пример, значит, мы там типа поддерживаем активность пожилых людей. И нам, значит, донор бизнес-компании говорит, что у вас за проекты такие? Тут, значит, типа хору платья надо купить, тут баян какой-то, тут вы, значит, какое-то чаепитие. Фигня какая-то, а не проекты. Это не про общественную активность. Это, значит, типа не про объединение сообщества. Я говорю, да вы не понимаете ничего. Это как раз про объединение сообщества, это первый шаг. Потому что если они поют вместе, это даже уже не первый, а второй. Вот эти потребности малых групп по интересам. То есть моя первая потребность, мне любопытно, что там происходит. А моя вторая потребность, я вот пою, и я хочу петь. Поддержите меня в желании петь. Или поддержите меня в желании сажать цветы. Или в желании поговорить про кошек. Вот. И дайте мне возможность найти таких же, как я. И у нас появятся вот эти малые группы. Первыми мамки объединяются, конечно. Ну, потому что у них прям очень выраженные потребности, они друг друга быстро идентифицируют по коляскам, либо по пузу. Значит, о, с пузом наша, скоро переместится к нам. Да? Вот. И бабушки тоже быстро объединяются по сидению на скамейке около дома, если скамейка есть. Вот. Ну, так, по крайней мере, посплетничать. Это вот, да, и вокруг этого можно как раз строить. Потом из этого вырастают коллективные потребности, потому что у нас появляется необходимость, ну, типа, чтобы мы с собачками погуляли, но не напортить тем, кто собачек не очень любит. Поэтому все в намордничках и какашки убрали. Да? А еще цветочки посадим, но топтать не будем, потому что это наше общее место, мы тут праздники проводим. Вот. И только потом общественные потребности. И вот как раз через 2,5 года мы начинаем видеть общественные потребности.
Именно поэтому мы их не видим, потому что сначала вот эти идут. А когда мы начинаем замечать вот эти первые, то быстрее. И начинаем прямо на первые работать, то это все быстрее происходит. Вот. А? Вернуть? Да, пожалуйста. Вот. И вот когда с людьми... И у нас, кстати, был очень интересный показатель, как у нас... Ну, я думаю, что у вас тоже такие есть проекты. Просто как пример. У нас был проект, поданный на конкурс, который назывался «Та же мучка, но не те ручки». Это группа женщин уже пенсионного возраста, ну, таких молодых активных пенсионеров. Она сказала, слушайте, у нас, ну, у каждой из них был рецепт и ее бабушки про то, как печь северные пироги и шанди. И они говорят, слушайте, ну, как бы эти рецепты разные. И мы хотим попробовать собрать это в одну книжку рецептов и попробовать, чем друг у друга отличаются. И они попросили денег, мы восстановили им русскую печку в Доме культуры, чтобы они там могли печь вместе и делиться друг с другом рецептами. И они создали книжку таких рецептов, и пока они там дрызгались с этой печкой и этими рецептами, ну, во-первых, у них пирогов вечно было больше, чем они могли съесть, и они начали прикармливать всех остальных, а все разведали, что там пироги есть, начали туда таскаться на дегустацию. Вот. Потом они, значит, решили, а чем мы сами-то, давайте внучек научим, потому что внучки и дочки тоже ни черта не умеют уже. Вот. А потом их стали интересовать, они выпустили книжку с рецептами, а потом их стали интересовать, что-то они вот так в обсуждении за чаем выяснили, что там у кого-то была какая-то присказка к шаньгам, у кого-то к пирогам с рыбой была какая-то сказка, бабушка рассказывала. И они придумали следующий проект, который назывался «Устьянские вкусноговорки», это район назывался Устьяны. И они сделали такой проект, в котором они делали не просто, допустим, кушанье какое-то, а еще и вспоминали какие-то вот легенды, сказки, сказания про это, да, и они готовили это кушанье и делали такую как бы дегустацию для жителей вот с этими всеми сказками. Это превратилось в 4 гастрономических туристических маршрута с открытием бизнеса. Эти туристические маршруты включены у нас в тур поездки по Архангельской области, вот, то есть прям люди едут на вот эти маршруты, а ведут эти маршруты как раз вот эти активистки бабушки, которые уже там получают от этого деньги и так далее. То есть и это фактически стало точкой развития этих территорий. То есть у них в одной деревне один туристический маршрут, другой там, вот. И это как раз вот про вот это вот выращивание от личного интереса бабушки на рецепт сохранить, да, до общественной потребности развития территории через вот такие вот туристические маршруты. И мы, когда проводим такие семинары, иногда там нет ТОСов в этих территориях, иногда есть. Но мы всегда опираемся на местного лидера, который такой семинар нам собирает. Почему? Потому что его задача подтянуть как можно больше людей разных. И во время вот такого семинара, когда мы будущее обсуждаем, вот как раз люди, которые не были в ТОСе или не были привлечены к активности, они приходят на этот семинар и начинают разговаривать друг с другом. Мы иногда там лишние вообще. Вот. И они вдруг начинают понимать, что у них есть вот эти самые общие интересы. И они говорят, а что у нас вот такое вот, что у нас вот это делается? А у нас что, вот есть такая группа? А у нас что, ТОС, оказывается, работает? Они вдруг узнают, что у них там есть на территории, и там прямо на этом семинаре появляются такие новые проекты, иногда прям сразу договариваются о регистрации организаций. Вот. Ну и это вот 2 подхода к тому, как можно решать проблемы на местном уровне. Мы с вами, я так понимаю, все ратуем за второй, вот за этого кота, который слез со стула. Да, вот, но, к сожалению, очень, вот 70% все-таки до сих пор думают. И мне кажется, что наша главная задача – это как раз сделать так, чтобы больше людей захотело что-то сделать сами. Захотело. И поэтому нам надо им показывать эти результаты, показывать очень просто, вот как они могут присоединиться, что они могут сделать, вот, как они могут участвовать. Вот, и ткните, пожалуйста, что-то я застрял. Это про то, что могут сделать люди. Просто несколько примеров, может быть, вам тоже будет интересно.
Вот эта первая картинка, где на санках катит, это как раз тот самый Пинежский район, который мы 8 лет назад начинали, и когда мы проводили с ними семинар про образ будущего и думали, а что будет, что бы могло бы здесь быть, они сказали, что у нас такая территория интересная, это правда такая уникальная территория, в которой одновременно живет святость и сказочные чудеса. То есть такое язычество. Вот одновременно. Там Иоанн Кронштадтский, монастыри, значит, территория, где, значит, старцы и староверы жили. Вот. И в то же время там живет чуть белоглазая, лешие в лесу. До сих пор есть бабки, которые могут напустить икоту, ну, то есть такое, значит, причем это не шутки, это правда, то есть вот, которые могут, значит, такие языческие вещи. И люди, кстати, некоторые в одну сторону, некоторые вот сказочные оберегают, некоторые вот, как говорят, это, ну, типа, все вычеркнуть надо. Вот. И они на этом семинаре чуть не подрались там сначала, потом договорились, что может быть и то, и другое, потому что есть те, кто едут на сказку, а есть те, кто могут приехать на святость, да, на паломничество. И вот они придумали, что у них могло бы быть, например, вот эти вот разные истории в разных маленьких деревнях, там малюсенькие деревушки, можно было бы вспомнить вот эти разные истории. И это, кстати, то место, где сохранились очень много старины такой реальной. Ну, например, в магазине я зашла в примерочную и обнаружила там 18 века трюмо, ну, которое как зеркало используется в примерочной. Они говорят, а что его же не вытащить отсюда все равно? Оно здоровое. Пускай тут стоит. Или там у них ярмарка какая-то была на улице, там стулья венские, тоже, извините, 19 век, в сугробах стоят. На них у них там матерчатые куклы. Я говорю, стульчик какой-то почти музейный. Они говорят, а у нас много таких. Вот. И вот эти одежды, которые на людях надеты, вот там, значит, женщина в сарафане, да, ну, это вот в юбке в красной. Этой юбке 150 лет. Она у них, то есть у них вот в сундуках лежат бабкины и прабабкины одежды, и их можно носить. Они вот в таком состоянии, что их можно носить. То есть это прям реальная старина. И вот мы объявили там конкурс, они придумывали, какие истории интересные для туристов они могли бы силами жителей разыграть, чтобы турист приехал и как бы в старину окунулся. И вот мы приехали смотреть, и это мы приехали в деревню, вышли, и вот, и прям мы попали, это Русковера деревня, туда приходили сбежавшие с иностранных кораблей моряки, в Архангельск иностранные корабли приходили, это первый торговый порт был с иностранцами. И вот там с галер, которые там эти рабами-то практически на веслах были, они бежали, и очень часто в этой деревне была первая, куда они прибегали. Их там обращали в русскую веру, и многие из них женились на местных девках. Эту деревню так и называют Русковера. Вот. И вот они, значит, этот обряд сватовства, типа пришедшего, значит, к русской девке. И прям мы попали в эту старинную деревню, они прям перед нами этот спектакль разыгрывали. И в каждой деревне были придуманы разные вот такие спектакли, и они сделали сейчас тоже турмаршрут, который называется «Пинежский опоясок». То есть ты как по поясу можешь проехать и в каждой деревне посмотреть какие-то там старые традиции, старые легенды, истории. Вот. Это возрожденная ярмарка, которой не было 100 лет. Силами жителей, и она возрождена и теперь проводится ежегодно. Вот. Это дом совы, значит, много сов в этом районе, они сделали дом совы, и вот, значит, семья, которая фактически делает всякие мастер-классы, печет пироги, к ней можно приехать, и вот вокруг этого, и приехать можно не туристу, туда туристу не добраться, а чумеешь туда добираться. Это для своих ребят, для соседних деревень, школьники туда идут. То есть это как бы площадка такой вот как бы дополнительного досуга, да, вот, которую делают сами жители. Или, например, придуманный День оленя,
У нас есть территория, до которой доходят оленеводы из Ненецкого автономного округа. Вот. И в сами стойбища далеко ездить, долго. И они договорились с оленеводами и делают День оленя в одном из поселков, до которого 250 километров от Архангельска надо ехать. Не по очень хорошей дороге, честно говоря. Но вот в поселке 3500 жителей и 2500 гостей на 4 часа приезжают. Деньги платят, чтобы посмотреть, деньги за вход, деньги за еду и так далее. То есть прям точка развития, которая была придумана как праздник просто сначала, потому что что-то скучно нам. Давайте что-нибудь интересненькое замутим, а давайте оленеводов позовем, а давайте что-нибудь интересное с оленеводами сделаем, а потом раз, и появилась как бы точка, опять же, туристическая и так далее. Можно дальше. Но это вот как раз инициативы пенсионеров, это вот эти самые юстианские вкусноговорки. Они, кстати, сейчас новый продукт изобрели, у них конфеты из грибов. Да, вот, очень вкусные. Да, прям, значит, можно дальше. Да, вот это вот как раз Бор-гора, это вот совенок, видите, там, значит, там совенок, леса, прям дом купеческий, вот они там гостей принимают и так далее. И вся семья тут в этом безобразии участвует, вот, и весело радуется. Просто как развлечение сначала, смотрите, все начинается как развлечение, типа, что-то нам скучно, давайте вот что-нибудь сделаем. Вот, можно дальше. Вот, ну это вот, мне кажется, это про нас, что мы можем сделать, вдохновить и повести за собой. Вот, и чем больше мы будем рассказывать и показывать людям примеров, и чем больше мы друг с другом будем, мне кажется, обмениваться, самое главное не потерять вот этот энтузиазм и силы продержаться эти 2,5 года, пока не начнутся вот эти вот реальные отдачи. Да, хотелось бросить? Конечно. 100 миллионов раз. Хотелось бросить 100 миллионов раз. Вот, и поэтому вот, знаете, наверное, начать это могут только вот эти бешеные, которые были на первой картинке. Ну, типа, не буду больше ничего делать. Потом посидишь, думаешь, да как же не буду, там я не могу не делать. Да, вот это вот. Ну, те, из которых прям прет. Вот. Но если мы не начнем делать так, чтобы вокруг нас появлялись те, кто нас подпитывает и поддерживает, то нашей энергии не хватит, к сожалению. Вот 2,5 года еще можно продержаться, но все равно за что-то цепляться надо, за какую-то. И вот надо вот уметь видеть вот эти вот инициативы. И вот прям я говорю, что я вам очень благодарна за то, что вы вот этот список возможных объединений малых, потому что это как раз вот объединение по интересам. И еще очень важная штука, тоже вы сказали, что вы это делаете. Вот объединение по интересам надо тусовать между собой. Мы, например, сделали в нескольких территориях, и сейчас продолжаем это делать, такие форумы, которые называются «Мы здесь живем». И ключевая задача этих форумов, не всяких умных экспертов слушать, нас, кстати, выпустить только, мы будем трепаться до бесконечности, вот, а чтобы люди показали друг дружке, что они делают. И прямо мы выцепляли разные инициативы вместе с местными активистами и делали такие площадки. Вот тоже сегодня, как говорили, там, условно говоря, боксом занимаетесь, не знаю, притащите, давайте грушу колотить. Шьете, давайте тут что-то шить. Рисуете, давайте рисовать. Вот. И вот, соответственно, вот на эту такую площадку, на которой были бы разные инициативы, и вот разные вот эти малюсенькие группы, которые хоть чем-то объединены, пусть они кошки, давайте тут с кошками фотографироваться, собаки, давайте вот в этом углу с собаками фотографироваться или там гладить их давайте. Что-то делать, чтобы показать вот эти интересы. Потому что люди приходят и говорят, ой, у меня тоже кошка, значит, я могу с вами. А тот, кто с кошкой, говорит, а я тоже люблю рисовать, можно я с вами, а вы что там, да? Или там, а вот мы тут, вот я учу шить, ой, я хочу научиться шить, я тогда к вам приду. И они начинают между собой вот так, ну, как бы затусовываться. И мы сделали такую интересную штуку, может быть, кому-то интересно будет попробовать. Мы на таком форуме, ну, это, кстати, не мы придумали, а лидер с территории придумал. Они взяли большую фотографию своей деревни, разрезали ее на куски, как пазл. И каждому пришедшему выдали кусочек, каждому. И потом, значит, ну, всех пригласили склеить этот пазл. И он у них не склеился. Кто-то не вклеил, там 4 пазла, по-моему, 4 кусочка не вклеили. И они вытащили на сцену и говорят, ну смотрите,
Если хоть кто-то останется в стороне, у нас деревни не получается. Самое смешное было, ну, мы там, типа, сделали, ну, там, типа, похлопали, ура, ура, но вот пока еще мы тут не все. Что-то начали дальше делать в рамках этого форума. Вдруг прибегают люди с кусочками вклеивать. Они, оказывается, ушли домой, но кто-то из зала вспомнил, что, слушайте, а там же у нас были, ну, деревни же все друг друга. Они побежали к ним, сказали, из-за вас у нас деревня не склеилась. И они пошли обратно. И уже даже то, что они пришли с этим куском, это их первый шаг вот в эту самую общественную активность. Вот. И это прям круто. Вот. И мы потом, кстати, когда делали форум в прошлом году «Малым территориям большое будущее», мы сделали прям специально пазл. Вот это наша там картинка, у нас есть логотип это нашего проекта. И тоже мы выдавали этот пазл людям на входе, и все склеивали. Это прям такое объединение, когда каждый вклеивает свой кусок. Да, когда ищут тех, кто не вклеил, значит, вот, ну, то есть такая, вот, и любые объединяющие штуки, даже самые дурацкие, да, ну, то есть это общее дело, которое позволяет нам вот объединять друг друга. Вот, это то, чем я хотела с вами поделиться. Если есть какие-то вопросы, я тоже готова ответить. Или, может быть, есть какие-то соображения по этому поводу, за, против. Вот. Все зависли. Все отвлекается, все понятно, и оказывается, мы сами интуитивно вот это вот чувство. Нас никто не учил, нам никто не говорил, создавали такой Ага. Если вдруг вам интересно, я не помню, есть у меня, дощелкайте, пожалуйста, там немножко, по-моему, есть еще. Если вам интересно, можно дальше, до конца практически. Это наши ресурсные центры. Ага, дальше. Вот, можно вернуть? Да, это вот сюда. Мне очень нравится эта картинка. Да, ну то есть есть на самом деле открытые двери, есть опыт, есть знания, можно обмениваться им, то не надо убиваться. Вот, можно следующий слайд. Да. Вот книжка «Малым территориям большое будущее». Она есть на нашем сайте. Это описание всей нашей технологии работы с малыми территориями. И того, как там семинар проводить, значит, вот этот образ будущего, и анкета и рассказ про то, как опрос проводить. И там в этой книжке я старалась описывать и грабли, на которые мы наступали, там то, что у нас получалось и не получалось. Если вам интересно, то ее можно у нас скачать с сайта. Следующий слайд можно, там, по-моему, сайт есть. Да, вот, ngogarant.ru, на этом сайте в разделе «Библиотека». В библиотеку зайти, по поисковику «Малым территориям большое будущее». Вы найдете это пособие. Вот оно там. И в нем есть ссылки на все документы, на анкеты, на программы, на там, ссылки на книжки, с которыми мы пользовались. Вот. Это не наше изобретение, мы просто систематизировали работу очень разных организаций в этом направлении, поэтому, может быть, это будет вам полезно. Вот. Но с точки зрения, в какой форме объединятся люди, будет ли это ТОС или некоммерческая организация, или просто активная группа, мне кажется, это все зависит от того, что людям надо. Все равно сначала это начинается с какой-то группы активных людей, которые потом начинают понимать, если им нужны дополнительные ресурсы, и эти ресурсы можно взять в грантовых конкурсах, они создают некоммерческое юридическое лицо. Если им достаточно быть просто территориальным общественным самоуправлением, зарегистрированным в муниципалитете и получающим ресурс только из программы поддержки ТОСов, они остаются в таком формате. Часто бывают вот эти маленькие инициативные группы, у нас много таких примеров. Они регистрируют свои НКО, потому что они вдруг понимают там здоровый образ жизни, они хотят кроме зарядок еще тренажеры поставить, спортивную площадку сделать, и они понимают, что они могут получить грант и делать это уже сами на постоянной основе. И они регистрируют некоммерческую организацию. И это тоже классно, не брать все на себя, а как бы помогать им, да, то есть вот тот, кто создал возможность для всего этого развития, если он еще стимульнет, чтобы, я все время говорю, наша задача запустить это все и сбагрить это, чтобы делал кто-то другой. Потому что если все тащить на себе, это вообще все, сдохнешь. А надо, чтобы люди это делали. И поэтому хотят они, не знаю, там, сохранять ремесла.
Ну, пусть они регистрируют свою некоммерческую организацию и подают на культурные инициативы, на местную, как бы, на местные вот эти конкурсы, на коммерческим компаниям, и делают это. Если нам надо объект создать, да, по благоустройству, то мы тогда в инициативное бюджетирование идем. И здесь мы говорим, что, а власть делает. Да? Если мы хотим там по социальные проблемы решать, мы идем, там, можем зарегистрировать разные организации, можем идти там, в конкурсы президентского гранта, частные пожертвования собирать, как угодно. То есть форматов очень много. Важно, чтобы люди поверили в себя. Мне кажется, это ключевое. Вот. Спасибо. Мы вроде уложились по времени. Да, спасибо. Если есть вопросы, то я готова ответить. Нам самим тоже нужно подпитываться и понимать, правильно ли направление мы вообще двигаемся. И вот очень хорошее предложение прозвучало от горного вуза, да, создания ассоциации ТОС. И я прошу как инициаторов взять это в свои руки и создать хотя бы для начала, может быть, группу какую-то, чтобы общаться. Да, иногда не нужно юридическое лицо, надо общаться. Ну, то есть, да, бешеные, им тоже нужно объединение. Вот этим диким-то тоже надо объединяться и иначе вместе общаться, а то, чтобы нас белыми воронами не считать. Спасибо вам огромное. У меня почему-то все время титул отваливается. Это не я. Это люди. А я только что языком балабоню. Представитель образовательного учреждения. У нас школа создана школьный бизнес. Я, к сожалению, сегодня презентацию не написала. На 7 школах создан школьный бизнес. Там занимаются дети проектированием, учат выполнительной деятельности предпринимательства и финансовой грамотности. Это было начато, когда проект образовательный проект стратегия развития движения финансовой грамотности. И, короче, 17 года мы начали создавать школы. Вот эти школы и у нас в 2022 году уже есть выпускники, которые уже стали индивидуальными. Но мы рекомендуем как министерство образования, чтобы они не стали сразу индивидуальными. Просто они как обучались заниматься, чтобы написано проект делать там уже маленьких или поселениях. У нас уже есть мальчики, сейчас уже 9 класс, они стали самозанятыми. Здорово. И вот продают свои бабушкины рецепты булочки. Вот эти бизнес-школы, да, школьные бизнес-инкубаторы, проектные для таких друзей. Они тогда будут прокачаны. Пойдемте сфотографируемся.